Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 1000 невероятных фактов, которые вы не знали. Из этого видео вы узнаете следующее. Как понять, что при переливании крови вы получили кровь не той группы? Почему европейцы боялись есть помидоры, когда их завезли? Бывают ли животные альбиносы наоборот и как они называются? Сколько нужно складных ножей для модели мавзолея Ленина, для модели Кремлевской башни, для герба СССР, для макета первый в мире полет человека в космос? Что это за рыба такая, с человеческими зубами, настоящая ли она и если да, то где обитает? Насколько сильно человеческое тело и какова цена полной мышечной силы? Что общего у мозговой активности и отпечатков пальцев человека? Что происходит с пламенем свечи в условиях невесомости? Когда была запущена первая космическая реклама и к чему это привело? Как одна из медалей Юрия Гагарина оказалась на Луне? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Хочу сразу обратить внимание уважаемых зрителей на то, что это видео скомпоновано из нескольких более коротких видео, которые ранее выходили на нашем канале. Ссылки на эти видео будут в описании. В связи с этим наши постоянные зрители могли уже видеть некоторые части этого большого видео. Ну а новые зрители смогут в полной мере познакомиться с интересными и невероятными фактами, которые мы внимательно подбирали для вас. В тайм-кодах также будут названы части видео, как и их оригинальные ролики. Кроме того, в данном видео на самом деле немного больше фактов, чем указано в названии, но мы оставили эту цифру для благозвучности. А насколько именно фактов больше, вы сможете узнать, досмотрев этот ролик до конца. Ну что ж, без лишних слов, начнем. 1. В годы, последовавшие за крушением Титаника, многие люди утверждали, что Титаник позиционировался как непотопляемый корабль. Оказывается, White Star Line, крупнейшая британская судоходная компания конца XIX века, фактически использовала формулировку вроде «насколько это возможно сконструированы так, чтобы быть непотопляемыми», когда говорила о своих кораблях. Другие заголовки того времени включали такие слова, как почти и практически при обсуждении заявления о непотопляемости. Только после того, как корабль затонул, люди ухватились за идею, что Титаник должен был быть непотопляемым, и они не использовали настоящую формулировку компании при обсуждении трагедии. 2. Хотя вы, вероятно, знакомы с семейкой Адамсов, вы, возможно, не знали, что семья на самом деле впервые зародилась как комикс в еженедельнике The New Yorker в 1938 году. В течение следующих нескольких десятилетий в The New Yorker появилось 58 комиксов с участием серии анонимных жутких людей, нарисованных Чарльзом Адамсом, опубликовавшим в журнале более 1000 комиксов. В 1946 году Адамс и писатель-фантаст Рэй Брэдбери встретились, чтобы поработать над книгой об Эллиотах, вымышленной семье, полной монстров. Брэдбери собирался написать рассказы, а Адамс проиллюстрировать книгу. Партнерство между Адамсом и Брэдбери не совсем сложилось, и Адамс возобновил рисование комиксов обо все еще не названной семье для читателя The New Yorker. В 1964 году один телевизионный руководитель наткнулся на книгу комиксов Адамса с изображением семьи на обложке.
Он подумал, что из этого могло бы получиться отличное телешоу в прямом эфире. Они решили назвать семью в честь Адамса и попросили его разработать имена и черты характера для своих персонажей. Он тесно сотрудничал со сценаристами, чтобы шоу соответствовало тому тону, который он хотел. В 1964 году на канале ABC состоялась премьера сериала «Семейка Адамс». Хотя сериал длился всего 2 сезона, он стал культовым хитом и вдохновил на несколько будущих экранизаций. Пока шло шоу, редактор The New Yorker запретил комиксы об этой семье. 3. Не так давно исполнилось 20 лет с тех пор, как район метро Вашингтона, округ Колумбия, терроризировали 2 мужчин, известных как снайперы кольцевой дороги, которые в конечном итоге убили 10 человек и тяжело ранили 3 в течение 3 недель. 2 октября 2002 года в Уитоне, штат Мэриленд, был застрелен мужчина. К концу следующего дня в том же районе было убито еще 5 человек. Улики, найденные на местах преступлений, позволили властям связать все убийства и начать расследование с привлечением как Департамента полиции округа Монтгомери, так и ФБР. Убийства происходили в обычных местах, таких как заправочные станции и продуктовые магазины. Вскоре детей перестали выпускать на улицу, а людям приходилось бегать по парковкам зигзагами, чтобы не стать мишенью для пуль. Власти начали проводить проверки автомобилей после того, как стали появляться слухи о том, что убийца ехал либо в темном «Шевроле», либо в белом фургоне. 4 октября женщина была ранена пулей в Спотсильвании, штат Вирджиния, что расширило поиски, охватив Мэриленд, Вашингтон, округ Колумбия и Вирджинию. По мере расширения масштабов поисков убийства становились все более разрозненными. 7 октября ученик средней школы был ранен возле школы в Боуэ, штат Мэриленд. На месте происшествия была обнаружена карта Таро с надписью «Зови меня Богом». В течение следующих 2 недель в Вирджинии было убито еще 3 человека и 1 ранен. 17 октября на горячую линию позвонил мужчина и обратился к властям с просьбой расследовать недавнюю стрельбу и ограбление в Алабаме на предмет возможной связи. На следующий день священнослужителю позвонил мужчина и сказал, что знает, кто убийца. Он также упомянул стрельбу в Алабаме и попросил священника записать фразу «Уважаемый господин полицейский, зовите меня Богом, не сообщайте об этом прессе». Священнослужитель отправился к властям. Записка с аналогичным сообщением была найдена возле стейкхауса в Вирджинии 19 октября. К 20 октября власти начали расследование убийства в Алабаме. Отпечаток пальца на улике, найденный на месте преступления, был связан с Ли Бойдом Малва, который жил в Такоме, штат Вашингтон. 22 октября в Аспен-Хилл, штат Мэриленд, был убит водитель автобуса, и это стало последним убийством. Когда полиция начала узнавать больше о Малва и стрельбе в Алабаме, они связали его с Джоном Мухаммедом, о котором также упоминал звонивший по горячей линии. Эти 2 вместе жили в доме в Такоме, и соседи говорили, что они часто стреляли по мишеням на заднем дворе. Власти объявили предупреждение о синем «Шевроле Кэпрейс» 1990 года выпуска, зарегистрированном на Мухаммеда. 24 октября полиция окружила остановку для отдыха вдоль I-70 в Мэриленде, где Мухаммед и Малва спали в Каприсе. Они были арестованы без сопротивления. Полиция обнаружила, что они проделали отверстие в багажнике автомобиля, что позволило им стрелять незамеченными. И Мухаммед, и Малва, который был несовершеннолетним, были приговорены к пожизненному заключению как в Мэриленде, так и в Вирджинии. В 2009 году Мухаммеда казнили за его деяния. В сентябре 2022 года Малва ходатайствовал об условно-досрочном освобождении после постановления о том, что пожизненное заключение для несовершеннолетних является неконституционным, но получил отказ. 4. На Западе очень любят есть мороженое со вкусом теста для печенья с шоколадной крошкой. На самом деле этот вкус появился на прилавках магазинов только в 1984 году,
когда покупатель в магазине Ben & Jerry's в Вермонте предложил добавлять кусочки теста для печенья в ванильное мороженое. Вкус стал хитом, и к 1991 году Ben & Jerry's начал продавать пол-литровые упаковки мороженого из теста для печенья. 5. «Богемская рапсодия» группы Queen, пожалуй, одна из самых популярных песен на Западе. По оценкам, в западных странах она звучит по радио примерно раз в час. Фредди Меркьюри, фронтмен группы, на самом деле имел пианино в качестве изголовья своей кровати и якобы просыпался посреди ночи, чтобы работать над песнями всякий раз, когда его посещало вдохновение. По данным BBC, именно так родилась «Богемская рапсодия». Песня, которая на первый взгляд повествует о мужчине, признающемся в убийстве своей матери, и последующем суде над ним, стала предметом споров об истинном значении. В 2004 году альбом Queen Greatest Hits стал первым рок-альбомом, разрешенным в Иране, где к нему прилагалась листовка, объясняющая, что герой случайно убил человека, а затем продал свою душу дьяволу, только чтобы воззвать к Богу перед смертью, тем самым освободив его. 6. На Украине существует старинная брачная традиция. Если женщина отвергает предложение жениха, его отправляют домой с тыквой, чтобы он не ушел с пустыми руками. Итак, какое отношение тыквы имеют к браку? Многие считали, что они хорошо влияют на мужскую силу. Мужчины делали предложения только ночью, поэтому шансы быть замеченными с тыквой были невелики. 7. Уоррен Хардинг вошел в историю как один из худших президентов Соединенных Штатов, которых когда-либо видели. Оказывается, он также был вовлечен в страстный роман, который его семья пыталась скрыть после его смерти, опасаясь, что его наследие будет выглядеть еще хуже в глазах общественности. Серия писем, которыми обменивались Хардинг и Кэрри Фултон Филлипс, которая якобы была его любовницей, около 15 лет в 1910-х и 1920-х годах, всплыла в 1964 году, когда историк Фрэнсис Рассел попытался их опубликовать. Семья Хардингов незамедлительно подала в суд на Рассела. В конце концов Хардинги согласились, что письма будут запечатаны в течение 50 лет, и передали их в библиотеку Конгресса. В 2014 году библиотека Конгресса опубликовала 106 писем. Многие из них были написаны на официальных бланках Сената и были шокирующе откровенными. Роман Филлипс и Хардинга протекал в период его пребывания на посту вице-губернатора штата Огайо и сенатора США. После того, как Хардинг стал кандидатом в президенты от республиканцев, Республиканский национальный комитет был вынужден откупиться от Филлипс, которая угрожала обнародовать письма. Хардинг также якобы платил Филлипс около $5000 в год за молчание. Это дело имело потенциальные политические последствия. Филлипс поддерживала Германию в Первой мировой войне и часто пыталась убедить Хардинга разделить ее взгляды. Она присылала ему газетные статьи и была известна тем, что бросала вызов Хардингу за его позицию по вопросам, когда он был сенатором. После того, как Хардинг и Филлипс расстались, когда он стал президентом, они все еще встречались наедине. Некоторые считали, что Филлипс была шпионом. Другие историки утверждали, что Хардинг предупредил Филлипс, что власти сосредоточили внимание на ней и ее муже, хотя ее семья опровергла эти утверждения. 8. Детеныши панды при рождении весят около 100 граммов, что соответствует размеру кусочка сливочного масла. Фактически детеныши панды составляют 1/900 размера их матерей и необычайно малы по сравнению с размерами других млекопитающих при рождении относительно их матерей. Существует несколько теорий, объясняющих это, в том числе из-за недостатка питательных веществ в бамбуке, но адекватного объяснения найдено не было. 9. Несмотря на свое название, кальмар-вампир на самом деле довольно милый маленький парень. Более того, кальмар-вампир технически даже не является кальмаром. Первоначально ученые классифицировали это существо как Vampiroteuthis infernalis, что переводится как кальмар-вампир из ада. Вместо того, чтобы питаться кровью,
Кальмар-вампир в основном питается морским снегом, который состоит из частиц мертвых животных, гниющих материалов, экскрементов и других отходов. 10. До того, как во Флориде был построен мир Уолта Диснея, Дисней якобы рассматривал Новый Орлеан как потенциальное место для парка. В 1963 году Уолт Дисней подыскивал потенциальное место для своего парка развлечений. Сэм Карузо, который позже стал мэром Слайдела, штат Луизиана, утверждал, что он активно общался с помощником Диснея, который хотел приобрести недвижимость в Новом Орлеане. Он также утверждал, что Дисней вел переговоры с властями города и штата о начале строительства парка. 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент Джон Кеннеди, что привело к прекращению деловых контактов. Как только шок от убийства прошел, он вернулся к делу. Однако за это время Дисней пролетел над Орландо на своем самолете и решил, что хочет построить свой парк там, а не в Новом Орлеане. Компания начала создавать подставные корпорации для покупки земли, чтобы они могли держать свои планы в тайне. К 1965 году выяснилось, что Дисней строит мир Уолта Диснея в Орландо, и парк открылся в 1971 году. Хотя парк оказался во Флориде, Дисней, очевидно, также думал о Сент-Луисе, штат Миссури, как о потенциальном доме для парка развлечений, но понял, что это потребует полного восстановления центра города и не совсем соответствует видению Диснея. 11. Где шансов больше? Выиграть в лотерею 5 из 50, быть укушенным акулой или что в вас попадет молния. Шансов, что вас укусит акула или поразит удар молнии, многократно больше, чем что вы выиграете в лотерею. Да-да. Например, в лотерее 5 из 50, где выигрывает 5 шаров, а всего шаров 50, с числами от 1 до 50, шанс сорвать выигрыш составляет 0,05. Согласно статистике, вероятность того, что вас укусит акула или в вас попадет молния, намного больше. 12. Почему после дождя в воздухе присутствует неприятный землянистый запах? Запах дождя, землянистый запах, вызван высвобождением во время дождя масел из почвы, которые выделяются бактериями, живущими в земле, в ответ на дождевую воду. Он называется петрикор. Петра означает камень, а икор – жидкость. Дело в том, что некоторые растения на планете во время засухи выделяют масла, которые оседают в глинистых слоях почвы и в горных породах. Когда идет дождь, эти масла высвобождаются в воздух вместе с геосмином, побочный продукт актинобактерий, в результате чего в воздухе и появляется характерный запах дождя. 13. Зачем выдры держат друг друга за лапы? Выдры иногда держатся за лапы друг друга, чтобы не дрейфовать в воде во время сна. Морские выдры иногда держат друг друга за лапы во время сна, чтобы не уплыть друг от друга. Чаще всего это делают мать и детеныш. 14. Правда ли, что куры произошли от динозавров? Куры, как и все птицы, произошли от динозавров. Все современные птицы произошли от группы двуногих динозавров, известных как тероподы, в состав которых входят тираннозавры и меньшие велоцирапторы. Тероподы наиболее тесно связаны с птицами. По сравнению с современными птицами у них были большие морды, большие зубы. Например, у велоцираптора череп был похож на череп койота, а мозг был размером с мозг голубя. 15. Считается, что имя Джессика придумал Уильям Шекспир. Первый известный случай, когда имя Джессика упоминается где-либо, был в шекспировском венецианском купце, что побудило историков приписать ему изобретение этого имени. 16. Сачин Литлфейзер была актрисой и активисткой, которая попала в заголовки газет в 1973 году из-за своего появления на Оскаре. Марлон Брандо стал лучшим актером за роль в фильме «Крестный отец». Он был разочарован тем, как в Голливуде относятся к коренным американцам, и в знак протеста отправил Литлфейзер на сцену, чтобы отказаться от своей награды. Литлфейзер ранее снималась в таких фильмах, как «Зимний ястреб», «Подстрели солнце» и «Процесс Билли Джека». Когда было объявлено имя Брандо,
Она вышла на сцену, одетая в платье из оленей кожи и мокасины. Вручение наград 1973 года впервые транслировалось на международном уровне, и более 85 миллионов человек посмотрели страстную речь Литлфейзер, которая прозвучала всего через месяц после противостояния между активистами коренных американцев и властями после того, как полиция убила мужчину из племени Лакота в Вундетне в Южной Дакоте. После этой речи Литлфейзер попала в черный список Голливуда. В августе 2022 года Академия принесла официальные извинения за то, как обошлись с актрисой. В ответ Литлфейзер сказала: «Мы, индейцы, очень терпеливые люди, прошло всего 50 лет. Нам нужно всегда сохранять чувство юмора по этому поводу. Это наш метод выживания». Она умерла в октябре 2022 года. 17. Фильмы с участием Тома Круза «Рискованный бизнес» и «Топ Ган Мэверик» фактически спасли солнцезащитные очки бренда Ray-Ban от прекращения производства. Все началось в начале 1980-х, когда и Aviator, и Wayfarer продавались довольно плохо. Бренд рассматривал возможность отказа от обоих стилей, чтобы сосредоточиться на более модных образах. Когда в 1983 году вышел фильм «Рискованный бизнес», его успех привел к возрождению стиля Wayfarer. Было продано более 360 тысяч пар по сравнению с примерно 18 тысячами в предыдущие годы. Всего несколько лет спустя, в 1986 году, был выпущен Top Gun Maverick, благодаря которому продажи очков авиаторов взлетели до небес. К 1988 году Ray-Ban продавал более 4,5 миллионов пар авиаторов в год. Когда Круз получил роль в фильме «Человек дождя» 1988 года, режиссер Барри Левинсон сказал Крузу, что не хочет, чтобы его персонаж носил очки Ray-Ban, потому что считает, что тот слишком тесно связан с брендом. 18. Медицинские ошибки являются одной из главных причин смерти в США. Согласно исследованию, ежегодно в США из-за врачебных ошибок погибает 250 тысяч человек. Это третья по величине причина смертности в Америке. 19. Франкенштейн был вегетарианцем. Знаете ли вы, что главное действующее лицо романа Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей», написанного в 1818 году, был вегетарианцем? Но это действительно так. Самым явным доказательством, что это так, являются строчки из романа «Моя еда не похожа на людей». Я не уничтожаю ягненка просто для того, чтобы удовлетворить свой аппетит, фрукты и овощи – мой основной источник пищи. 20. У ленивцев больше шейных костей, чем у жирафов. У жирафов и многих млекопитающих в шеях 7 позвоночных костей. У ленивцев количество шейных позвонков варьируется в зависимости от их вида. Например, у двупалых ленивцев, Chaloepus hoffmanni, шейных позвонков может быть от 5 до 7, а у трехпалых, Bradipus tridactylus, по 8 или 9. У отдельных экземпляров из этого семейства животных может быть по 10 шейных позвонков. 21. Пчелы могут летать выше Эвереста. По данным National Geographic, пчелы могут подниматься на высоту до 9 километров над уровнем моря. А это выше, чем гора Эверест, которая является самой высокой в мире. 22. Человек может прыгать дальше, чем лошадь. Рекорд самого длинного прыжка, когда-либо сделанного в мире, принадлежит человеку. Майк Пауэлл в 1991 году на чемпионате мира по легкой атлетике 1991 года в Токио во время пятой попытки в финале прыгнул на 8,95 метра. Этот мировой рекорд до сих пор не побит. Ранее, в 1990 году, лошадь по кличке Экстра Драй установила рекорд, прыгнув на 6,1 метра. 23. Сценарий фильма «Терминатор» был продан всего за $1. Джеймс Кэмерон, режиссер таких фильмов, как «Терминатор», «Аватар» и «Титаник», продал в 1983 году сценарий фильма «Терминатор» всего за $1.
Права на сценарий и фильм он продал своей будущей жене Гейл Энн Хёрд, которая в те годы была его деловым партнером. Согласно заключенному договору, Гейл должна была найти, кто профинансирует съемки первой части «Терминатора», а также гарантировать ему пост режиссера в первом фильме. 24. Голубиный помет являлся официальной собственностью британского правительства. В XVIII веке для изготовления пороха использовали помет голубей. Поэтому он был объявлен королем Георгом I официальной собственностью правительства. 25. На глазах египетских мумий был найден лук. В то время кольца лука имели большое значение при мумификации. Кроме того, лук символизировал бессмертие. 26. Авраам Линкольн был барменом. Как известно, Авраам Линкольн является очень важной фигурой для Америки, но немногие знают, что он был лицензированным барменом. Вы знаете, что 16-й президент Соединенных Штатов боролся за свободу рабов и профсоюз, но чего вы не знали, так это того, что он был лицензированным барменом. Лицензия Линкольна на продажу спиртных напитков была обнаружена в 1930 году и выставлена в винном магазине Спрингфилда. По словам Уэйна Темпла, эксперта по Линкольну, Конгресс хотел уволить Улисса Гранта в 1863 году, потому что он много пил, и Линкольн в ответ отправил Гранту запас виски. 27. Бетховен не знал, как выполнять такие операции, как умножение и деление. Людвиг ван Бетховен, пожалуй, один из лучших композиторов за всю историю нашего мира. На самом деле, хотя он и учился в школе под названием Тироцини и учил математику, он в течение своей жизни так и не научился умножению и делению чисел. Когда-то ему нужно было умножить 62 на 50, и он сплюсовал 62 50 раз подряд. 28. Первая итальянская женщина-космонавт известна тем, что сделала первый эспрессо в космосе. 29. Человек, работающий в Pixar, случайно удалил весь фильм во время производства мультфильма «История игрушек 2». Эд Кэтмилл, соучредитель Pixar, написал в своей книге Creativity Inc., что за год до выхода фильма кто-то ввел команду bin rm rf звездочка на диске, где были сохранены файлы, и сцены начали удаляться. Чтобы воссоздать то, что было удалено, понадобился бы год, но, к счастью, у другой сотрудницы дома была резервная копия всего фильма на ее ноутбуке. А были ли в вашей жизни похожие истории про коллег? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими историями. 30. Компания Apple была создана в День дурака, День смеха, 1 апреля 1976 года. 3 технологических новатора подписали документы о создании Apple Computer Company 1 апреля 1976 года. Но компания не была полностью зарегистрирована до 3 января 1977 года. 30 лет спустя компания была переименована в Apple Inc., и это не шутка. В 2018 году Apple стала первой в США компанией с оборотом в $1 триллион. 31. Для создания подошвы кроссовок Nike использовала вафельницу. Сооснователь бренда Nike Билл Боуэрман, используя вафельницу своей жены, создал подошву новой модели кроссовок Moonshoe. Впоследствии этот вид кроссовок стал революционным, благодаря потрясающему сцеплению подошвы с поверхностью. Но главный плюс такой подошвы – это ее износостойкость. 32. Кабаны моют пищу перед употреблением. По данным National Geographic и многочисленных исследований, выяснилось, что кабаны, прежде чем съесть пищу, моют ее. Например, грязные плоды, яблоки, корни растений. Дикие свиньи несут к ближайшему водоему, моют их для того, чтобы съесть чистыми. 33. Если бы, к примеру, гвоздь был той же температуры, что и центр Солнца, он убил бы любого, кто был бы поблизости на расстоянии 1600 километров. 34. Наше чувство вкуса тесно связано с цветами. Люди находят горячий шоколад, подаваемый в чашке оранжевого или кремового цвета, более ароматным, чем в красной. 35.
В первые 10 секунд при взрыве сверхновой выделяется больше энергии, чем наше Солнце произведет в течение 4,5 миллиардов лет своей жизни. 36. В каждом 2,5 см человеческой кожи есть примерно 32 миллиона бактерий. Хотя вы можете быть очень увлечены гигиеной, вам все же не нужно слишком беспокоиться об этом факте, потому что подавляющее большинство этих бактерий безвредны и даже полезны для здоровья организма. 37. Граждане в Швейцарии могут создавать свои собственные законы или даже вносить поправки в уже существующие, игнорируя правительство и делая всенародное голосование, если они того пожелают. На любой национальный, государственный или муниципальный закон может быть наложено вето, потому что общественность имеет право ставить каждый вопрос законодательства на референдум. Все это происходит по ходатайству 50 тысяч законных подписей, представленных в Федеральном офисе администрации. И швейцарцы могут создавать свои собственные законы через гражданские инициативы. Чтобы получить право выдвинуть инициативу на голосование, требуется ходатайство с сотней тысяч подписей. 38. Алмаз может вырасти внутри другого алмаза. Удивительно, но факт. Правда, пока в мире был только один такой случай. Так, в 2019 году шахтеры в Якутии нашли алмаз, внутри которого был еще один алмаз. Приблизительный возраст находки – больше 800 миллионов лет. В настоящий момент геологи строят различные гипотезы о том, каким образом внутри алмаза образовался другой алмаз. 39. Хомяки на колесе могут пробежать 9 километров за ночь. Хомяки и другие грызуны, курсориальные животные, очень любят бегать. Точнее сказать, их организм адаптирован к бегу, им крайне необходимы ежедневные пробежки. Именно поэтому, когда грызунов заводят в качестве домашних животных, им часто монтируют в клетках специальные колеса. Но насколько много бегают грызуны? Это показало недавнее исследование, где ученые выяснили, что за одну ночь хомяк может пробегать до 9 километров. Согласитесь, для человека это расстояние не маленькое, а для хомяка и вовсе кажется марафонской дистанцией. 40. У игуаны 3 глаза, третий только воспринимает яркость. Третий глаз у игуаны называют теменным глазом, находится между двумя основными, представляет собой точку на лбу. Глаз не видит изображения, но тем не менее, он чувствителен к изменениям света, например, при смене светлого цвета на темный. Третий глаз игуаны и другие рептилии, а также некоторые рыбы, используют для навигации ощущения окружающей среды. Также необычный глаз контролирует особь от внешних опасностей во время сна. 41. Изобретателя летающего диска кремировали, а из его праха сделали фрисби. В 1960-х годах Эд Хедрик, работая на производстве игрушек компании ВМО, разработал популярный во всем мире спортивный снаряд «Летающий диск» или фрисби. В народе этот снаряд прозвали «летающей тарелочкой». В 2002 году он умер, после чего его прах был добавлен в органическую серию летающих дисков, которые были переданы его друзьям и семье, а также проданы. Собранные средства от продажи фрисби пошли на благотворительность. 42. Слоны не могут прыгать. Многие млекопитающие могут прыгать, а слоны нет. Они очень тяжелые, не имеют очень сильных или подходящих для этого мышц ног. Но почему? По какой причине эволюция не подарила слонам такую возможность? Все дело в том, что они просто никогда в этом не нуждались. То есть для своей эволюции возможность прыгать была слонам не нужна. 43. В среднем каждый человек трогает свое лицо 15,7 раза в час. Небольшое исследование, проведенное в Калифорнии в 2008 году, установило, что в среднем во время рабочего дня в офисе каждый человек трогает свое лицо 15,7 раза в час. В итоге, если брать в расчет, что человек спит 8 часов, во время бодрствования он трогает лицо примерно 250 раз в день. Не знаем, зачем вам эта информация, но она правдива, и вы наверняка ее не знали.
44. Самый глубоководный в мире почтовый ящик находится на глубине 10 метров в Японии. В рыбацком городе Сусами, Япония, есть почтовый ящик, который находится на глубине 10 метров. Для того, чтобы отправить письмо, открытку, естественно, отправление должно быть водонепроницаемо. Чернила, которыми вы подпишете отправление, также должны быть водоустойчивыми. Вам необходимо нырнуть на глубину, найти почтовый ящик и сунуть отправление в специальный слот. Почтовый ящик был установлен в 1999 году, с тех пор через него прошло 32 тысячи почтовых отправлений. 45. А еще говорят, США уже давно цивилизованная страна. С 1913 по 1915 год родители в США могли отправлять своих детей через почтовую службу. Вы не поверите, но еще в начале 20 века в США можно было переправлять детей по почте. В 1913 году почтовая служба США ввела новый и весьма необычный сервис посылок для предметов более 2 килограмм, которые практически не имели ограничения на вид пересылаемых отправлений. В итоге предприимчивые родители посчитали, что дешевле отправлять своих маленьких детей по почте, чем покупать билеты на поезд. Самая длинная почтовая поездка, когда-либо зафиксированная в США, составила 1150 километров. Мать 6-летней девочки отправила ее из Флориды к родному отцу в Вирджинию. В 1915 году почтовая служба наконец дала понять, что отправлять детей через почту – это маразм, запретив подобные махинации. 46. В мире есть люди с психическим расстройством, которые считают себя коровой. Нет, это не шизофрения. Это психологическое расстройство называется боантропией. Тот, кто страдает от боантропии, живет в состоянии бреда, считая себя коровой или быком. Самое ужасное, что люди с таким заболеванием пытаются вести себя как представители рогатого скота. 47. В некоторых районах Китая участки в полиции охраняют гуси. У гусей отличный слух, исключительное зрение. Также этот вид птиц при защите своей территории не боится даже больших противников, что позволяет им вести себя агрессивно и громко. По всей видимости, именно по этим причинам некоторые полицейские участки в сельских районах провинции Синьцзян в Китае ночью охраняют гуси. 48. Некоторые звуки динозавров в парке юрского периода озвучивали настоящие черепахи. Гарри Ридстром, саунд-дизайнер парка юрского периода, отправился в океанариум Marine World, чтобы записать звуки, которые издают черепахи. Он использовал их звуки во время спаривания для озвучки виртуальных велоцирапторов. Но они не единственные животные, поучаствовавшие в дубляже динозавров. Так, в озвучке был задействован целый приют собак, много лошадей, ослов, гусей, лебедей, сов, коров, дельфинов, слонов. И это еще не все. Даже люди участвовали в озвучивании древних существ. Кстати, именно за звук фильм получил 2 премии «Оскар». 49. Виноград начинает гореть в микроволновке. Когда виноград помещают в микроволновку, особенно при разрезании виноградины на 2 половинки, он начинает гореть. Форма 2 половин виноградины и материал преломляют микроволны таким образом, что в итоге они ионизируют содержание натрия и калия в мякоти и создают плазму. Да-да, реально создается плазма, из-за чего виноград начинает гореть. Канадские ученые долго изучали это явление и воспроизвели его с помощью искусственных водных бусин. Они отмечают, что исследование данных экспериментов может служить основой для разработки беспроводных антенн изображений сверхразрешений. Подумать только, и это все благодаря тому, что кто-то когда-то захотел съесть теплый виноград, поместив его в микроволновку. 50. Ежегодно в Китае вырубают 3,8 миллиона деревьев, чтобы сделать одноразовые палочки для еды. Ежегодно в Китае используется около 57 миллиардов одноразовых пар палочек для еды. Национальное управление лесного хозяйства сообщает, что для изготовления такого количества палочек
необходимо примерно 3,8 миллиона деревьев. Около 45% палочек изготавливается из хлопкового дерева, березы и ели, а остальные из бамбука. 51. Китай владеет почти всеми пандами в мире. Он сдает их в аренду за $1 миллион в год. Большинство гигантских панд на Земле принадлежат Китаю. Те, которые находятся в мировых зоопарках, как правило, сдаются китайскими властями в аренду. Нередко минимальный срок аренды составляет 10 лет. Мало того, зоопаркам не только нужно платить аренду за медведей, но и обеспечивать их бамбуком. Для этого большинство зоопарков вкладывают деньги в выращивание любимого корма панд, который составляет 99% их ежедневного рациона. Напомним, что панды находятся под угрозой исчезновения. Всего в мире осталось меньше 300 панд. 52. В Японии есть офисное здание, через 5, 6 и 7 этажи которого проходит автодорога. В городе Осака, Япония, есть 16-этажная башня Gate Tower Building, открытая в 1992 году, 3 этажа которой пересекает автомагистраль. Дорога проходит между 5 и 7 этажами этого здания. Владелец шоссе является арендатором этих этажей. Лифт проходит через эти этажи без остановки, за 4-м этажом следует 8-й этаж. Дорога не интегрирована физически в башню. По сути, это эстакада, проходящая сквозь нее. 53. Русская женщина, жившая в XVIII веке, была мамой 69 детей. Женщину звали Валентина. Все 69 детей от одного отца. Этой женщине принадлежит рекорд Гиннесса «Самая плодовитая мать». Согласно книге рекордов Гиннесса, женщина рожала 27 раз. Из них 4 раза четверняшек, 7 раз тройняшек и 16 раз двойняшек. Примечательно, что муж матери героини позднее женился на другой женщине, где произвел еще 18 детей. 6 раз рождались двойняшки и 2 раза тройняшки. 54. На Земле есть существа с красной, синей, зеленой и желтой кровью. Кровь может иметь разные цвета, в зависимости от ее компонентов. Большинство позвоночных имеют красную кровь из-за содержания в ней железа. Животные, у которых в крови медь, как правило, имеют голубой цвет. Например, голубая кровь у осьминогов, кальмаров, ракообразных, пауков. Ванабин делает кровь желтой, например, у жуков, асцидий, галатурий. Хлорокруарин делает кровь зеленой, у некоторых червей и пиявок, а гемеритрин дает крови фиолетовый оттенок нескольким видам червей. 55. У улиток есть 1000 зубов. У улиток и слизней очень богатый рацион питания, начиная от растений и насекомых до обычных отходов. Естественно, для того, чтобы безопасно питаться таким разнообразием, им необходимо размельчать различные продукты питания, а также долго, тщательно жевать. Для этого улиткам и слизням природа подарила вместо челюсти гибкий язык, который содержит 1000 микроскопических зубов. Зубы покрывают всю поверхность языка. Во рту улитки расположены радулы. Это специальный аппарат, похожий на терку. Радула с зубами служит не для кусания, а для соскребания и измельчения пищи. Смысл работы этого языка такой же, как у землечерпательной машины. То есть, чем больше загребательных ковшей у машины, тем лучше. Также и у улитки, чем больше роговых образований во рту, тем эффективнее измельчается пища. 56. Коалы обнимают деревья, чтобы снизить температуру тела. У деревьев, как известно, температура ниже, чем у окружающего воздуха. Коалы, прижимаясь к дереву, передают им лишнее тепло. Ученые наблюдали за позами коал на деревьях при различных температурах воздуха. В итоге было замечено, что позы коал зависят от погоды. Также ученые с помощью тепловизоров сделали снимки животных, сидящих на деревьях. Фото показали, как распределяется тепло, передаваемое коалами, по стволу деревьев. 57. Чтобы сжечь 1 килокалорию, нужно нажать кнопку мышки 10 миллионов раз. Как-то дочь учителя физики начала утверждать, что каждый раз, когда человек нажимает кнопку компьютерной мыши,
он сжигает 1 килокалорию. Учитель из Луизианы, отнесясь к этому скептически, сделал расчет, высчитав, сколько на самом деле нужно нажать на кнопку мыши, чтобы сжечь 1 килокалорию. При условии, что для нажатия кнопки мыши требуется сила в 0,5 ньютонов, а расстояние перемещения кнопки принять за 1 мм, то в среднем для того, чтобы сжечь 1 килокалорию, потребуется нажать кнопку около 10 миллионов раз. Кстати, это займет всего 11,5 дней. 58. Деревьев на Земле на порядок больше, чем звезд в галактике Млечный Путь. Так, на нашей планете насчитывается 3 триллиона деревьев, тогда как в нашей галактике Млечный Путь всего лишь 200-400 миллиардов звезд. 59. Только 5 современных стран никогда не были колонизированы Европой. Если взглянуть на историю всех современных стран, то каждая из них, за исключением 5 стран, была в определенный период истории колонизирована, то есть контролировалась европейской страной. Япония, Северная Корея, Южная Корея, Таиланд и Либерия единственные, кто избежал европейской колонизации. Из списка стран исключены непосредственно сами европейские страны. 60. В Помпеях были рестораны быстрого питания, работающие на вынос. Ученые нашли доказательства, что в Помпеях были заведения быстрого питания, торгующие блюдами на вынос. Такие заведения вполне можно считать аналогами современных фастфуд-кафе. Они размещались в маленьких помещениях, выходящих на улицу прилавком, посетители ели стоя. 61. Эволюция. У птиц киви ухудшается зрение. Киви, возможно, эволюционируют, чтобы стать слепыми. В недавнем исследовании обследовано 160 молодых киви, что треть из них имеет проблемы с глазами, а некоторые даже родились слепыми, но это не мешает им жить. Как считают ученые, эволюция отнимает у киви зрение, так как оно им не нужно. Дело в том, что эти птицы бодрствуют ночью, у них хорошо развит слух. Также у них отлично развито обоняние. В том числе, взрослые киви не сильно боятся хищников, так как возможность летать заменена ими ночным образом жизни и сильными ногами. Киви достаточно быстро бегают и вполне проворны под покровом ночи, что позволяет им избегать опасности. 62. Деревья могут посылать предупреждающие сигналы другим деревьям о возможных нападениях. Оказывается, растения могут общаться друг с другом. Как выяснили ученые, некоторые растения могут передавать друг другу информацию о происходящем путем передачи летучих органических химических веществ. Некоторые растения передают информацию с помощью электрических сигналов. Смысл сигналов различный, есть те, которые предупреждают о насекомых, есть те, которые сообщают о изменениях температуры и так далее. Что на это интересно скажут вегетарианцы, и как они смогут есть без угрызений совести растения, которые пусть и достаточно на примитивном уровне, но все-таки в состоянии общаться друг с другом. 63. Netflix был основан раньше Google. Развлекательная компания была основана в 1997 году, а Google в 1998. Изначально Netflix существовал как способ аренды копий фильмов на физических носителях через интернет, а его стриминговый сервис появился намного позже, в 2007 году. 64. В Санкт-Петербурге в 2 раза больше мостов, чем в Венеции. В северной столице проложено около 800 мостов, не считая конструкций на территориях промышленных предприятий, в то время как в Венеции их чуть более 400. 65. Австралия поставляет песок и верблюдов на Ближний Восток. Это может показаться странным, но верблюдов действительно иногда экспортируют на Ближний Восток. Это делают для размножения животных, потому что у австралийских особей нет болезней, характерных для животных из восточных районов. А экспортируемый песок используется для строительства, особенно в таких местах, как Дубай. Причем Австралия и Ближний Восток не единственные, кто экспортирует и импортирует песок. Так, к примеру, Китай и Индия являются одними из крупнейших импортеров песка и гравия для строительных целей.
66. Йода из «Звездных войн» и мисс Пигги из «Маппет Шоу» в англоязычной версии озвучены одним и тем же человеком. И этот человек – легендарный актер озвучивания и кукловод Фрэнк Оз, который также подарил голос Коржику из «Улицы Сезам» и многим другим куклам. 67. НАСА был предъявлен иск за нарушение границ на Марсе. 3 человека из Йемена, претендовавшие на право продажи марсианской земли, подали в суд на НАСА за нарушение границ на территории, принадлежавшей их предкам. Свои аргументы они основывали на мифологиях химерной сабейской цивилизаций, существовавших за несколько тысяч лет до нашей эры. Более того, эта троица энтузиастов также предлагала продавать участки земли на Марсе всего за $2 за квадратный метр заинтересованным инвесторам. 68. Тайга составляет около 27% всех лесов планеты. Это природная зона умеренного климатического пояса, самая большая по площади на поверхности Земли. В Северной Америке она находится на территории юга Канады, Аляски и Северных Штатов, в Евразии на Скандинавском полуострове и на большей части территории России. 69. Асфальт ведет себя как жидкость, которая в 2 миллиона раз гуще меда. Асфальт, которым вымощены все наши дороги и тротуары, на самом деле не твердое вещество, а очень вязкая жидкость, смола, или вернее сказать, ведет себя как жидкость. Если поставить на него тяжелый предмет или пропустить через воронку, через достаточно долгое время вы увидите, что он и вправду ведет себя как жидкость, а вернее, достаточно близко к ней. 70. Запретный плод Эдема никогда не упоминался в Библии в качестве яблока. Библия гласит, что плод рос на дереве, но упоминания, что это за плод, в Священном Писании нет. Ассоциация яблока с запретным плодом, который толкнул Адама и Еву на грех, возникла из-за неправильного перевода священных текстов с иврита на латынь. Иероним, который в 382 году до нашей эры начал переводить Библию и занимался этим около 15 лет, допустил несколько ошибок. В частности, он перепутал слово «малюс», что означает «яблоня», с «малусом злом». А как вы думаете, что это могло быть за растение? Напишите в комментариях. 71. Сухопутная граница между Россией и Казахстаном вторая в мире по протяженности. По данным Министерства национальной экономики Казахстана, граница между Россией и Казахстаном равна 7598 километрам, что составляет больше трети общей протяженности сухопутных границ в мире. Превышает число лишь международная граница между США и Канадой, которая составляет 8893 километра. 72. Через Амазонку не проложено ни единого моста. Несмотря на то, что Амазонка одна из самых длинных рек в мире, у нее совсем нет мостов. Отчасти это связано с техническими трудностями, мягкие осадочные породы, частые изменения уровня воды и так далее. Но главная причина в том, что в районе реки не так много дорог, которым нужны мосты. 73. Во всем мире больше автоматов Калашникова, чем всех автоматов остальных конструкций вместе взятых. Оружие, разработанное легендарным советским оружейным конструктором Михаилом Калашниковым, входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное оружие в мире. 74. Самым старым неизменным национальным флагом является флаг Дании. Нынешний флаг «Белый крест на красном фоне» был принят в 1625 году и с тех пор не подвергался изменениям. Ни в одной другой стране дизайн флага не продержался так долго. 75. Большое Васюганское болото – самое большое болото в мире. Водоем расположен в Западной Сибири, и его площадь составляет 53 тысячи квадратных километров, что делает его самым большим по величине в мире. Только представьте, Сибирское болото на 21% больше площади Швейцарии. 76. Россию от США отделяют всего 4 километра. Это расстояние между островом Ратманова, Россия, и островом Крузенштерна, США, в Беринговом проливе. 77.
Метро Санкт-Петербурга самое глубокое в мире. Средняя глубина петербургского метрополитена, открытого в 1955 году, составляет 57 метров. А станция Адмиралтейская является самой глубокой станцией метро в России и одной из самых глубоких в мире. Ее глубина составляет 86 метров, это высота 5 хрущевок, поставленных друг на друга. 78. Северная Корея и Куба – единственные места, где нельзя купить Кока-Колу. Несмотря на то, что этот газированный напиток продается практически повсеместно, по данным BBC, он официально не продается в Северной Корее и на Кубе. Дело в том, что эти страны находятся под долгосрочным незаконным торговым эмбарго США. Некоторые люди говорят, что найти колу все-таки можно, но желанный напиток обойдется вам гораздо дороже, потому что, скорее всего, он импортирован из соседних стран. 79. Россия – единственная страна, которая омывается 13 морями. Территорию России окружают 13 морей, принадлежащие 3 океанам – Балтийское, Черное, Азовское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское и одно замкнутое Каспийское. 80. Стоп-знаки раньше были желтыми. Вплоть до 1920-х годов в Америке не было стандартизированных указаний для знаков «стоп», поэтому они могли быть любого цвета или формы. В 1922 году в Американской ассоциации служащих государственных автодорог и транспорта решили, что знаки должны быть желтыми и иметь восьмигранную форму. Красный, по их мнению, со временем побледнел бы и его было бы хуже видно ночью. Только в 1950-х годах, когда появилась стойкая к выцветанию краска, знаки «стоп» были стандартизированы в качестве красных. Приведенное фото – результат работы в фоторедакторе, но некоторые антикварные желтые варианты все еще можно найти в продаже. 81. В России женщины получили права раньше, чем в США. На этой фотографии демонстрация женщин в Петрограде, Санкт-Петербург, 8 марта, 23 февраля по старому стилю, с надписью «Избирательные права женщинам», 1917 год. В России избирательное право женщинам предоставили в 1917 году, в Соединенных Штатах в 1920. 82. Какой у вас ежегодный доход? Вы им недовольны, считая, что вокруг полно более богатых людей. А знаете ли вы, что если вы зарабатываете более 32 тысяч долларов в год, примерно 250 тысяч рублей в месяц, по курсу ноября 2023 года, вы входите в 1% богатых людей во всем мире? Так-то многие ошибочно думают, что миллионеров и миллиардеров в мире всего 1%. На самом деле их еще меньше. Вы не поверите, но долларовых миллионеров и миллиардеров в мире всего 0,1% от всего населения Земли. 83. Система Michelin Star, самый желанный рейтинг качества в ресторанной индустрии, была создана шинной компанией Michelin для увеличения продаж шин. Официально рейтинговая система подразумевает, что ресторан, имеющий 1 звезду Michelin, это замечательно, 2 звезды Michelin и вы зайдете в ресторан, проходя мимо, а 3 звезды Michelin стоят того, чтобы посетить его. Даже если вы живете далеко от заведения, в том числе этот ресторан стоит посетить, даже если вы живете в другой стране. Идея заключалась в том, что если бы люди проезжали большие расстояния до ресторанов и отелей, они быстрее бы изнашивали шины своих автомобилей, что естественно привело бы к повышению продаж резины. 84. Если вы при переливании крови получите кровь не той группы, одним из симптомов этого будет ощущение надвигающейся гибели. Люди, которым при переливании крови вводили кровь неправильной группы, часто сообщали о чувстве надвигающейся гибели спустя несколько минут. Серьезно, ощущение надвигающейся гибели является официальным медицинским термином для данного симптома, а пациенты действительно чувствуют, что им грозит гибель. Другие симптомы при неправильном переливании крови
включают лихорадку, боли, озноб и жжение в месте инъекции. 85. Англия едет по левой стороне дороги из-за рыцарей. Большинство же стран ездят справа из-за Наполеона. В те времена, когда люди носили мечи, имело смысл придерживаться левой стороны дороги, чтобы можно было легче защищать себя своей доминирующей рукой. У 90% населения это правая рука. Империя Наполеона многое изменила, настаивая на том, чтобы многие завоеванные им страны перешли на правосторонние дороги. Франция начала вносить изменения в движение после революции. Затем изобретение нового транспорта и машин закрыло споры о том, где движение лучше справа или слева. В итоге большинство стран сегодня имеют правостороннее движение в отличие, к примеру, от Англии и Японии. 86. У вас нет мышц на пальцах рук. Вся работа по управлению пальцами выполняется мышцами предплечья и ладоней. У вас есть сухожилия в руках, которые тянут мышцы, но нет мышц в ваших пальцах. Подумайте об этом в следующий раз, когда вы много печатаете на компьютере и чувствуете себя измотанным, удивляясь, откуда берется усталость в руках. 87. Стегозавры старше травы. Последние стегозавры бродили по Земле около 140 миллионов лет назад, а трава, как мы знаем, эволюционировала только около 80 миллионов лет назад. Таким образом, любые стегозавры в парке юрского периода, вероятно, смотря вокруг себя, задавали себе вопрос, что это за зеленые штуки. 88. Фамилия матери американского астронавта База Олдрина, до того, как она вышла замуж, была Луна. Олдрин, как известно, был частью команды астронавтов в миссии Аполлон-11, которые произвели первую в истории человечества высадку на Луну. Это сумасшедшее совпадение, его мать звали Мэриан Мун, что в переводе означает «Луна». 89. Солнце и Луна кажутся нам примерно одинаковыми по размеру, потому что в невероятно маловероятном совпадении Луна имеет 1/400 размера Солнца и оказывается на орбите на 1/400 расстояния между Землей и Солнцем. Если бы Луна была еще дальше от нас или меньше, не было бы полных солнечных затмений, как сейчас. 90. Первым искусственным объектом, когда-либо запущенным в космос, могла быть крышка люка. По словам астрофизика Роберта Браунли, который помогал проводить ядерные испытания в США в 1950-х годах над отверстием, предназначенным для подземных испытаний ядерной бомбы, был установлен 2-тонный железный диск. Несмотря на вес диска, сила подземного ядерного взрыва заставила его лететь вверх. В последующем тесте Браунли установил камеру, воссоздал условия и рассчитал, что диск взлетел со скоростью около 200 тысяч км в час, что намного выше скорости, необходимой для преодоления тяготения Земли. Достоверность эксперимента сомнительна, и никогда не было подтверждено, что крышка люка действительно избежала гравитации Земли, но тем не менее это правдоподобно. 91. Сарказм повышает творческий потенциал. Возможно, сарказм не самая милая привычка и привлекательное качество. Если у вас есть склонность к саркастическому чувству юмора, скорее всего, вам хотя бы раз советовали сбавить обороты. Но любители саркастического тона могут ликовать. Исследования показали, что сарказм улучшает творческие способности. Причем не только автора шутки, но и ее адресата. Дело в том, что насмешливое замечание подразумевает установление связей между противоположными идеями, а его интерпретация требует, чтобы мозг рассуждал за пределами буквального. 92. Вероятность выпадения монеты на аверс не 50/50. Когда вы подбрасываете монету физика, а не вероятность определяет, как она приземлится. Американский математик Перси Диаконис обнаружил, что вероятность того, что во время подбрасывания монета упадет на лицевую сторону, гораздо выше. Способ ее приземления не случайен. Немного практики, и можно легко управлять подбрасыванием монеты, чтобы она приземлялась так, как вы того хотите. Более того, если вы вращаете монету, вероятность выпадения решки выше, так как орел весит немного больше. 93.
Есть уравнение, чтобы определить, как далеко находится горизонт. Горизонт – что-то далекое и почти абстрактное. Но он может оказаться ближе, чем вы думаете. Есть уравнение, которое помогает вычислить расстояние до горизонта, если вы знаете, на какой высоте над уровнем моря находитесь. Например, если ваш рост 182 сантиметра, вы стоите на уровне моря, а ваши глаза находятся на высоте около 167 сантиметров от земной поверхности, то горизонт примерно в 5 километрах от вас. Для расчетов нужен калькулятор. А уравнение звучит так: высоту глаз над уровнем моря нужно разделить на 0,5736 и из полученного числа выделить квадратный корень. Согласитесь, все же приятно знать, что есть способ это выяснить. 94. Если на вас когда-нибудь нападет крокодил, воткните ему в глаз большой палец. Конечно, легче сказать, чем сделать, и лучше в подобные ситуации вовсе не попадать. Но эксперты по дикой природе сходятся во мнении, что это лучший способ спастись в случае нападения крокодила. То же самое и с аллигатором. Глаза – самая чувствительная часть тела рептилии. В идеале, когда в них тыкают, животное должно ослабить челюсти. 95. Самое короткое предложение в английском языке go. Да, всего 2 буквы, грамматически правильное английское предложение. Но оно считается таковым, только если это команда в повелительном наклонении. Она приказывает слушателю идти. Если вы предпочитаете предложение с отдельным словом в качестве подлежащего, то самое короткое будет состоять уже из 3 букв. И это I am. 96. Миг – это реальная единица измерения времени. Вы когда-нибудь говорили, что вернетесь в мгновение ока? Вы определенно лгали. И хотя под мигом и подразумевается короткий промежуток времени, на самом деле это научный термин. В мире физики миг – это время, за которое свет проходит в вакууме расстояние в 1 сантиметр, около 33,4 пикосекунд. Между тем пикосекунда – это 1 триллионная секунды. 97. Деньги сделаны не из бумаги. Оказывается, говорить «бумажные деньги» не совсем правильно. По данным Бюро гравировки и печати США, деньги на 75% состоят из хлопка и на 25% из льна, что придает им особый внешний вид. Состав российских денежных купюр не отличается сильно от американских. 98. Оранжевый – худший цвет для собеседования. Согласно опросу Career Builder, оранжевый цвет производит самое плохое первое впечатление на собеседовании. 25% респондентов заявили, что этот яркий цвет заставляет выглядеть кандидатов непрофессионально. Лучший цвет, который вы можете надеть на встречу с потенциальным работодателем – синий. А какой цвет в одежде других людей больше всего не любите вы? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. 99. В какой-то момент вы были самым молодым человеком на Земле. В момент вашего рождения вы были самым молодым человеком в мире, хоть и ненадолго. Довольно круто, правда? 100. Ваши шансы дожить до 116 лет очень малы. И вновь говоря о возрасте, но с другой стороны, лишь 1 человек из 2 миллиардов доживает до 116 лет. Если вы хотите быть одним из этих людей, нужно следовать советам и рекомендациям долгожителей. 101. Сон сжигает больше калорий, чем просмотр телевизора. Да, вы сжигаете калории во сне, и, как правило, это происходит эффективнее, чем во время просмотра телевизора. Основная причина, когда мы спим, то не едим. А когда смотрим фильм или интересный сериал, у нас часто возникает соблазн отправиться к холодильнику. 102. Саундтреки к видеоиграм – лучшая музыка для концентрации. В следующий раз, когда вам нужно будет сосредоточиться на рабочем проекте или подготовке к предстоящему тесту, попробуйте послушать музыку из видеоигр. Их цель – максимально сосредоточить вас на текущей задаче, погружая в атмосферу игры. Так что если вам понадобится фоновая музыка для работы или учебы, послушайте плейлист с инструментальной музыкой из видеоигр. 103. Фоти, 40,
единственное число в английском языке, буквы которого расположены в алфавитном порядке. Не самый полезный факт, отнесем его к разряду развлекательных. Взгляните на любое другое число. Такого вы не найдете. 104. Шансы получить флеш-рояль в покере равны 649 739 к 1. Когда люди говорят, что флеш-рояль – это удача, они не шутят. Шансы получить стрит-флеш немного выше – 72 192 к 1. 105. Существует кошачья версия корги. Всем котолюбителям посвящается. Этот драгоценный комочек шерсти зовется манчкин. Как и у корги и таксы, их короткие ноги и длинное тело – результат генетической мутации. Если кошка обладает аутосомно-доминантным геном, из-за которого кости ног становятся короче, она может передать этот признак своим котятам. 106. На фонарных столбах Центрального парка Нью-Йорка написаны номера, которые помогают определить расположение. На фонарных столбах в Центральном парке есть номера, которые помогут вам отслеживать, где вы находитесь. Если вы заблудились, обратите внимание на ближайший фонарь. На нем будет 4 числа. Первые 2 числа – это цифры ближайшей пронумерованной улицы, а вторые показывают, на какой стороне парка вы находитесь, восточной или западной. Нечетные числа обозначают запад, а четные – восток. Цифры существуют столько же, сколько и сами фонарные столбы. С 19 века. 107. Люди с голубыми глазами более устойчивы к алкоголю. Согласно исследованию Университета штата Джорджия, люди с голубыми глазами, как правило, более устойчивы к алкоголю и могут выпить больше, прежде чем почувствуют последствия. Оборотная сторона этой мелочи – голубоглазые люди с большей вероятностью могут заработать алкозависимость. Исследователи обнаружили сильную связь между генами, определяющими цвет глаз, и генами, влияющими на привыкание. Хотя в любом случае пить нужно ответственно, независимо от того, какого цвета ваши радужки. 108. С помощью Doritos можно разжечь огонь. Чипсы Doritos легко воспламеняются и могут стать чем-то вроде розжига, если вам понадобится развести огонь. По данным издания lifehacker.com, масло и приправа на чипсах, особенно в пряных сортах, действительно могут долго гореть. 109. Разрезать яблоко пополам можно голыми руками. В 2019 году актер Пол Радд взорвал аудиторию, когда вручную разделил яблоко на 2 части в видео Netflix. Но более осведомленные зрители поспешили отметить, что это не демонстрация сверхчеловеческой силы, а результат тренировки. Просто вдавите мускулистую основу 2 больших пальцев в углубление, наверху яблока, а затем сожмите яблоко сверху вниз и разведите руки, как будто вы открываете книгу. Для этого фокуса лучше всего подходят более мелкие и хрустящие сорта яблок. 110. Только 2 части тела никогда не перестают расти – это нос и уши. Когда вы закончите расти в подростковом возрасте, количество клеток в большей части вашего тела останется неизменным, то есть расти вы не будете. Но сами клетки все еще могут увеличиваться и уменьшаться в размерах. Общий размер вашего тела может меняться, но только клетки носа и ушей продолжают делиться. 111. Существуют конфеты, которые светятся в темноте. Благодаря природе кристаллического сахара, выталкивающего электроны, Vimto Green Life Savers реально светится в темноте. Дело в том, что когда электроны встречаются в воздухе с азотом, молекулы последнего загораются, по сути все леденцы, изготовленные из кристаллического сахара, при растрескивании излучают слабый видимый свет. Но поскольку в Vimto Green Life Savers содержится масло грушанки с флуоресцентными свойствами, этот видимый свет становится гораздо ярче. 112. На английском языке, в качестве второго языка, говорят почти в 6 раз больше людей, чем его носителей. Если вы путешествовали по миру, то наверняка замечали, что многие инструкции на табличках написаны на английском. А почти все местные жители и туристы, кажется, обладают базовыми знаниями. Все потому, что по данным New Yorker,
около 2 миллиардов человек во всем мире говорят на английском, как на втором языке. Это примерно в 6 раз больше количества носителей языка, около 350 миллионов человек. 113. У вас больше шансов умереть в свой день рождения, чем в любой другой день. Ученые из Университета Чикаго выяснили, что вероятность умереть в свой день рождения в среднем на 6,7% выше, чем в остальные дни. Вероятность зависит от возраста, но в среднем составляет около 13%. Причем выше всего она у молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет и составляет 25,39%. Пугающая цифра, не правда ли? Несколько известных людей скончались в свои дни рождения, в том числе Уильям Шекспир, актриса Ингрид Бергман и автор «Загадки женственности» Бетти Фриден. К сожалению, ученые так и не назвали точную причину такого явления. Возможно, на это влияют несчастные случаи во время вечеринок и решение людей, страдающих от депрессии и других заболеваний, свести счеты с жизнью именно в этот день. Кроме того, исследования показали, что риск сердечного приступа и инсульта увеличивается в день вашего рождения примерно на 22 и 19% соответственно. 114. У бульканья в животе есть научное название. Официальное название звуков вашего желудка – это барборигмус или урчание в животе. Это происходит, когда в кишечнике циркулирует газ, поэтому говорить о том, что у вас урчит желудок, не совсем верно. 115. Собаки могут чувствовать человеческие эмоции. Исследования показали, что в мозге собаки есть чувствительные к голосу области, очень схожие с человеческими как с точки зрения местоположения, так и с точки зрения активности. Авторы исследования Университета Линкольна обнаружили, что собаки могут правильно сочетать звук, передающий определенную эмоцию, с фотографией человека, изображающей эту эмоцию. Собаки не видели и не слышали людей на снимках до эксперимента, что позволяет предположить, что у животных есть инстинктивная способность различать сложные эмоции. Скорее всего, это связано с тем, что люди приручали собак и их предков на протяжении тысяч лет, создавая уникальные для царства зверей отношения. 116. Если хранить сметану или творог в перевернутом виде, то они дольше прослужат. Хранение сметаны или творога в перевернутом виде увеличит их срок годности. Это связано с тем, что при таком положении в контейнере создается вакуум, что замедляет рост бактерий, вызывающих порчу. 117. Объятия могут ускорить заживление. Это правда, объятия ускоряют заживление ран. Они и другие позитивные формы контакта с любимым человеком высвобождают гормон окситоцин. Он, в свою очередь, облегчает боль и даже ускоряет заживление, усиливая действие иммунной системы. Конечно, это не значит, что вместо вызова скорой нужно обниматься. Просто объятия гораздо лучше для каждого из нас, чем мы думали. 118. Теннисные мячи Уимблдона хранятся при температуре 20 градусов по Цельсию. Температура теннисного мяча влияет на то, как он отскакивает. При более высоких температурах молекулы газа внутри мяча расширяются, заставляя мяч отскакивать выше. Более низкие температуры заставляют молекулы сжиматься, и мяч отскакивает ниже. Чтобы убедиться, что используются лучшие теннисные мячи, Уимблдон ежегодно проверяет более 50 тысяч теннисных мячей. 119. Однорукий игрок забил победный гол на первом чемпионате мира. Эктор Кастро, который в подростковом возрасте случайно отрезал себе правое предплечье электропилой, играл за футбольную команду Уругвая во время первого в истории чемпионата мира в 1930 году. В последнем матче между Уругваем и Аргентиной Кастро забил победный гол на последней минуте игры. Окончательный счет был 4-2, что сделало Уругвай первой страной, выигравшей чемпионат мира. 120. Самая старая игрушка в мире – палка. Подумайте, насколько универсальна палка. Вы можете использовать ее, чтобы играть с собакой, размахивать ею как битой или использовать свое воображение,
чтобы превратить ее в световой меч. Вот почему в 2008 году Национальный зал славы игрушек включил палку в свою коллекцию удивительных игрушек как, возможно, самую старую игрушку. 121. Пчелы умеют делать цветной мед. Во Франции есть биогазовая установка, перерабатывающая отходы шоколадной фабрики Марс, где производится M&M's. Пчеловоды поблизости заметили, что их пчелы производят мед неестественных оттенков зеленого и синего. Представитель Британской ассоциации пчеловодов предположил, что причиной окрашивания меда стали пчелы, поедающие сладкие отходы M&M's. 122. Samsung тестирует телефон на прочность с помощью робота в форме пятой точки. Люди постоянно прячут свои телефоны в задние карманы, поэтому Samsung создала робота в форме пятой точки, который сидит на их телефонах, чтобы убедиться, что они выдерживают давление. Хотите верьте, хотите нет, но робот даже носит джинсы. 123. Панцири броненосцев пуленепробиваемы. На самом деле один житель Техаса был госпитализирован, когда пуля, которую он выпустил в броненосца, срикошетила от животного и попала ему в челюсть. Это совершенно правдивая информация. 124. Только четверть пустыни Сахара покрыта песком. Большая ее часть покрыта гравием, хотя здесь также есть горы и оазисы. И вот еще один географический факт, который все понимают неправильно: это не самая большая пустыня в мире. Самая большая – это Антарктида. 125. Нынешний американский флаг был разработан старшеклассником. Он начался как школьный проект для младшего класса Боба Хефта по истории в 1958 году и получил неудовлетворительную оценку. У его дизайна было 50 звезд, хотя Аляска и Гавайи еще не были штатами. Хефт полагал, что вскоре они получат статус штата, и показал правительству свой проект. После того, как президент Дуайт Эйзенхауэр позвонил и сообщил, что дизайн был одобрен, учитель Хефта изменил его оценку на 5. 126. Мерседес изобрел автомобиль, управляемый джойстиком. Джойстик в демонстрационном автомобиле Mercedes F200 1966 года управлял скоростью и направлением движения, заменяя рулевое колесо и педали. Автомобиль также мог определять, с какой стороны сидит водитель, так что кто-то мог управлять им с пассажирского сиденья. 127. Собаки нюхают приятные запахи левой ноздрёй. Собаки обычно начинают принюхиваться правой ноздрёй, особенно если запах может сигнализировать об опасности, но они переключаются на левую ноздрю для чего-то приятного, например, еды или партнера для спаривания. 128. Эйфелева башня может вырасти более чем на 15 сантиметров в течение лета. Высокие температуры заставляют железо расширяться. 129. На дне Балтийского моря нашли 170-летние бутылки шампанского. По данным New Scientist, бутылки с шампанским, как полагают, путешествовали из Германии в Россию в 1800-х годах, когда они опустились на дно моря. Оказывается, морское дно, где температура колеблется от 2 до 4 градусов по Цельсию, является прекрасным местом для выдержки вина. Винные эксперты попробовали шампанское и охарактеризовали его как иногда сырное с животными нотками и элементами мокрых волос. 130. Чемпион мира по скрэблу, настольная игра, на французском языке не говорит по-французски. Уроженец Новой Зеландии Найджел Ричардс выучил наизусть весь французский словарь Scrabble, в котором 386 тысяч слов, за 9 недель, чтобы заработать свой титул. Он также трижды выигрывал английский чемпионат мира по скрэблу, 5 раз национальные чемпионаты США и 6 раз открытый турнир Великобритании по скрэблу. Это произошло через 20 лет после того, как 28-летний Ричардс впервые сыграл в эту игру. 131. Первая коляска была спроектирована так, чтобы ее тащила коза или животное аналогичного размера. Уильям Кент, ландшафтный архитектор, изобрел первую коляску для третьего герцога Девонширского в 1733 году.
Но вряд ли ожидалось, что родители из высшего класса будут прилагать усилия для перевозки своих детей, поэтому Кент разработал свою модель так, чтобы ее тянуло маленькое животное, например, коза. 132. Самому старому деревянному колесу в мире уже более 5000 лет. Оно было найдено в 2002 году, примерно в 19 километрах к югу от Любляны, столицы Словении, и в настоящее время находится в городском музее. Для определения возраста колеса было использовано радиоуглеродное датирование, которое показало, что ему от 5100 до 5350 лет. 133. Омертвевшие клетки кожи являются основным компонентом домашней пыли. По данным исследователей из Имперского колледжа Лондона, люди теряют около 200 миллионов клеток кожи каждый час, и они должны куда-то деваться, когда мы находимся в помещении. Это около 51 микрограмма. 134. В Судане больше пирамид, чем в любой стране мира. Мало того, что в Судане больше пирамид, чем в Египте, их число даже не близко. В то время как в Египте было обнаружено 138 пирамид, Судан может похвастаться примерно 255. 135. Летучая мышь-шмель – самая маленькая млекопитающее в мире. При весе от 1,42 грамма до 1,98 грамма, длине от головы до тела от 2,9 см до 3,28 см и размахе крыльев от 12,95 см до 14,48 см. Летучая мышь-шмель, также известная как свиноносая летучая мышь, является самым маленьким млекопитающим в мире, согласно книге рекордов Гиннесса. Чтобы своими глазами увидеть эту крошечную летучую мышь, вам придется посетить одну из немногих известняковых пещер на реке Хвая-Ной в провинции Канчанабури на юго-западе Таиланда. 136. Длина кровеносной системы составляет более 96 500 километров. По данным Института Франклина, если бы вся кровеносная система ребенка, мы говорим о венах, артериях и капиллярах, была выложена плоско, она растянулась бы более чем на 96 500 километров. К тому времени, когда мы достигаем совершеннолетия, наши тела становятся домом для примерно 160 934 километров кровеносных сосудов. Безусловно, это приблизительные цифры. Кровеносные сосуды могут быть крошечными, незаметными, до 5 микрометров, что в 3,4 раза тоньше человеческого волоса, но они будут покрывать большую площадь на теле человека. Если бы вы положили все свои кровеносные сосуды, вены, артерии и капилляры, вплотную и вытянули бы их в одну линию, они могли бы обогнуть земной шар более чем в 2 раза. 137. Части Африки есть во всех 4 полушариях. Для людей, чье образование было в значительной степени ориентировано на западный мир, может оказаться удивительным узнать, насколько огромен африканский континент. Например, он охватывает все 4 полушария и занимает почти 19 312 128 квадратных километров. 138. Роговица – одна из 2 частей человеческого тела, не имеющих кровеносных сосудов. Роговица – это прозрачная часть глаза, которая покрывает зрачок и другие части глаза. По мнению ученых из научно-исследовательского института глаза Шеппинса при Гарвардском отделении офтальмологии, хрящи и роговица являются единственными типами тканей в организме человека, которые не содержат кровеносных сосудов. 139. Первый в мире полнометражный анимационный фильм был снят в Аргентине. Даже если вы знаете много диснеевских мелочей, вы можете предположить, что честь первого полнометражного анимационного фильма принадлежит фильму Уолта Диснея 1937 года «Белоснежка и 7 гномов». Но 20 годами ранее в Аргентине был снят полнометражный анимационный фильм. Согласно книге рекордов Гиннесса, это была политическая сатира под названием «Эль Апостол», состоящая из 58 тысяч рисунков,
продолжительность которой составила 70 минут. А какой мультфильм вы больше всего любили в детстве или посмотрели самым первым? Напишите, пожалуйста, в комментариях. 140. Филиппины состоят из 7641 острова. Филиппины – это архипелаг, а это значит, что он состоит из группы островов 7641 острова, если быть точным. В эту цифру не входят тысячи песчаных отмелей и других форм рельефа, которые появляются во время отлива. 141. Поездка по Транссибирской магистрали в один конец предполагает пересечение 3901 моста. Транссибирская магистраль не только самая длинная железная дорога в России, но и самая длинная в мире. Путешествие занимает 7 дней, за это время пассажиры проезжают через 8 разных часовых поясов и пересекают 3901 мост. 142. Внутри Земли достаточно золота, чтобы покрыть всю планету. Оказывается, на нашей планете есть немало золота, 99% драгоценного металла можно найти в ядре Земли, сообщает журнал Discover. Сколько там всего? Достаточно, чтобы покрыть всю поверхность Земли 45,7 сантиметрами золота. 143. Люди могут использовать лишь небольшую часть воды на Земле. В школе нас учили, что большая часть, в частности 71%, поверхности планеты покрыта водой. Хотя это правда, по данным National Geographic, люди могут использовать только 0,07% этой воды. Это потому, что только около 2,5% воды на Земле является пресной водой, и лишь 1% из них доступен. Остальное составляют ледники и снежные поля. Кстати, у нас есть отдельный ролик про самый большой в мире водоем с пресной водой – озеро Байкал. 144. Чтобы пересечь всю реку Миссисипи, капле воды требуется 90 дней. Река Миссисипи, протянувшаяся на 3765 километров, является третьим по величине водоразделом в мире. Это один длинный участок воды. Такой длинный, что одной капле воды требуется примерно 90 дней, чтобы преодолеть всю ее длину. 145. Когда-то люди ели мышьяк, чтобы улучшить свою кожу. Вы, наверное, слышали о том, что многие любимые косметические средства викторианцев были пропитаны мышьяком, но бывает и хуже. В конце 19 века на рынке также появились продукты, такие как безопасные вафли для лица, с мышьяком доктора Джеймса Кэмпбелла, которые предназначались для употребления в пищу. Утверждалось, что они избавляют от веснушек, угрей и других уродств на лице. Признайтесь, это один из самых интересных фактов, которые вы узнали за последнее время. 146. В Японии на каждые 40 человек приходится один торговый автомат. Считается, что в Японии одна из самых высоких плотностей торговых автоматов в мире, один на каждые 40 человек в стране. В то время как в большинстве из них продаются различные виды напитков, другие торгуют мороженым, лапшой и одноразовыми фотоаппаратами. 147. Лимоны плавают, а лаймы тонут. Поскольку лаймы плотнее лимонов, они опускаются на дно стакана, в то время как лимоны плавают наверху. Из всех этих фактов, этот мы могли наблюдать своими глазами. 148. В Макдональдсе когда-то готовили брокколи со вкусом жевательной резинки. Этот сумасшедший факт из Макдональдса заставит ваши вкусовые рецепторы ползать мурашками. Неудивительно, что попытка заставить детей питаться более здоровой пищей не увенчалась успехом у детей-тестировщиков, которые были сбиты с толку вкусом. А что бы вы назвали самой странной едой в вашей жизни? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. 149. Некоторые грибы создают зомби, а затем контролируют их разум. Тропический гриб Опhiocardicепс поражает центральную нервную систему муравьев. Пробыв в теле насекомого 9 дней, он получает полный контроль над движениями хозяина. Согласно National Geographic, это заставляет муравья взбираться на деревья, затем биться в конвульсиях и падать в прохладную влажную почву внизу, где процветают грибы. Оказавшись там,
Гриб ждет ровно до солнечного полудня, чтобы заставить муравья откусить лист и дождаться смерти. 150. Первые апельсины не были оранжевыми. Первоначальные апельсины из Юго-Восточной Азии были гибридом мандарина и помело, и на самом деле они были зелеными. В действительности апельсины в более теплых регионах, таких как Вьетнам и Таиланд, остаются зелеными до полного созревания. 151. Есть только одна буква, которой нет ни в одном из названий штатов США. Можете ли вы угадать ответ на этот случайный забавный факт? Вы найдете Z – Аризона, J – Нью-Джерси, и даже 2X – Нью-Мексико и Техас, но ни одного Q. 152. В Шотландии 421 слово для обозначения снега. Да, 421. Некоторые примеры: снисл – начался дождь или снег, фифл – кружиться, и флингдринкин – легкий снег. 153. Пожарные используют смачивающие вещества, чтобы сделать воду более влажной. Химические вещества снижают поверхностное натяжение обычной воды, за счет чего она легче распределяется и лучше впитывается в объекты, поэтому ее называют влажной водой. 154. Самое длинное английское слово состоит из 189 819 букв. Мы не будем здесь его представлять, но чтобы произнести вслух полное название белка по прозвищу титин, потребуется 3,5 часа. Хотя это безусловно самое длинное слово в английском языке, самое длинное слово в Оксфордском словаре английского языка состоит из 45 букв, а в самом длинном выдуманном слове всего 28. 155. Амок – это психическое расстройство, признанное медициной. Считается культурно обусловленным синдромом, свойственным жителям Малайзии, Филиппин и близлежащих регионов. Человек, сходящий с ума, сначала впадает в задумчивое состояние, а затем совершает внезапную бешеную массовую атаку. 156. Некоторые виды осьминогов откладывают за раз 56 тысяч яиц. В среднем гигантский тихоокеанский осьминог откладывает 56 тысяч яиц в конце беременности в течение месяца, сообщает НПР. Сначала эти новорожденные плавают в окружающей воде, не привязанные ни друг к другу, ни к своей матери. Но затем мать собирает каждое яйцо размером с рисовое зернышко и сплетает их в косички, что позволяет ей следить за всеми одновременно. 157. У кошек меньше пальцев на задних лапах. Как и у большинства четвероногих млекопитающих, у кошек 5 пальцев на передних лапах, а на задних лапах только 4. Ученые считают, что четырехпалые задние лапы могут помочь им бегать быстрее. 158. Салфетки Kleenex изначально предназначались для противогазов. Когда во время Первой мировой войны возник дефицит хлопка, Кимберли Кларк разработала тонкий плоский заменитель хлопка, который армия пыталась использовать в качестве фильтра в противогазах. Война закончилась до того, как ученые усовершенствовали материал, поэтому компания переработала его, сделав его более гладким и мягким, а затем выпустила на рынок салфетки Kleenex в качестве салфеток для лица. 159. Синие киты съедают почти 500 000 калорий за один прием пищи. Просто попробуйте осмыслить вторую часть этого факта о животных. Эти 457 тысяч калорий более чем в 240 раз превышают энергию, которую кит использует, чтобы зачерпнуть криль ртом. 160. Этот крошечный карман в джинсах был предназначен для хранения карманных часов. В оригинальных джинсах было всего 4 кармана. Этот крошечный карман плюс еще 2 спереди и всего 1 сзади. 161. Большинство персонажей Диснея носят перчатки, чтобы упростить анимацию. Уолт Дисней, возможно, был первым, кто надел перчатки на своих персонажей, как это видно в фильме 1929 года «Дом Опри» с Микки Маусом в главной роли. Помимо того, что перчатки легче анимировать, есть еще одна причина для их использования. Мы не хотели, чтобы у него были мышиные руки, потому что он должен был быть более человечным,
сказал Дисней своему биографу в 1957 году. 162. У коров нет верхних передних зубов. У них есть коренные зубы сверху, в задней части рта, но там, где вы ожидаете увидеть верхние резцы, у коров, овец и коз есть толстый слой ткани, называемый зубной подушечкой. Они используют свои нижние зубы, чтобы рвать траву. 163. Благодаря 3D-печати НАСА может отправлять инструменты астронавтам по электронной почте. Доставка нового оборудования на Международную космическую станцию раньше занимала месяцы или годы, но новая технология означает, что инструменты готовы в течение нескольких часов. 164. Когда динозавры были живы, на Луне были действующие вулканы. Большинство вулканов, вероятно, перестали извергаться около миллиарда лет назад, но исследования НАСА предполагают, что 100 миллионов лет назад, когда еще бродили динозавры, все еще мог быть активный поток лавы на Луне. 165. Томас Стернс Элиот носил зеленый грим. Никто точно не знает, почему этот поэт присыпал лицо зеленой пудрой, хотя некоторые предполагают, что он просто пытался выглядеть интереснее. 166. Трейлеры к фильмам изначально показывались после фильма. Они как бы следовали за художественным фильмом, отсюда и название. В переводе с английского это слово означает «прицеп». Первый трейлер появился в 1912 году и предназначался для бродвейского шоу, а не для фильма. 167. H&M на самом деле что-то означает. Это один из тех интересных фактов, о которых вы, вероятно, никогда раньше не задумывались. Магазин розничной торговли одеждой первоначально назывался Hennes по-шведски «Ее». Он назывался так до приобретения бренда охотничьего и рыболовного снаряжения Moritz Whitfors. Со временем название Hennes Moritz было сокращено до H&M. 168. Правительство США сохранило все публичные твиты с 2006 по 2017 год. Начиная с 2018 года, Библиотека Конгресса решила хранить твиты только очень выборочно, включая сообщения о выборах и те, которые касаются чего-то, представляющего национальный интерес, например, государственной политики. 169. У Теодора Рузвельта была домашняя гиена. Его звали Билл, и это был подарок эфиопского императора. Рузвельт был известен своими многочисленными домашними животными, включая одноногого петуха, барсука, пони и маленького медведя. 170. В штаб-квартире ЦРУ есть свой Starbucks, но баристы не пишут имена на чашках. В его квитанциях написано «магазин 1» вместо Starbucks, а его работникам требуется сопровождение, чтобы покинуть свои рабочие места. 171. Языки жирафов могут достигать 50 см в длину. Их темный и сине-черный цвет, вероятно, предназначен для защиты от солнечных ожогов. 172. В столице только одного штата США нет Макдональдса. В Монпелье, штат Вермонт, нет ни одного такого ресторана быстрого питания. Он также имеет самое маленькое население из всех столиц штата, всего 7500 жителей. 173. Европейцы боялись есть помидоры, когда их завезли. Ученые считают, что Эрнан Кортес привез семена в 1519 году с намерением использовать плоды в качестве украшения в садах. К 1700 годам аристократы начали есть помидоры, но они были убеждены, что плоды ядовиты, потому что люди умрут после их употребления. На самом деле из-за кислотности помидоров в их оловянных тарелках выделялся свинец, и они фактически умирали от отравления свинцом. 174. Люди не единственные животные, которые видят сны. Исследования показали, что крысам снится, как они добираются до еды или бегают по лабиринтам. Большинство млекопитающих проходят фазу быстрого сна, цикла, в котором происходят сновидения, поэтому ученые считают, что есть большая вероятность, что все они видят сны. 175. Изобретатель микроволновой печи
получил за свое открытие всего $2. Перси Спенсер работал исследователем в компании American Appliance Company, теперь Raytheon, когда заметил, что радиолокационная установка, использующая электромагнитные волны, расплавила шоколадный батончик в его кармане. У него была идея сделать металлический ящик с использованием микроволн для разогрева пищи, но именно компания подала заявку на патент. Это было в 1945 году, и он получил премию в размере $2, но никогда никаких гонораров. 176. Блестки, возможно, появились на ранче. Согласно местным преданиям, человек по имени Генри Рашман из Бернардсвилля, штат Нью-Джерси, случайно изобрел блестки в 1934 году, работая на скотоводческом ранче. Нью-Йорк Таймс сообщает, что в популярной истории о происхождении машинист Рашман пытался найти способ избавиться от мусора, измельчив его на мелкие кусочки. Вошел пластик, вышел блеск, а остальное принято считать историей. 177. Древние египтяне использовали мертвых мышей, чтобы облегчить зубную боль. Согласно книге Натана Беловски «Странная медицина», шокирующая история реальной медицинской практики, на протяжении веков в Древнем Египте люди клали в рот дохлую мышь, если у них болел зуб. Мыши также использовались в качестве средства от бородавок в Елизаветинской Англии. 178. Раньше краску хранили в свиных пузырях. Мочевой пузырь завязывали веревкой, а затем прокалывали, чтобы удалить краску. Этот вариант был не лучшим, потому что он часто рвался. Американский художник Джон Рэнд был новатором, который в XIX веке изготовил тюбики для краски из жести и завинчивающихся крышек. 179. Япония выпустила Kit Kats в стиле суши. В течение ограниченного времени, в 2017 году, токийский магазин Kit Kat Chocolatery производил 3 вида шоколадных батончиков, которые были вдохновлены суши, но на самом деле не имели вкуса сырой рыбы. Суши с тунцом были малиновыми. Суши, завернутые в морские водоросли, по вкусу напоминали тыквенный пудинг. А суши с морскими ежами были со вкусом дыни Хоккайдо с сыром маскарпоне. Все они были приготовлены из воздушного риса, белого шоколада и небольшого количества васаби. 180. В 2015 году в космос отправили кофемашину для приготовления эспрессо. Любители кофе оценят этот интересный космический факт. Саманта Кристофоретти была первым астронавтом, которому на орбиту прислали теплый и уютный кусочек домашнего очага. Итальянское космическое агентство работало с итальянским производителем кофе Лаватса, чтобы доставить кофейные капсулы в космос. 181. Слово «аквариум» в переводе с латыни означает водопой для скота. Конечно, современные аквариумы не для коров. Первый аквариум, который выглядит так, как вы себе представляете, был создан в 1921 году и открыт в 1924 году в Англии. 182. Изобретатель трехколесного велосипеда лично доставил 2 из них королеве Виктории. В 1881 году королева Виктория путешествовала по острову Уайт, когда ее лошадь и карета не смогли угнаться за женщиной, ехавшей на трехколесном велосипеде. Заинтригованная велосипедом, королева заказала 2. Она также попросила, чтобы изобретатель Джеймс Старли прибыл с доставкой. Хотя трехколесные велосипеды могут ассоциироваться у вас с малышами, королева Виктория сделала их популярными среди элиты того времени. 183. Синапсы вашего мозга сокращаются, пока вы спите. Исследователи из Центра сна и сознания Университета Висконсин-Мэдисон изучали мышей, чтобы наблюдать, что происходит с их мозгом во время сна. Доктор Кьяра Черелли и доктор Джулио Танони обнаружили уменьшение размера синапсов на 18% после нескольких часов сна. Но не волнуйтесь, это ночное сокращение мозга на самом деле помогает вашим когнитивным способностям. 184. Раньше бейсбольные судьи сидели в креслах-качалках. Люди играют в бейсбол с середины 19 века. Раньше судьи судили игры,
полулежа в кресле качалки, расположенном в 6 метрах от домашней площадки. К 1878 году Национальная лига также объявила, что хозяева поля должны платить судьям $5 за игру. 185. Первый коммерческий пассажирский рейс продлился всего 23 минуты. В 1914 году Абрам Фейл заплатил $400, сегодня это $8500, за 23-минутную поездку на самолете. Рейс из Флориды летел между Санкт-Петербургом и Тампой, где города разделяет всего 33,7 километров воды. Единственными пассажирами были Фил, бывший мэр Санкт-Петербурга, и пилот Тони Янус. Этот знаменательный полет проложил путь к воздушным путешествиям в том виде, в каком мы их знаем. 186. Первый в мире роман заканчивается на полуслове. Повесть о Гэнзе, написанная Мурасаки Сикибу в XI веке, считается первым в мире романом. После прочтения 54 замысловатых глав читатель внезапно останавливается на полуслове. Один переводчик считает, что работа завершена как есть, но другой говорит, что нам не хватает еще нескольких страниц истории. 187. Бананы светятся синим под ультрафиолетовым светом. Для обычного глаза в нормальных условиях спелые бананы кажутся желтыми из-за органических пигментов, называемых каротиноидами. Когда бананы созревают, хлорофилл начинает разрушаться. Этот пигмент является элементом, благодаря которому бананы светятся или флуоресцируют в ультрафиолетовом свете и кажутся синими. 188. Британская империя была крупнейшей империей в мировой истории. Британская империя была наиболее могущественной в 1920-х годах, когда она контролировала 23% населения мира и примерно 22 миллиона квадратных километров территории, или почти четверть площади суши Земли, согласно отчету немецкой компании Statista. 189. Южноамериканские речные черепахи разговаривают в своих яйцах. У черепах нет голосовых связок, а уши у них внутренние, поэтому ученые считали, что черепахи глухие и не общаются с помощью звуков. Но исследования показали, что на самом деле черепахи общаются на чрезвычайно низкой частоте, которая звучит как щелчки, кудахтанье и гудки, которые можно услышать только через гидрофон, микрофон, используемый под водой. Эти звуки исходят даже из яйца до того, как вылупится черепаха. Исследователи предполагают, что это помогает вылупиться одновременно сразу всему черепашьему потомству. 190. Пенициллин сначала называли плесневым соком. В 1928 году бактериолог Александр Флеминг перед отпуском оставил чашку Петри в своей лаборатории, а когда вернулся, то обнаружил, что какая-то жидкость вокруг плесени убила бактерии в чашке. Это стало первым в мире антибиотиком, но прежде чем назвать его пенициллином, он назвал его плесневым соком. 191. 20 мая 1873 года – день рождения синих джинсов. По данным компании Levi Strauss, именно в этот день Леви Страус и Джейкоб Дэвис, изобретатели прочных синих джинсов, получили патент на процесс добавления металлических заклепок к мужским джинсовым рабочим штанам. Брюки назывались поясными комбинезонами до 1960 года, когда бэби-бумеры стали называть их джинсами. 192. Волосы Нила Армстронга были проданы в 2004 году за $3000. Счастливый покупатель, Джон Резников, занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию волос исторических знаменитостей, сообщает NBC. Но адвокаты Армстронга пригрозили подать в суд на Маркса Сайзмора, не очень удачливого парикмахера, который стриг бывшего астронавта. Они сказали, что он нарушил закон Огайо, который защищает права известных людей. Сайзмор заявил, что не будет платить, а Резников ответил, что не вернет волосы, но пожертвует $3000 на благотворительность. 193. Никола Тесла ненавидел жемчуг. Инженер-электрик проложил путь для современных системных генераторов и двигателей.
Благодаря его изобретениям электричество передается и преобразуется в механическую энергию. Но несмотря на его терпение к научным экспериментам, он, по-видимому, терпеть не мог жемчуг. Когда его секретарша однажды надела жемчужные украшения, он заставил ее пойти домой. 194. Томас Эдисон. Причина, по которой вы любите видео с кошками. После изобретения кинетографа в 1892 году Эдисон впервые смог записывать и просматривать движущиеся изображения. В своей студии он снимал короткие клипы, в некоторых из которых фигурировали такие известные люди, как Энни Окли и Баффало Билл. Но настоящими звездами этих ранних видеороликов являются боксерские коты. Очаровательные коты, которых он записал на боксерском ринге примерно в 1894 году. 195. Брэд Питт получил ироничную травму на съемочной площадке. В фильме «Троя», снятом по мотивам Илиады Гомера, Питт играет храброго греческого героя Ахиллеса. Легенда гласит, что Ахиллеса нельзя было победить, если не ударить его в пятку. Именно здесь мы получили термин «Ахиллесова пята», означающий уязвимое место. Во время съемок эпической батальной сцены Питт, по иронии судьбы, повредил ахиллово сухожилие. Из-за этой травмы производство фильма было отложено на 2 месяца. 196. Боливия имеет военно-морской флот, несмотря на то, что она не имеет прибрежных территорий. Свой единственный выход в Тихий океан, береговую линию длиной 400 километров, Боливия потеряла в ходе Тихоокеанской войны 1879 года с Чили, но с тех пор продолжает владеть флотом, в надежде на то, что когда-нибудь сможет вернуть утраченные позиции. 197. Когда вы облизываете почтовые марки, то получаете 0,1 калории. Учтите это, если вы вдруг сядете на диету с прерывистым голоданием, и вам придется облизывать марки в это время. 198. В польской армии официально служил медведь по имени Войтек. К военным он попал еще медвежонком, они выменили его у мальчика на еду. Солдаты сделали ему соску и кормили сгущенкой, а спал малыш на груди одного из них, Петра, так как сильно мерз по ночам. Через некоторое время Мишка вымахал до 2 метров в высоту, скрывать его от начальства было уже невозможно. Выручило Косолапова его умение отдавать честь лапой, которому медведя научил Петр. Перед таким солдатом не мог устоять даже старший офицерский состав. Более того, Войтек дослужился до звания капрала за свои заслуги. В частности, он в одиночку переносил боеприпасы, которые под силу было перенести 4 солдатам. Многочисленные очевидцы рассказывают, что во время одного из боев Войтек подошел к машине с боеприпасами, встал на задние лапы и протянул передние, мол, «подавай». Ошарашенные солдаты дали ему ящик с патронами. Войтек перенес его на место и вернулся за следующим. Так он наравне со всеми и участвовал в разгрузке машин. После войны Войтек 21 год прожил в зоопарке. 199. Любой житель Сингапура, достигший 21 года, автоматически становится донором органов. Люди, которые не хотят быть донорами органов, должны написать отказ от этого. Но в таком случае они не смогут быть первоочередными в списке на получение донорских органов в случае необходимости. Органы им будут доставаться по остаточному принципу. 200. Вес облаков может быть больше 500 тонн. Это если говорить о кучевых облаках среднего размера. Но если взять, к примеру, средние по величине кучево-дождевые облака, иначе тучи, то их вес может достигать 1500–2000 тонн, а больших десятки тысяч тонн. Откуда же берется такой огромный вес? Ведь с Земли эти облака кажутся такими невесомыми. Как известно, облака состоят из мельчайших капелек воды с диаметром всего в несколько микрон. По отдельности эти капельки, по сути, ничего не весят, но вот их общая масса в облаке даже среднего размера чудовищно велика. 201. Одеколон 4711, которым пользовался Наполеон, выпускается до сих пор. Поскольку формула одеколона никогда не менялась, вы можете узнать, как пахло от Наполеона несколько веков назад.
202. Касатки-дельфины. Да, именно так, касатка – это дельфин, а никакой не кит, как многие привыкли думать. 203. Кровь содержит золото. И это правда. Но не спешите бежать в пункт сдачи крови, потому что в одном среднестатистическом человеческом теле содержится всего 0,2 мг золота. На долгую и беззаботную жизнь явно не хватит. 204. Вомбаты какают кубиками. Так эти милые животные помечают свою территорию. Почему именно кубиками? Оказывается, экскременты такой формы остаются на месте дольше, чем стандартные. 205. Акулы древнее деревьев. Первые акулы появились на планете около 500 миллионов лет назад, а деревья только спустя еще около 50 миллионов лет. 206. Зажигалки появились раньше спичек. В это трудно поверить, но зажигалки изобрели на 3 года раньше, чем, казалось бы, такие примитивные спички. 207. Авокадо-ягоды. Любители авокадо сейчас ахнули. Оказывается, все это время они ели не фрукт, а ягоду. Чтобы окончательно перевернуть ваш мир, расскажем, что земляника и малина тоже не ягоды, а орешки. 208. У лошадей нет рвотного рефлекса. Из-за особенностей строения пищевода и желудка акт рвоты для лошадей невозможен. Вот бы такой талант выпускникам старших классов. 209. Манго получают солнечные ожоги. Бедные манго. Оказывается, они, как и люди, могут получать солнечные ожоги. Из-за этого часто погибает значительная часть урожая. 210. Ругательства успокаивают людей. Психологи выяснили, что матерные выражения благоприятно сказываются на психике человека. Поэтому в следующий раз, когда ударитесь мизинцем о ножку кровати, не стесняйтесь высказать проклятой деревяшке все, что вы о ней думаете. 211. Дельфины дают другим имена. Уже давно известно, что каждый дельфин издает уникальный свист, который другие особи могут имитировать. Ученые считают, что этот звук является своего рода именем, и с его помощью дельфины зовут своих друзей. 212. На Сатурне идут алмазные дожди. Каждый год на Сатурне выпадают осадки из 1000 тонн алмазов, при этом размеры драгоценных камней могут доходить до сантиметра. И на Юпитере тоже. 213. Макдональдс проводит свадьбы. Гонконгские рестораны сети Макдональдс проводят свадебные банкеты. Заплатить за такое мероприятие придется от $373 до $1290. Интересно, правда ли, что на этих свадьбах вместо каравая молодые кусают бургер? 214. Обезьяны иногда чистят зубы. Для этого они используют самые разные подручные средства, начиная от травинок и палочек, заканчивая перьями птиц. 215. Золото съедобно. Чистое золото съедобно. Но простые украшения сделаны с добавлением других несъедобных металлов, поэтому не вздумайте их есть. 216. Медуза может испаряться. Медуза на 98% состоит из воды, поэтому высока вероятность, что попав на сушу, она просто испарится. 217. Звезды поглощают планеты. Это происходит, когда орбита планеты приближается к звезде. 218. Младенцам не снятся сны. Мамочки, чьи малыши улыбаются, якобы из-за того, что видят во сне ангелочков, сейчас очень сильно расстроятся. Нейробиологи уверены, что первые сновидения появляются у детей только в возрасте 4-5 лет. 219. Баклажаны содержат никотин. В баклажанах действительно содержится никотин, но чтобы получить такой же эффект, как от сигареты, вам придется съесть больше 9 кило этого овоща. Однако лучше этого не делать. 220. Лицо стандартного манекена для обучения техники искусственного дыхания создано по образу 16-летней девочки, незнакомки из Сены. Согласно одной из версий, ее тело нашли в реке Сена в 1880-х годах,
и в 1900-х годах гипсовый слепок ее лица стал популярным предметом искусства. 221. У совершенно здорового человека в любой момент и без всякой на то причины может случиться припадок. Нейроны в мозгу человека постоянно ошибаются. В 99,999% случаев вы этого не замечаете, поскольку это не производит заметного эффекта, но если какие-то определенные нейроны ошибутся одновременно, это может спровоцировать припадок. 222. Дятел втягивает язык и обвивает им свой мозг, чтобы не повредить его, пока он долбит деревья в поисках насекомых. 223. Ученые удалили глаза последней известной жертвы Джека-потрошителя, чтобы попробовать извлечь изображение убийцы. 224. Когда голова болит из-за сильного похмелья, это происходит потому, что обезвоженный мозг съеживается и натягивает мембраны, соединяющие его с черепом. 225. Любимым блюдом Ричарда Никсона был творог с кетчупом. 226. Последняя казнь через отсечение головы на гильотине прошла во Франции 10 сентября 1977 года. В этом же году в мае вышел первый эпизод «Звездных войн». 227. Во время Второй мировой войны военные США провели испытания химического оружия на 60 тысячах американских военнослужащих. Эксперимент держался в секрете до 1990-х годов и не был широко известен до тех пор, пока в 2015 году НПР не написала по нему расследование. 228. Во время Холодной войны британских пилотов «Торнадо» просили не беспокоиться о том, что у них не хватит топлива для возвращения на базу, поскольку после первых 2 часов войны возвращаться было бы уже некуда. 229. 75% кунжута, выращиваемого в Мексике, оказывается на булочках для гамбургеров Макдональдс по всему миру. 230. Команда Pixar придумала Валли, приключения Флика и корпорацию монстров во время одного обеда. 231. Употребление в пищу печени белого медведя может привести к отшелушиванию кожи и выпадению волос, поскольку в ней содержится очень много витамина А. 232. Первые 40 миллионов лет своего существования деревья не были биоразлагаемыми. Они стали такими после того, как грибы научились запускать процесс гниения. 233. Марк Твен родился в тот день, когда комета Галлея пролетала мимо Земли. Однажды он сказал: «Я появился на свет в 1835 году, когда прибыла комета Галлея. В следующем году она снова будет пролетать мимо Земли, и я думаю, что умру после этого». Так и оказалось, Марк Твен умер 21 апреля 1910 года, через день после появления кометы Галлея. Во время этого появления она впервые была сфотографирована, и впервые получены спектральные данные о ее составе. 234. Компания Kodak изобрела цифровую камеру еще в 1975 году. Она держала это в секрете, поскольку думала, что это негативно скажется на продажах пленки. 235. Мужчины видят сны откровенного характера чаще, чем женщины, а женщины видят кошмары чаще, чем мужчины. 236. Если вы сделаете фотографию блюда в Германии, права на нее будут принадлежать повару, считается, что это его творение. 237. 93% людей, когда-либо существовавших на Земле, мертвы. Примерно половина из них умерла от малярии. 238. Адам Сэндлер, играя в вышибалы с детьми во время съемок фильма «Билли Мэдисон», довел одного ребенка до слез. Когда к нему подошли недовольные родители, он заявил: «Разве они не читали сюжет?» Ему ответили: «Им всего 6, они не умеют читать». 239. Есть один персонаж комиксов, который принадлежит как Marvel, так и DC Comics — это доступ.
его единственная цель – разделять их вселенные. 240. Бег по 30-40 минут 5 дней в неделю способен замедлить старение клеток на 9 лет. 241. Jay-Z, DMX, Biggie Smalls и Busta Rhymes в старших классах учились в одной и той же школе. 242. Синдром К был придуман итальянскими врачами, которые пытались спасти евреев, обратившихся к ним за помощью, от нацистов. Нацисты боялись приближаться к еврейским пациентам, поскольку думали, что их болезнь заразительна и смертельно опасна. 243. Седые волосы могут естественным образом восстанавливать свой цвет, когда мы не подвержены влиянию стресса. 244. Jay-Z и Kanye West на одном из концертов в Париже 11 раз подряд исполняли песню «Niggas in Paris». 245. Сильвестр Сталлоне едва не умер во время съемок 4-й части «Рокки». Он попросил Дольфа Лундгрена ударить его по-настоящему. Тот выполнил просьбу. Удар был настолько сильный, что Сталлоне неделю провел в больнице, восстанавливаясь. 246. На первой официальной американской монете было написано «Mind your own business». В переводе с английского это означает «не лезьте не в свое дело». 247. По оценкам, от 5 до 10% людей никогда не испытывали головную боль. 248. 95% серотонина вырабатывается в кишечнике. Кишечник выступает в роли второго мозга, который сильно влияет на наше настроение и благополучие. 249. Велоцирапторы были размером с домашнюю индейку, то есть намного меньше, чем нам их представляют в фильмах. 250. Пилот и второй пилот перед полетом и во время полета употребляют разную пищу на случай, если один из них отравится. 251. Джордж Вашингтон умер в 1799 году после того, как врачи выкачали из него почти 40% крови в попытке излечить больное горло. 252. Виагра способна продлить жизнь растений на 1 неделю после того, как наступает срок их естественной смерти. 253. Без летучих мышей у нас не было бы текилы. Текилу производят из растения агава, которые опыляют летучие мыши. 254. Люди, которые влюблены, поддерживают зрительный контакт около 75% времени. 255. Компания Lego не производит наборов на военную тематику потому, что ее основатель не желает, чтобы дети воспринимали войну как игру. 256. Когда в Австралии становится слишком жарко, нектар некоторых цветов превращается в алкоголь. Пчелы, вкусившие его, пьянеют. Когда они пытаются попасть в свой улей, их не пускают другие пчелы, пока они не протрезвеют. 257. Люди – единственный вид, который любит острую пищу, американские горки и страшные фильмы. Ученые утверждают, что острая пища помогает бороться с микроорганизмами. Причина, по которой люди любят кататься на американских горках или смотреть фильмы ужасов, пока неизвестна. 258. С возрастом наш мозг уменьшается, это всем известно. Но вот чего вы раньше не знали, так это того, что это происходит только с нами. У наших ближайших родственников, шимпанзе и макак-резусов, такого эффекта не наблюдается. 259. Согласно исследованию, проведенному Гарвардским университетом, с участием более 120 тысяч человек, картофельные чипсы являются причиной номер 1 увеличения веса. Картофель и сахаросодержащие напитки занимают 2-е и 3-е места. 260. У умерших людей на коже могут появиться мурашки, потому что после смерти мышцы становятся жесткими, в том числе и те, которые удерживают волосы, что и вызывает появление мурашек. 261. В государственном гимне Испании нет слов. Еще страны, в гимне которых нет слов, это Босния и Герцеговина, Сан-Марино и Косово.
262. Если человек найдет способ извлечь золото, находящееся в ядре Земли, им можно будет покрыть нашу планету слоем до колен. 263. Если удалить пространство между атомами, из которых состоит человек, все население может легко поместиться в яблоке. 264. 1 200 000 комаров, сосущих нашу кровь одновременно, этого достаточно, чтобы выпить всю кровь у одного человека. 265. Возможно, вы знаете, что фотонам света требуется 8 минут, чтобы преодолеть путь от Солнца до Земли. Знаете ли вы, что тем же фотонам требуется в среднем 170 000 лет, чтобы пройти путь от ядра Солнца до его поверхности? Кстати, на нашем канале «Книги, истории, факты» есть отдельное видео про тайны и загадки космоса, которые ученые не могут объяснить, а также 170 интересных фактов о нашей планете Земля. 266. В шахматах больше возможных ходов, чем атомов в известной нам Вселенной. После 3 ходов с каждой стороны существует больше 9 миллионов возможных позиций. Американский математик подсчитал минимальное количество неповторяющихся шахматных партий и вывел число Шеннона. Согласно этому числу, количество возможных уникальных партий превышает число атомов в видимой Вселенной. Число атомов оценивается как 10 в 79 степени, а число уникальных шахматных партий составляет 10 в 120 степени. 267. Кофе притупляет восприятие сладкого как у мышей, так и у людей. 268. Ваше тело воспринимает отказ так же, как и физическую боль. 269. Самолет пролетел 100 километров с дырой в топливном элементе, обе турбины были выключены. Такой инцидент действительно имел место быть. 270. Обезьяны могут видеть оптические иллюзии. Они видят своих врагов почти повсюду, потому что боятся за свою жизнь. 271. Через 10 лет вес вашего матраса удвоится из-за скопления пыли, пылевых клещей и продуктов их жизнедеятельности. 272. Ночью наши межпозвоночные диски расслабляются и расширяются. Поэтому утром мы выше, чем вечером. 273. В нашем теле обитает 90 триллионов бактерий. В наших телах живет больше бактерий, чем людей на Земле. 274. Элвис Пресли, король рок-н-ролла, был блондином. Он красил волосы в черный цвет потому, что думал, что ему так больше идет. 275. В следующий раз, когда вам нужно будет принять сложное решение, попробуйте подумать о проблеме и возможных решениях на иностранном языке. Ваш мозг сосредоточится на самом языке, этого не происходит, когда вы говорите на родном, и удержит разум от эмоций, чтобы вы могли ясно мыслить. 276. Воздух в метро на 15% состоит только из мертвых клеток человека. 277. Вы, наверное, слышали, что у некоторых людей аллергия на кошек. Но держим пари, многие могут не знать, что у некоторых кошек аллергия на людей. 278. Вероятность умереть, пока вы покупаете лотерейный билет, выше, чем вероятность того, что вы выиграете. 279. Структура волос претерпевает серьезные изменения в течение первого года жизни ребенка. Локоны могут стать шелковистыми и прямыми или наоборот, а светлый цвет может измениться на темный и так далее. 280. Знаете ли вы, что белые медведи закрывают носы лапами, чтобы сделать себя невидимыми? 281. Пессимизм – это генетическое. Да, это так. У пессимистов есть мутировавший ген EDRA2B. 282. В мире больше полных людей, чем голодающих. 30% населения мира страдает ожирением. При этом голодают, согласно докладу ООН, порядка 10% населения Земли. 283. Мы улыбаемся по-разному,
в зависимости от разных ситуаций. Улыбки на влечение, похвалу и превосходство совершенно разные. 284. Когда фотография только появилась, люди снимали мертвых, как если бы они были живыми. 285. Большинство случаев отключения электроэнергии в США происходит из-за белок. 286. Женщина потеряла обручальное кольцо и нашла его 16 лет спустя на морковке, выращенной в ее саду. 287. Четверть наших костей находится в ногах. 288. Доноры крови в Швеции получают текстовые сообщения, когда используется их кровь. 289. Раньше люди использовали паутину как пластырь. 290. Солнечные очки были изобретены китайцами для судей, чтобы выражение их лица можно было скрыть во время вынесения приговора. 291. Сахарную вату изобрел дантист. В 1897 году дантист Уильям Моррисон и кондитер Джон Уортон изобрели сахарную вату, производящуюся в специальной машине. Другой дантист, Йозеф Ласко, изобрел аналогичную машину в 1921 году. 292. Эпитафия Шекспира содержит проклятие для грабителей могил. 293. С генетической точки зрения, дети однояйцевых близнецов являются родными братьями и сестрами, а не двоюродными. 294. Официальная птица калифорнийского города Редондо-Бич дирижабль Гудайр. Ее приняли постановлением в 1983 году. 295. Поединок трех человек называется труэль. 296. Форма чипсов Принглс получила название гиперболический параболоид. 297. Фроснип так называется легкая стадия перед обморожением. 298. Помните Спарки, пса из Южного парка? В оригинальной озвучке он говорит голосом Джорджа Клуни. 299. Большая часть продаваемой во Франции туалетной бумаги для дома розового цвета. 300. Квадратные арбузы в Японии являются декоративными и несъедобными. 301. Самая большая из всех медоносных пчел, гималайская медоносная пчела, производит галлюциногенный мед. 302. Закаты на Марсе синие. 303. Противоположность животных альбиносов животные меланисты. Черная пантера – ничто иное, как ягуар-меланист. 304. Мистер Бин, или Роуэн Аткинсон, озвучивал Зазу в «Короле льве». 305. Можете ли вы поверить, что существуют психологи по вопросам богатства, которых нанимают банки для сверхбогатых клиентов, не имеющих возможности справиться со своим состоянием? 306. Штат Миннесота моложе университета Миннесоты. 307. Люди не могут чихать во сне, потому что мозг отключает этот рефлекс. 308. 60% нашего мозга состоит из жира, что делает его самым жирным органом нашего тела. 309. Первая атомная бомба, созданная в 1945 году, получила название «штучка», в оригинале на английском языке название звучит как «гаджет». 310. Во время лекции в Стокгольме Стивен Хокинг обратил внимание слушателей на так называемый информационный парадокс, ситуацию, при которой черная дыра втягивает в себя материю, но практически не выпускает ее. С точки зрения законов квантовой механики, такая ситуация невозможна. Если вы попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть. По мнению Хокинга, у попадания человека в черную дыру может оказаться два исхода. В первом из них информация вообще не проникает внутрь, а остается на поверхности горизонта событий. В таком случае Хокинг описывает ее состояние как двухмерную голограмму влетающих частиц. Человек из такой формы не сможет выбраться никогда. Ученый отмечает,
что информация на поверхности дыры хоть и продолжает существовать, но находится в хаотичном и бесполезном состоянии, а значит, ее можно считать навсегда потерянной для практического применения. Согласно другому варианту, рассматриваемому Хокингом, большая и вращающаяся черная дыра может оказаться порталом в параллельную вселенную, где события развивались каким-либо иным образом. Подводя итог, ученый отметил, что стремиться попасть в центр черной дыры все равно опрометчиво, несмотря на то, что я заинтересован в совершении космического полета, лететь в черную дыру я пробовать не буду, сказал он. 311. Единорог – национальное животное Шотландии. 312. Если вы проглотите от 30 до 90 граммов печени белого медведя за один прием пищи, вы вполне можете умереть. И не забывайте про отшелушивание кожи и выпадение волос. 313. Моррис Ральф Хиллиман из 14 вакцин, включенных ВОЗ в рекомендованный график вакцинации, создал 8. Гепатит А и Б, менингит, ветряная оспа, пневмония, корь, эпидемический паротит и гемофильная палочка. За всю же свою жизнь он разработал более 40 вакцин, что является беспрецедентным рекордом. 314. Кролики при рождении слепые и лысые, тогда как у зайцев при рождении есть шерсть и зрение. 315. Нельзя издавать гул с закрытым носом. Когда вы издаете гул, воздух выдувается из носа. Не верите? Попробуйте. 316. 11 апреля 1954 года – самый унылый день в истории. Исследование решил провести не историк, не журналист и даже не писатель, а программист по имени Уильям Танстол Педоу. Ему вдруг стало интересно, а случается ли так, что скучает не один человек, а весь мир. И он приступил к своей разработке. Мужчина создал специальную программу, в которую загрузил всевозможные даты за прошедший век. К сожалению, проанализировать позапрошлый или, допустим, еще более ранний век не удалось, так как о том времени сохранились не все сведения и не о каждом дне. Чего не скажешь о веке 20. Итак, подробнее о программе и алгоритме ее работы были загружены факты и события 20 века, а после события сопоставлялись с днями недели, и так должен был выйти день, который оказался максимально скучным, когда ничего толком не произошло. И такой день нашелся. Это было воскресенье 11 апреля, шел 1954 год. Самое интересное, что после того, как Танстол Педоу опубликовал результаты своей работы, многие люди решили поспорить с программистом. Они начали шерстить архивы, проверять сведения, расспрашивать родственников, может быть, кто-то помнил о событиях того дня. Но возразить Уильяму так никому и не удалось. То воскресенье и правда было самым скучным днем в мире, никто не сделал ни одного открытия, не случилось какое-то судьбоносное событие, даже уровни рождаемости и смертности были средними. 317. Сидите на диете. Пользуйтесь вилкой меньшего размера. Небольшие порции еды создают впечатление, что вы съели достаточно, и дают ощущение сытости. 318. Термит – самое долгоживущее насекомое. 319. Если вы страдаете изжогой, просто используйте жевательную резинку после еды. Слюна, которая взаимодействует с жевательной резинкой, становится более щелочной, что может снизить уровень кислоты, накопленной в желудке. А так, конечно, лучше обратиться к специалисту. 320. Согласно исследованию, мужья выполняют меньше работы по дому, чем парни. 321. Пчелы могут определить присутствие взрывчатки с помощью языка. Их можно научить лизать взрывчатку, как собак нюхать ее. 322. Слово юрский кельтское и означает лес. 323. Иисус Христос родился за 4-5 лет до Рождества Христова. 324. Одна из античных статуй Венеры носит название Каллипига, что буквально переводится как «прекраснозадая». 325. Уровень жизни римского города в
в первом веке нашей эры сравним с уровнем жизни европейского города в конце XVIII века. 326. В римских прачечных работали мужчины, а не женщины, а стирали они человеческой мочой. Древние римляне уделяли большое внимание своему внешнему виду и личной гигиене. Например, использование парфюма или хорошее состояние зубов были способами демонстрации своего статуса. Но одним из самых важных символов социального положения и богатства была красивая одежда. Поэтому прачечные в Древнем Риме были популярным видом бизнеса. У тех, кто работал в прачечных, было специальное название – фулоны. Они стирали, полоскали, окрашивали и высушивали одежду. Однако понятно, что стирального порошка в Древнем Риме не существовало. Что же использовали вместо него? Ответ – человеческую мочу. Прачечные были в каждом римском городе. Большинство горожан носили белые тоги, сделанные из шерсти. Этот материал очень легко впитывал пот и пачкался. Римляне догадались, что эффективно удалять грязь и запах с одежды можно с помощью аммиака. А отличным источником аммиака является человеческая моча. Собрать ее достаточное количество для стирки было непросто. Те самые фулоны ходили по городу в поисках. Первым делом они шли в общественные туалеты, но там далеко не всегда было необходимое количество. Фулоны порой просто ждали, когда какой-нибудь горожанин начнет справлять нужду на улице. Собрав необходимое количество материала, они возвращались на рабочее место и смешивали мочу с водой и щелочью. Затем одежду помещали в чан с жидкостью, где ее топтали, выводя таким образом грязь. Затем в другом чане одежду прополаскивали в чистой воде. После ее сушили на веревках на крыше. Иногда одежду подвешивали над дымящейся серой, чтобы еще эффективнее отбелить ее. Работа в прачечных была непростой и, как выясняется, не очень приятной. Однако занятие было прибыльным и довольно уважаемым. У фулонов всегда было много заказов, в том числе от самых влиятельных членов римского общества. 327. Фраза «деньги не пахнут» появилась из-за налога на общественные туалеты в Риме. Этот налог ввел император Веспасиан, пытаясь восстановить римскую экономику. Сын Веспасиана Тит раскритиковал это решение. Тогда, как рассказывает Светоний в жизни 12 Цезарей, Веспасиан взял монету из первой прибыли, поднес к носу сына и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с налога на общественные туалеты», — ответил Веспасиан. 328. Помпеи и другие города у подножия Везувия погибли не от лавы, а от пирокластического потока. Это очень горячий поток из вулканического газа, пепла и обломков породы, который вбирает в себя все, что попадается ему на пути: камни, деревья, обломки построек. Таких потоков во время извержения Везувия было несколько. 329. Дату извержения Везувия существенно скорректировали из-за одной надписи на стене. Долгое время считалось, что извержение произошло 24 августа 1979 года. Но в 2018 году в Помпеях раскопали дом с садом, и сделанная углем шутливая надпись на стене, содержащая указание даты, заставила ученых изменить датировку катастрофы. В небольшой надписи, оставленной углем в одной из комнат так называемого дома с садом, значится дата 16-й день до ноябрьских календ, дня, который в древнеримской традиции обозначал первый день нового месяца. То есть неизвестный говорил о 17 октября. Как считается, в комнате шел ремонт, который успел закончиться в двух других помещениях дома. Таким образом, отмечает издание, надпись была сделана за неделю до трагедии, которая, согласно одной из теорий, произошла 24 октября, а не августа. В пользу этой версии говорит и тот факт, что такой недолговечный материал, как древесный уголь, не мог бы сохраниться на стене с предыдущего года. 330. Случаи, когда именитый гость посещал археологическую экспедицию и неожиданно находил интересный предмет хорошей сохранности, были распространены еще в XIX веке. Обычно после этого он немедленно получал найденный предмет в дар.
331. Нерон не сжигал Рим. Зато этот миф дал имя легендарной программе для записи CD в домашних условиях Nero Burning Chrome. 332. Плиний считал, что попугай в хмелю особенно распутен. 333. Некоторым сирийским мистикам предписывалось спать, прислонившись к стене, и не поддаваться соблазну вытянуть ноги. Правила питания в ближневосточных монастырях VII-VIII веков тоже были очень строгими. 334. Стены Капернаумской синагоги VI века украшает орнамент, в котором соседствует шестиконечная звезда, нынешний символ Израиля, и свастика. Это объясняется тем, что в средние века и ранее оба символа часто служили просто декоративными элементами, а свои нынешние значения приобрели только в XIX-XX веках. 335. Иго называется татаро-монгольским, но татарами завоеватели не были. Слово «татары» эквивалентно европейскому понятию «варвары» в китайских источниках, где монголов и начали называть татаро-монголами. 336. Мы знаем, как выглядел Данте. Облик поэта удалось восстановить по его черепу. А вот точную дату создания божественной комедии установить пока не удалось. 337. В земном раю Адам с Евой пробыли всего 6 часов, по расчетам Данте. 338. Многие простые люди в Вероне всерьез считали, что Данте побывал в аду и вернулся. Некоторые женщины показывали на поэта и говорили: «Видишь, он только что вернулся из ада, поэтому у него кожа потемнела от огня и обожжены борода и волосы. И он расскажет, как там наш Пиа». 339. Андрей Рублев, Монтисума и Ян ван Эйк жили в одно время. 340. Ян ван Эйк выписывал некоторые детали на своих картинах кисточкой из единственного кабаньего волоса. Во всяком случае, существует такая легенда. 341. Реставрация показала, что морда ягненка на Генском алтаре изначально была похожа на человеческое лицо, что логично, ведь агнец – это воплощение Господа. 342. Прекрасный Генский алтарь видел мало кто из современников, он стоял закрытым большинство дней в году. Генский алтарь – монументальное и одно из наиболее знаменитых произведений Яна ван Эйка. Однако, согласно надписи, работу над ним начинал еще его брат Губерт, но именно Ян, как считают специалисты, расписал панели. Этот грандиозный алтарь, состоящий из 24 живописных частей и включающий изображение 258 человеческих фигур, заказал для своей семейной капеллы в 1422 году богатый генский бюргер и донатор церкви Иоанна Богослова, ныне собор Святого Бавона, Йосвейт. Спустя 10 лет, в 1432 году, алтарь был освящен и занял свое место в часовне. 343. Швейцарские часы смогли прославиться благодаря тому, что богослов и реформатор Жан Кальвин ввел запрет на украшения, и ювелирам пришлось освоить часовое дело. 344. Выражение «малиновый звон», означающее мягкий перелив колоколов, не имеет отношения к ягоде малине. Малин – французский вариант названия фламандского города Михелен, важного центра колокольного литья. Именно Михелен был известен по всей Европе своим колокольным звоном. Сюда по реке Дейли поставляли руду, здесь плавили металл, отливали колокола и настраивали их до чистейшего звонкого звука. Это была ювелирная работа. Ведь если ошибиться в толщине, колокол будет звучать фальшиво. Все колокола различались по нотам, и каждый следующий колокол был тяжелее колокола предыдущей ноты на 9 килограммов. К XIX веку на башне Святого Румольда установили два музыкальных инструмента. Басистый, томный карельон 17 столетия соседствовал с обладающим, более звонким, кристально чистым звуком карельоном XIX века. Оба весили 40 тонн и вмещали 49 колоколов. У самого большого колокола было даже свое имя Сальвадор. Насладиться звучанием полного михеленского карельона можно было, стоя рядом с собором Святого Румольда. Карельон
как и колокола на многих городских башнях, играл в установленное время. Однако, в отличие, например, от московских курантов, он звучал не каждые 15, а каждые 7,5 минут. 345. Во время Миланской чумы 1630 года некоторые горожане выходили на улицу, вооружившись пистолетом, чтобы никто не рискнул к ним приблизиться. 346. В Средневековье многие считали, что попугаи кричат «Аве», имя первой женщины и начало молитвы «Аве Марии», так что эти птицы ассоциировались с райским садом. 347. Миледи в «Трех мушкетерах» жила по адресу, который на самом деле принадлежал Виктору Гюго. Дюма дружил с Гюго и преклонялся перед его талантом. В романе он аккуратно указал не только улицу, но и номер дома Миледи, а на самом деле Гюго, хотя в описанные им времена нумерация домов еще не была принята во Франции. 348. С 1946 года графа Монте-Кристо неправильно переводили на русский язык. В оригинале первое предложение романа начинается так: 24 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-Ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон». Но в русском переводе эту дату почему-то заменили на 27-е. 349. В 17 веке многие пираты были госслужащими. Европейские морские державы нанимали их, чтобы грабить корабли других стран. Кстати, на нашем канале «Киф» есть отдельный ролик про пиратов, и он называется «Жуткие факты о пиратах, которые могут вас поразить». 350. У описанного Стивенсоном острова Сокровищ есть прототип. Это остров Пинос в 70 километрах южнее Кубы. Пинос был открыт 13 июня 1494 года во время второго путешествия Колумба. Великий путешественник счел его частью Кубы, которую, в свою очередь, принял за полуостров, примыкающий к нынешней Мексике. Стоит ли, впрочем, пенять ему на эти ошибки, если и сам Новый Свет он считал Азией? Колумб все равно остается Колумбом. Испанцы поначалу окрестили остров то ли Евангелистой, то ли Абанхелистой. Разница здесь довольно значительная, поскольку в первом случае получается, что он был назван в честь апостола Иоанна, а во втором в честь Иоанна Крестителя. Необходимость выбора между двумя святыми смущала богобоязненных испанцев, так что в конце концов они придумали острову третье название и нарекли его Пиносом, от испанского пино сосна. Для южных морей сосна деревья, мягко говоря, нетипичные. Однако на Пиносе их много, и в этом Карибский остров действительно напоминает вымышленный остров сокровищ. 351. В XVIII веке в России существовала таможенная граница между Сибирью и центральной частью России. Многие товары, в первую очередь мех, в Сибири были намного дешевле, и поэтому с людей, вывозящих меха, взималась таможенная пошлина. Чтобы пошлину не взяли, нужно было предоставить справку, что имущество предназначено для личного использования, а не для продажи. 352. Жена и двое маленьких детей Витуса Беринга ездили в Сибирь вместе с ним. По пути Анна Беринг отправляла посыльных в Китай на рынок, каталась на санях с трубачами и украла 2 служанок. А кроме того, всю дорогу везла с собой клавикорды, это такой клавишный струнный ударно-зажимной музыкальный инструмент. 353. Распространение в России картофеля не связано с Петром I. Возможно, он привозил его в качестве диковинки, но всерьез картошку в России начали сажать только во второй половине XVIII века. До XVIII века на Руси даже не знали, что такой диковинный овощ, как картофель, существует. Появление картошки связывают с именем Петра Великого. Однако точных сведений о его причастности к появлению корнеплода не существует. Считается, что в Европу картошка попала из Америки, а завезли ее туда испанские конкистадоры. А каким образом картошка попала в Россию, можно лишь догадываться. Существует легенда, что первым оценил вкусовые качества корнеплода царь Петр, который отведал ее в Голландии во время путешествия. Якобы тогда он решил выращивать картофель в России. Однако архивные документы
информирующие о сделках купли-продажи картошки, сохранились в архивах Голландии, начиная с 1742 года, когда Петра I уже не было в живых. Картофельные блюда подавались в царских покоях Анны Иоанновны, великой русской императрицы, но и крестьяне позволяли себе включать в свой рацион питания этот продукт. Царица почивала картошкой гвардейцев Семеновского полка. При Екатерине II крестьян обязали выращивать картофель. Однако никто не знал технологии выращивания овощной культуры и способа сбора урожая. Попытки Екатерины не увенчались успехом, картофель не прижился на русской земле. Но ее дело продолжил царь Николай I. В России был голод, и царь Николай I издал указ, в котором заставлял крестьян выращивать картофель, засевать им поля. Крестьяне не были готовы заменить привычные им злаковые культуры и репу с редькой на какой-то неизвестный заморский корнеплод. Однако царь жестко требовал исполнения указа, давал бесплатно семена, поощрял материально тех, кто готов был растить картофель на своих полях. Помимо поощрений, были и наказания, применяемые к крестьянам, отказавшимся исполнять указ. Крестьяне, не знающие способов выращивания и сбора картошки, стали употреблять в пищу зеленые плоды, которые росли не в земле, а на клубнях. Это приводило к отравлению, а иногда и к смерти. Тогда крестьяне взбунтовались. Стали жечь картофельные поля, убивать служивых, посылаемых царем к бунтарям. Староверы окрестили корнеплод чертовым яблоком, настолько ненавистным он стал крестьянам. Бунтовщиков арестовывали, ссылали в Сибирь, подвергали поркам, что еще больше ожесточало крестьянство. Помимо этого, бунты имели политическую подоплеку. Государственные крестьяне, освободившиеся от иго крепостного права, восприняли царский указ как посягательство на свободу. Самое интересное, что картошечка полюбилась крестьянам не при помощи военной силы, хотя крестьян пострадало много, кого-то в ссылку отправили, кто-то в солдаты попал. Но картошка прижилась. Овощ оказался выносливым и прижился в климатических условиях даже на севере. Постепенно и вкус его понравился. Почему так случилось, сложно объяснить, однако картофель полюбили, а впоследствии он стал и вовсе незаменим. 354. В XVIII веке британские зоологи приняли утконоса за подделку. Они увидели тушку и сначала решили, что к бобру искусно пришили утиный клюв. 355. Британские колонисты пытались заразить индейцев оспой, чтобы вызвать эпидемию. Для этого они передавали индейским вождям во время переговоров одеяло из оспиного барака. Некоторые даже считают это первой попыткой использования биологического оружия, правда, к счастью, неудачной. 356. Пирамида с глазом на долларовой купюре не имеет никакого отношения к масонам. Этот символ стали использовать в Америке до того, как он стал частью масонской культуры. 357. День Святого Патрика начали широко отмечать не в Ирландии, а в Америке. Ирландцы, эмигрировавшие в Соединенные Штаты, придумали этот праздник, чтобы собираться вместе и не забывать о своем происхождении. 358. У Байрона было множество домашних животных, в том числе цапля, барсук, павлины, сокол, медведь, шимпанзе и, по неподтвержденным данным, крокодил. 359. Мэри Шелли, создательница Франкенштейна, хранила в столе сердце своего мужа, поэта Перси Биша Шелли. По легенде, когда друзья поэты кремировали его тело, сжечь сердце не удалось, оно не горело. 360. Сен-Бернары на самом деле не носят на ошейнике бочонки с бренди для отпаивания замерзших горных путников. Этот миф, родившийся благодаря картине Эдвина Ландсира, не имеет отношения к действительности. Бренди, как и любой алкоголь, скорее убил бы человека с гипотермией, чем помог ему. 361. В России во время эпидемии холеры в первой половине XIX века прокалывали конверты с письмами. Это позволяло окуривать письма серой или хлором для дезинфекции, а сейчас помогает исследователям их датировать. 362. Гоголь очень любил шить и вязать.
Сын историка Михаила Погодина как-то попросил писателя связать ему чулки, но тот надрал ему уши. Многие не связанные друг с другом мемуаристы вспоминают Гоголя за шитьем, вязанием и вышиванием. Литературный критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков, вспоминая о лете 1841 года в Риме, где он жил в одной квартире с Гоголем и переписывал под его диктовку первый том «Мертвых душ», рассказывает: «Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукоделиям. С приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и прочее, и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами, в сильной задумчивости. Сам Гоголь упоминает свои познания в ремеслах как возможное средство пропитания, когда в 1828 году, перед отъездом в Петербург из родной Васильевки, уверяет своего двоюродного дядю Петра Петровича Косеровского в том, что не пропадет в столице. И ремесло портного в этом списке указано первым. Вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кое-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кое-чего уже разумею из поваренного искусства. Вы думаете, что я шучу? Спросите нарочно у маменьки. Зарабатывать деньги шитьем Гоголю не пришлось, и это занятие осталось домашним и очень любимым увлечением. Этой своей страсти он, судя по всему, несколько стеснялся, о чем свидетельствуют воспоминания детей историка Михаила Петровича Погодина, в доме которого в Москве подолгу жил Гоголь. Дочь Александра упоминала о том, что Гоголь любил вышивать по канве, но об этом никому не говорил и скрывал это от посторонних, а сыну Погодина Дмитрию вообще хорошо досталось от Гоголя за просьбу связать ему чулки. Странно было видеть нам, детям, что гениальный русский писатель, каким считали у нас в доме Гоголя, мог проводить за вязанием по целым утрам на спицах разных шерстяных вещиц, как то ермолок, шарфиков и других безделушек, или же за вырезыванием из древесных сучьев дудочек. У меня долго хранилась подаренная им мне дудочка, но когда я однажды попросил его связать мне шерстяные чулки, он рассердился и надрал мне уши. 363. Гоголь действительно любил Гоголь-Моголь, и сам про это шутил. 364. Шарлотта Бронте хранила у себя кусочек гроба Наполеона. 365. Каторжане аккомпанировали своим песням гудением в гребешки и звоном кандалов. Музыкальные инструменты на каторге были запрещены. 366. Лыжный спорт существовал не всегда, а появился только в конце XIX века. Его ввел в моду автор рассказов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл. Кажется, что лыжным спортом в Швейцарии занимались всегда, однако это новшество конца XIX века, а его популяризатором и пионером выступил именно создатель Шерлока Холмса. Поездка в горы была вынужденной мерой. Жена писателя Луиза страдала от туберкулеза, и Конан Дойл отвез ее в Давос с его целебным климатом. Именно находясь в Давосе, писатель освоил новый для англичан вид спорта, настолько новый, что в своем эссе он употреблял слово «ски», лыжи, пришедшие из норвежского, оно еще не было натурализовано. Конан Дойл совершенно не стеснялся того, что поначалу не умел стоять на лыжах и что все люди, включая местных, смотрели на него как на чудака. Из-за того, что им с женой пришлось задержаться в Альпах надолго, у писателя было время приноровиться, и скоро он стал хвастать, что зимой на лыжах идти через горы ему уже проще, чем по тому же маршруту летом. Во время своего перехода в Аразу он применял нестандартные методики. На одном участке Дойл и его проводники связали лыжи вместе и спустились со склона, как на санях. Эссе Конан Дойла, опубликованное в 1894 году в журнале «Стрэнд», 500 000 читателей, стало первым популярным рассказом о лыжном спорте. Британцы узнали, что он существует. Поразительно, однако, что Конан Дойл открыл потенциал этого занятия не только соотечественникам-туристам, но и местным. За прошедший со времен Конан Дойла век с лишним изменилось все, лыжи стали одним из самых популярных видов спортивного досуга, от Давос, в
котором автор Шерлока Холмса пробовал свои силы, стал одним из главных лыжных курортов с 320 километрами трасс. 367. Детективы про Шерлока Холмса способствовали росту числа теорий заговора. Многие читатели принялись использовать дедуктивный метод сыщика для объяснения окружающей действительности. 368. Стравинский перенял у Римского-Корсакова манеру носить две пары очков, вторую высоко на лбу. И это, конечно, не единственное, что перенял композитор у своего любимого учителя. Регулярные уроки у Римского-Корсакова начались только в 1904 году, когда Стравинскому было 22 года. Профессор отговорил его поступать в консерваторию, так что профильного диплома у Стравинского не было до конца жизни. Зато этот частный учитель, к слову, никогда не бравший с него денег, был лучшим в России. Стравинский перенял у Римского-Корсакова очень многое, от поиска собственного стиля и сочинения прямо за роялем, до манеры носить каракулевую шубу и две пары очков, вторую высоко на лбу. 369. Икона вовсе не всегда была русской национальной гордостью. Как произведение искусства и основу нашего художественного канона ее открыли лишь в начале XX века, в частности после выставки, посвященной 300-летию дома Романовых. 370. В Первой мировой войне за Австралию воевало много выходцев из России. 167 имен россиян увековечены на стенах австралийского военного мемориала в Канберре. 371. В начале 20 века в Европе и США продавалась зубная паста с содержанием радиоактивных веществ, а еще косметика, сливочное масло, пиво, сигареты, средства контрацепции и тонизирующие напитки. Люди не сразу поняли, что радиация вредна для организма, а долгое время, напротив, были убеждены в ее целебных свойствах. 372. Автор музыки гимна СССР Александр Васильевич Александров до 1922 года был дирижером церковного хора в храме Христа Спасителя. При советской власти он прославился как автор музыки гимна СССР и песни «Священная война», а также как создатель ансамбля песни и пляски советской армии, создателя одного из лучших хоров в мире, автора-композитора гимна Советского Союза и современной России Александра Васильевича Александрова мы привыкли видеть на архивных фотографиях в мундире и с орденами. Немногие знают, что этот любимец Сталина был глубоко верующим человеком, никогда не изменявшим православной вере. Он родился под Рязанью в селе Плахино, в конце XIX века в простой набожной семье. Мальчик очень рано начал петь в церковном хоре. Его чистый голос и совершенный музыкальный слух были замечены, и вскоре парнишка уже пел на клиросе Казанского собора Санкт-Петербурга. Потом была столичная придворная капелла, где совсем еще юный Александров постигал тонкости вокального и регентского искусства и жадно изучал сокровищницу русской музыкальной и духовной школы. Получив диплом регента, Александр поступает в Петербургскую консерваторию, где его учителями становятся такие мастера, как Римский-Корсаков, Глазунов и Лядов. Но влажный климат столицы поточил здоровье Александрова, и он вынужденно перебирается в город Балагое Тверской губернии, где служит регентом соборного храма и преподает хоровое искусство в местных училищах. После женитьбы и рождения первенца Бориса, который впоследствии станет блестящим продолжателем дела своего отца, Александров переезжает в Тверь. Здесь он возглавляет хор главного храма Тверской земли Спасо-Преображенского собора. За 12 лет регенства Александрова хор Спасо-Преображенского собора становится лучшей церковной капеллой Верхневолжья. Попутно Александр Васильевич преподает практически во всех учебных заведениях Твери, занимается в Московской консерватории. В 1918 году Александр Васильевич был приглашен патриархом Тихоном возглавить хор храма Христа Спасителя в Москве, где прослужил до 1922 года, став последним регентом этого величественного собора, закрытого и взорванного большевиками. Творческое наследие самого Александрова – это квинтэссенция истинного, непоказного патриотизма. Он писал оперы и симфонии,
сонаты и духовные произведения. Среди самых известных молитвенных песнопений Александра Васильевича первый антифон для мужского хора «Хвалите имя Господне», «Отче наш» с солистом «От юности моея», «Разбойника благоразумного», «Свете тихий», поэма для хора, оркестра, органа и солистов «Христос воскресе». До величайших духовных высот Александр Васильевич поднялся и в своем песенном мастерстве. Он творчески переработал более 70 русских народных песен и написал для новых песен 81 авторскую мелодию. Его светские и духовные произведения звучат так, будто они уже появились когда-то давно вместе с русским народом и были просто озвучены композитором. Ему было уже 45, когда ему предложили возглавить только-только организованный ансамбль красноармейской песни, который позже будет носить его имя и будет признан лучшим мужским хором мира. И именно этот ансамбль на белорусском вокзале военной столицы впервые исполнит песню, которая станет гимном непокоренной России. В самом начале войны с нацистской Германией, летом 1941 года, Александр Васильевич прочитает в газете поэтические строчки Лебедева-Кумача. В этот же день, к вечеру, пронзительные слова будут положены на музыку и превратятся в самую мощную песню военного времени «Священная война». Песню, которой в Москве поставили памятник. Впервые ее спели на вокзале, откуда прямо на фронт уезжали солдаты. Спели один раз, второй, третий. В глазах исполнителей и слушателей стояли слезы. Но они не были проявлением слабости, эти слезы стали выражением той боли за родных, за страну, за будущее детей, которое приведет наш народ к победе. В Великую Отечественную, после Сталинградской битвы, родится и музыка гимна Советского Союза. Его дебютное официальное исполнение состоится в 1944. Но первыми его слушателями станут солдаты на передовой еще в 1943. Сила его музыки питалась истоками тех духовных музыкальных традиций, которые были заложены еще в юности великого композитора. И «Священная война», и гимн России создавались по законам и правилам церковных гимнов. Если прислушаться, в этих произведениях есть ритмические ассоциации с набатом. А наш государственный гимн начинается, совершенно нетипично для помпезных и торжественных гимнов других стран, с единственного вступительного аккорда. По сути, это традиционная регенская настройка, тоника со всеми ступенями в одном аккорде. По воспоминаниям современников великого композитора, в одной из комнат его большой московской квартиры была оборудована домашняя часовня. Александр Васильевич говорил о своей жизни: много было хорошего и плохого, а жизнь была сплошной борьбой, полная труда, забот и трудностей. Но я не сетую ни на что. Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь, мой труд принесли какие-то плоды дорогой отчизне и народу. В этом большое счастье. 373. Однажды Ленин смеялся по-фински. В августе 1917 года Ленин скрывался у финляндских социал-демократов и их знакомых. Он часто перемещался и менял внешность. Как-то Ленина сопровождал актер Каарла Куусила и все время говорил с ним по-фински, чтобы их не узнали. В ответ революционер только громко смеялся, что для постороннего слуха звучало совершенно по-фински. 374. В историческом музее Павлова в Нижегородской области можно увидеть модель мавзолея Ленина, сделанную из 97 складных ножей. Там же можно найти Кремлевскую башню из 143 ножей, герб СССР из 119 ножей, макеты достижения науки и техники с фрагментом Московского Кремля из 43 ножей и первый в мире полет человека в космос из 24. 375. Лев Троцкий взял в качестве псевдонима фамилию своего тюремного надзирателя. Первый раз Лев Бронштейн использовал ее, когда бежал из ссылки за границу по поддельному паспорту. 376. Операция по убийству Троцкого называлась «Утка». В ее состав входили две другие операции «Конь и мать». 377. В гимне советских пионеров композитор Сергей Кайдан-Дешкин использовал мелодию хора солдат из оперы Шарля Гуна «Фауст». 378.
Эрнест Хемингуэй брал интервью у Бенито Муссолини. Это произошло в 1922 году во время Лозаннской конференции, которую Хемингуэй освещал как репортер. Он писал, что Муссолини пытался произвести на журналистов впечатление философа и углубился в книгу, но держал ее вверх ногами. 379. Эрнест Хемингуэй был большим поклонником творчества Исаака Бабеля. Советский писатель много путешествовал по Европе и дружил с западными литераторами. 380. Мелодия песни в Кейптаунском порту была написана для Бруклинского театра. Ее автором стал в начале 30-х американский композитор еврейского происхождения Шалом Секунда. Мелодия звучала в мюзикле, который шел на идише. 381. Подмосковный город Долгопрудный до 1938 года назывался Дирижаблестрой. Здесь находилось предприятие по производству дирижаблей. 382. Строители московского метро массово вели дневники. Метростроевцам рекомендовали вести записи, чтобы стать не только создателями, но и хронистами проекта, фиксировать историю прямо на ходу. От этой кампании сохранилось около 40 дневников. 383. На самых старых станциях московского метро, станциях первой очереди, полы были не гранитные, а асфальтовые. 384. Архитектора станции московского метро по фамилии Погребной звали Ремедалов. Имя родителей коммунисты дали в честь Ленина, это Владимир наоборот. 385. Автор футбольного марша Матвей Блантер ездил на стадион с секундомером, чтобы точно узнать, сколько времени игроки идут от трибун к центру поля, и написать мелодию ровно такой длительности. Это 1 минута. 386. Во время Великой Отечественной войны в СССР велось почти в 10 раз больше дневников, чем обычно. При этом большая часть их авторов находились в блокадном Ленинграде. 387. Все легендарные военные обращения диктора Юрия Левитана, начинающиеся словами от Советского информбюро, были записаны спустя годы после окончания Великой Отечественной войны. Оригинальные записи не сохранились. Единственное исключение — сообщения о победе. 388. Типовые станции московского метро 1960-х годов презрительно называли сороконожками за колонны, поддерживающие потолок. Вопреки названию, в каждом ряду таких колонн было не 40, а 38. 389. В Москве существовал магазин «Изотопы», где продавали элементы, имеющие одинаковый заряд ядра и разную атомную массу. Он находился на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов. Там продавали радиоактивные вещества и все, что было с ними связано. 390. Автор книг о комиссаре Мегре Жорж Сименон обожал роман Юлиана Семенова «17 мгновений весны» и входил в международную группу по поиску янтарной комнаты, организованную советским писателем. Кстати, о янтарной комнате на нашем канале КИФ у нас тоже есть видео. 391. Владимир Набоков прожил последние 16 лет своей жизни в швейцарской гостинице. Вместе со своей женой Верой писатель переехал в Монтрюкс Пэлас в 1961 году. 392. Для съемок фотоувеличения Антониони перекрасил лондонскую траву в ярко-зеленый цвет. Британская столица показалась режиссеру тусклой, серой и слишком похожей на его родную туманную Феррару. 393. Дизайн этикетки Чупа-Чупса создал Сальвадор Дали. 394. Народная песня «Ромашки спрятались, поникли лютики» написана в 1970 году композитором Евгением Птичкиным и поэтом Игорем Шафераном на мотив популярной блатной песни «Таганка». Впервые она прозвучала в фильме Леонида Морягина «Моя улица» в 1970 году. 395. Писатель Роальд Даль был похоронен с бутылкой бургундского вина, бильярдным кием, любимыми карандашами ХБ, электропилой и шоколадками. Его внучка Софи рассказывала,
что Даля хоронили как викинга и положили в могилу все, что тот любил при жизни. 396. Прах поэта Льва Лосева захоронен в двух уже существующих могилах Владимира Лившица в Москве и Владимира Уфленда в Петербурге. Причем московская часть праха в пластиковом контейнере из-под корейских солений. 397. Словарь Иосифа Гури «Благословение и проклятие в идише» насчитывает 666 единиц. Среди проклятий встречается и такое: «Пусть у него вырастет свекла в пупке, и пусть он мочится борщом». 398. Черепашки-ниндзя Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль отмечали не день рождения, а дату мутации. 399. Сюжет балета «Шахерезада», поставленный Алексеем Мирошниченко в 2019 году, основан на биографии ныне здравствующей бывшей императрицы Ирана. 400. До изобретения лампочки и электричества люди спали в среднем около 10 часов каждую ночь, но вставали пару раз за ночь, чтобы растопить печь. 401. Покупателем взрывчатых веществ номер 1 в мире являются военные США. Номер 2 Дисней. 402. Если вы чувствуете запах рыбы, но поблизости никто не готовит, скорее всего какая-то техника в доме, опасно раскалена и скоро загорится. 403. Вплоть до конца 1980-х некоторые врачи не верили, что новорожденные способны чувствовать боль. Исследование, проведенное среди врачей Великобритании и Ирландии в 1988 году, показало, 13% опрошенных были уверены, что дети в возрасте от 0 до 12 месяцев не могут чувствовать боль, а еще 23% не были полностью в этом уверены. Поэтому даже во время серьезных операций медики нередко обходились лишь местной анестезией. Вопрос о том, могут ли дети младше 1 года испытывать боль, был предметом дебатов на протяжении многих лет. Но в настоящее время доказано, что новорожденные и даже еще нерожденные дети чувствуют боль точно так же, как и взрослые. 404. У вас больше шансов умереть, принимая ванну, чем выиграть джекпот в лотерее 6 из 49. По разным оценкам, шансы сорвать джекпот составляют от 1 к 176 миллионам до 1 к 15 миллионам, лотерея 6 из 49. Увы, вероятность смерти в собственной ванной комнате куда больше 1 к 840 тысячам. Но все же люди продолжают верить в свою удачу, и некоторым и в самом деле везет по-крупному. Например, семейная пара из Шотландии на фото выиграла в 2011 году 161 миллион фунтов стерлингов. 405. В своей жизни вы можете тысячи раз оказываться рядом с убийцей и не замечать этого. Этот показатель зависит от того, где вы живете и с каким количеством людей сталкиваетесь ежедневно. Если житель небольшого города рискует встретить за свою жизнь примерно 16 убийц, то обитатель мегаполиса, который ежедневно проходит мимо сотен людей, в течение своей жизни вполне может оказаться рядом с тысячей преступников и этого не заметить. Ведь большинство преступников, включая таких жестоких серийных убийц, как Тед Банди, именно он изображен на фото, внешне ничем не отличаются от остальных людей и могут вести с виду обычный образ жизни. Например, тот же Банди какое-то время работал в телефонной службе доверия, где оказывал людям психологическую помощь и даже вызывал спасателей для тех, кто был на грани самоубийства. Становится не по себе от того, что за маской добропорядочного гражданина скрывался похититель людей, убийца и насильник, который признался в 30 убийствах, совершенных в период между 1974 и 1978 годом. В настоящее время на свободе находится более 2000 серийных убийц. Причем речь только о США. Более того, около 30 тысяч убийств даже не числится в файлах ФБР. Что еще больше пугает, так это то, что существует один шанс из 3, что полиция никогда не найдет убийцу жертвы в тех же США. К слову, только за 2019 год, по официальным данным МВД, нераскрытыми остались 600 убийств и покушений на убийство.
В мире в настоящий момент насчитывается более 300 активных серийных убийц. 406. По мере затягивания в черную дыру, время для объекта останавливается, что объясняется теорией относительности Эйнштейна. 407. Паразит под названием Ниглерия фаулера при купании пробирается через нос в мозг человека, что часто приводит к смерти от амебного менингоэнцефалита. Предупреждение. Не позволяйте воде попадать вам в нос. В противном случае в вас может проникнуть Ниглерия фаулера. Амеба – типичная для термальных источников, и вызвать редкую инфекцию и смерть. Жуткая тварь проникает через нос в мозг и начинает его пожирать. Звучит как городская легенда или детская страшилка, но, увы, это очень близко к реальности. Амеба-паразит Ниглерия фаулера обитает в водоемах с загрязненной теплой водой и в самом деле способна проникать через обонятельный нерв в мозг человека и вызывать первичный амебный менингоэнцефалит. Несмотря на наличие лекарств, спасти людей от этого заболевания получается далеко не всегда. Поэтому не стоит игнорировать предупреждения о том, что купаться запрещено, или о том, что нельзя втягивать воду носом при купании. 408. Тела альпинистов, погибших на Эвересте, во многих случаях остаются там навсегда. На горе Эверест существует так называемая зона смерти, которая начинается после отметки в 8000 метров. Альпинисты, умершие в этой зоне, чаще всего остаются в ней навсегда, так как вертолет на такую высоту не поднимается, а в таких условиях переносить тела умерших на себе – это крайне опасная задача даже для очень опытных спасателей. Шокирует еще и то, что тела некоторых погибших становятся ориентирами для других альпинистов. Например, одним из таких ориентиров был мужчина, известный как «зеленые ботинки». Его яркая обувь указывала путь к вершине с 1996 по 2014 год, пока его останки не исчезли. Возможно, их разметал ветер, либо кто-то похоронил тело несчастного под камнями. 409. Те, кто проводят перед телевизором больше 2 часов в день, сокращают свою жизнь на 1,4 года. Эта проблема далеко не новая, ведь совсем недавно телевизор и радио были основным источником получения ежедневных новостей. Например, на этом фото 1991 года вы видите 2 сестер из Израиля, которые смотрят телевизор во время воздушной тревоги. И даже сейчас, в эпоху интернета и смартфонов, просмотр телепередач остается для многих привычным занятием. Но, как выяснилось, оно не так уж безобидно. Те, кто проводит в компании телевизора более 2 часов в день, рискуют сократить свою жизнь на 1,4 года. Впрочем, не спешите выбрасывать телевизор, тут виновато не столько само устройство, сколько привычка часами сидеть неподвижно, уставившись в экран. 410. Этот клещ-паразит обитает на лице у половины взрослого населения и питается клетками кожи. Еще одна страшилка, которая оказалась правдой: у 1/3 детей, половины взрослых и 2/3 пожилых людей можно обнаружить паразитических клещей под названием демодекс. Как правило, они живут внутри или около волосяных фолликул на лице, то есть в зоне бровей, ресниц и носа. Клещи питаются клетками кожи и жирами, секретом сальных желез, не имеют ануса и выходят ночью, чтобы спариваться на нашей коже. Обычно это не вызывает никаких проблем, но в некоторых случаях, при болезни или стрессе, количество клещей резко возрастает, что приводит к заболеванию кожи, демодекозу. 411. 27 тысяч деревьев вырубается ежедневно, чтобы впоследствии стать туалетной бумагой. Еще одна жуткая цифра, которая заставляет задуматься. Вряд ли мы можем обойтись без туалетной бумаги, но улучшить ситуацию возможно, если развивать технологию вторичной переработки, что и делается во всех развитых странах, и наладить выпуск бумаги из другого растительного сырья. 412. На поверхности смартфона находится в 10 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Не секрет, что многие из нас кладут смартфон рядом с собой на стол во время обеда. Представьте себе на его месте сидение от унитаза. Неприятно, правда?
но при этом оно куда менее опасно, чем ваш гаджет. Ученые из Аризонского университета обнаружили, что на поверхности смартфона находится в 10 раз больше бактерий. Как с этим быть? По словам специалистов по микробиологии, достаточно регулярно протирать смартфон спиртосодержащей жидкостью или дезинфицирующими влажными салфетками. Есть и более радикальный способ – приобрести устройство на фото, которое убивает бактерии на поверхности гаджета. 413. На дне Мирового океана целое кладбище кораблей. По оценкам ООН, на дне Мирового океана покоится около 3 миллионов кораблей. Среди них гражданские и военные суда различных эпох, несколько атомных субмарин и, конечно же, печально известный «Титаник». Если поднять все эти корабли, то цепочка из них могла бы дважды опоясать Землю по экватору. 414. Тысячи человек ежегодно умирают из-за неразборчивого почерка врачей. По подсчетам Медицинского института при Национальной академии наук США, ежегодно только в этой стране 7 тысяч пациентов умирают из-за рецептов, написанных неразборчивым почерком. Для борьбы с этим явлением была внедрена система электронных рецептов, которая избавляет фармацевтов от необходимости по буквам разбирать почерк врачей. К сожалению, пока такое нововведение доступно не везде, и пациентам остается лишь надеяться на опыт сотрудников аптек в прочтении рецептов. 415. На этом фото присутствуют, пусть и незримо, все люди на Земле. Все, кроме одного. На этой фотографии запечатлен лунный модуль корабля Аполлон-11 с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту, поверхность Луны и наша Земля вместе со всеми ее обитателями, включая тех, кто когда-либо существовал на тот момент, то есть и живых, и уже умерших. Даже те, кто родился после 1969 года, в некотором смысле тоже присутствуют на этом фото, так как на нем есть их родители или бабушки с дедушками. Единственный, кого нет на этом фото, это Майкл Коллинз, третий астронавт лунной миссии, который остался один в командном модуле на лунной орбите, пока его товарищи исследовали поверхность нашего спутника. Кажется, именно так выглядит вселенское одиночество. 416. Дерево может вырасти в легких. Ты не ослышался, человек действительно может послужить благодатной почвой для дерева и стать в определенном смысле слова борцом за экологию. Однажды в больницу обратился 28-летний пациент по имени Артем Сидоркин, который жаловался на дискомфорт в грудной клетке. Снимок показал что-то похожее на опухоль, и молодого человека положили на операцию. Когда его грудную клетку вскрыли, в легком хирурги обнаружили проросшее из семени небольшое деревце. Оказалось, что это случилось из-за того, что Артем вдохнул семя ели. 417. Если солнце вдруг потухнет, ты не узнаешь об этом какое-то время. Возможно, уже сейчас инопланетяне, запустив высокотехнологичную бомбу, просто взорвали нашу звезду или ее засосало в черную дыру, а ты еще 8 минут 20 секунд, пока свет идет от Солнца к Земле, не будешь об этом знать. 418. Более 20% детей слышат голоса. Психиатрическое исследование показало, что от 21 до 23% подростков в возрасте от 11 до 13 лет испытывают галлюцинации, в том числе слуховые. Голоса в их головах могут произносить отдельные слова и предложения или же вести полноценный диалог, продолжающийся несколько минут. И это может быть как шепот или невнятное бормотание, так и громкий крик. 419. В мире существует 40 супервулканов, способных уничтожить человечество. И что важнее, один из них может проснуться в любой момент. Так, например, супервулкан Тоба, находящийся в Индонезии, в прошлый раз извергался примерно 75 тысяч лет назад, причем его извержения происходят примерно каждые 50 тысяч лет. Это значит, что он запаздывает примерно на 25 тысяч лет и готовится вновь показать свою мощь. То же самое можно сказать и о супервулкане в Йеллоустоне, цикл которого составляет 600-700 тысяч лет, а его последнее извержение произошло 640 тысяч лет назад.
Если он начнет извергаться, его мощь будет равна силе взрыва 1000 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. И это каждую секунду. 420. Ты можешь умереть прямо сейчас без видимой причины. Есть такая очень жуткая штука, называется она внезапной аритмической смертью. Этим термином обозначают смерть людей, которые находились в стабильном состоянии и были полностью здоровы. В этом случае смерть наступает в результате внезапной остановки кровообращения вследствие нарушения ритма или проводимости сердца. 421. За один поцелуй ты получаешь много бактерий. Если точнее, то более чем 80 миллионов. И там есть не только полезные, но и вредные микроорганизмы, так что подумай дважды, прежде чем целоваться с незнакомой девушкой. Теперь все эти картинные фу детей, видящих, как целуются взрослые, выглядят уже не так наигранно, не так ли? К слову, люди, которые встречаются долгое время, с высокой вероятностью имеют одинаковую микрофлору во рту. 422. Есть мухи, которые зарывают свои личинки под человеческую кожу. Южноамериканский вид подкожных оводов Dermatobia hominis откладывает яйца таким способом, что, узнав о нем, ты не захочешь ехать в Южную Америку. Для развития своего потомства взрослые самки откладывают зрелые яйца на комаров или клещей, и когда зараженное насекомое кусает человека и начинает пить его кровь, яйца оводов реагируют на изменение температуры, вылупляются и проникают в кожу через рану от укуса или волосяные фолликулы. Примерно через 30 дней личинки вырастают и выползают из-под кожи хозяина. 423. Примерно у 1% населения Земли есть аневризмы сосудов головного мозга, а это примерно 75 миллионов человек. Причем больные могут не чувствовать даже головной боли или другого дискомфорта, что делает аневризму бомбой замедленного действия, способной разорваться в любой момент. 424. Есть существа, которые умываются кровью. Слышал выражение «кровь пошла из глаз», обычно употребляемое по отношению к чему-то, что не хотелось бы видеть. Так вот, в пустынях Северной Америки обитают жабовидные ящерицы, у которых есть необычный защитный механизм – стрелять кровью из глаз в хищника. В случае опасности глазные пазухи ящерицы наполняются кровью, и она стреляет в хищников, которые обычно пугаются и убегают. Также этот механизм используется для удаления с поверхности глаз инородных частиц. 425. Есть мотыльки, которые пьют кровь людей. Какой милый мотылек влетел в твое окно, не правда ли? Неправда, если это мотыльки Calyptra fletcheri и Calyptra salictri, обитающие на юге Европы, в Сибири и на Дальнем Востоке. Они пьют кровь и при необходимости, если рядом не будет менее опасных жертв, могут напасть на человека, а после сосать его кровь в течение часа. В Юго-Восточной Азии существуют похожие мотыльки, которые пьют кровь из глаз животных. Недавно ученые обнаружили их и в России. У этих бабочек очень твердый хоботок, который их предки использовали для высасывания сока фруктов. Однако некоторые виды приспособились также получать нужные им аминокислоты из крови животных. Кровь не является основным источником питательных веществ для этих бабочек, однако когда ученые-энтомологи предложили им свои пальцы, насекомые с удовольствием присосались к ним. Ох, есть у нас подозрение, что добром эти эксперименты не кончатся. 426. Когда ты умрешь, твой домашний питомец может попробовать тебя съесть. Так, например, в 1994 году произошел случай, когда женщина средних лет слишком сильно напилась и потеряла сознание. Ее собака, ирландский красный сеттер, начала кусать хозяйку за лицо еще тогда, когда женщина была жива, но без сознания. Позже, когда она уже умерла, проголодавшийся пес решил не ждать даже сутки и начал жевать ее лицо. И подобных случаев немало. Коты тоже не отстают. В американском журнале судебной медицины и патологических исследований описывался такой случай. 30-летний мужчина покончил с собой. Тело нашли спустя 3 дня, а его голова, шея и часть руки
были полностью обглоданы до костей. Погибший проживал с 10 кошками, которые также были мертвы. Как оказалось, мужчина умер от передозировки лекарств, которые всосались в кровь, и поедавшие его кошки тоже получили передозировку. 427. Твоя собака любит пищащие игрушки, потому что они похожи на крик добычи. Есть мнение, что звук, который издает жертва, побуждает охотника действовать агрессивнее. Пока он длится, жертва кажется хищнику живой, и тот продолжает ее убивать. Ну а так как твоя собака хищник, то все эти милые игры с пищащей игрушкой уже не будут казаться таковыми. Просто твой пес хочет побыстрее придушить жертву и начать ее есть. 428. Ты ешь сопли против своей воли. Ежедневно ты глотаешь примерно от 250 до 500 мл носовой слизи. Это примерно как 1-2 кружки чая или кофе. Когда становится холоднее или при простуде, это количество увеличивается. 429. Ты дышишь кожей. И мы имеем в виду не кожное дыхание, а вдыхание носом или ртом отмершей кожи. Воздух, которым ты дышишь в людных местах, примерно на 15% состоит из человеческой кожи. И, к слову, около 80% тех летающих в воздухе частиц пыли, что ты можешь увидеть в яркую солнечную погоду, это тоже кожа. 430. На 20% кружек в офисах есть следы фекалий. По данным исследования, опубликованного в The Journal of Dairy, Food and Environment Sanitation, на 90% офисных кружек были обнаружены микробы, а на 20% из них кишечная палочка Escherichia coli. 431. Отравление ртутью. Одним из самых токсичных химических веществ на Земле является органическое соединение ртути. В паспорте безопасности материала отмечается, что вещество имеет слегка сладковатый запах. Но дело в том, что в концентрации, при которой запах ощущается, соединение уже смертельно. То есть, это наблюдение о запахе успел записать человек, который неминуемо умер от отравления. 432. Синдром Катара. Синдром Катара, также называемый синдромом ходячего трупа, это состояние, при котором пациент считает, что он мертв, умирает, у него отсутствуют части тела или что его вообще не существует. Некоторые люди с синдромом Катара могут перестать говорить или есть, так как считают себя мертвыми. 433. Страх кукол. Если некая биологическая черта присуща почти каждому человеку, значит она развилась не просто так, и тому были причины. Одна из таких черт – ощущение страха или явного дискомфорта при виде вещей, которые очень похожи на людей, но при этом людьми не являются. Это так называемый эффект зловещей долины. Явление, основанное на гипотезе, сформулированной японским ученым-робототехником и инженером Масахиро Мори. Она подразумевает, что робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, но не точно так, как настоящий, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей. Это означает, что у людей когда-то была причина бояться чего-то, что выглядит человеком, но им не является. 434. Иммунная система глаз. Наши глаза имеют отдельную иммунную систему от остального тела, это так называемая иммунная привилегия. Другими элементами, обладающими этой привилегией, являются мозг, яички, плацента и плод. Как только иммунная система нашего организма обнаружит, что у нас есть глаза, она атакует и воспалит кровеносные сосуды в задней части глаз. Это может привести к ухудшению зрения или даже к слепоте. 435. Секрет египетских мумий. Египетские мумии не были бы сегодня такой редкостью, если бы викторианские британцы не съели большинство из них. Порошок из бальзамированных тел считался чудодейственным лекарством от всех болезней. 436. Шимпанзе бросаются на людей. Шимпанзе не нападают, чтобы убить. Вместо этого они целятся в гениталии, лицо и пальцы и оставляют противников живых. Многие бывшие владельцы шимпанзе остались изуродованными после нападения питомца.
В одном случае шимпанзе сорвал скальп с человека. Во всех случаях были изуродованы лица и отгрызены пальцы. Примерно так обезьяны инстинктивно сражаются в дикой природе. Причем не имеет значения, растил ли человек питомца с младенчества или нет. 437. Фибродисплазия. Существует генетическое заболевание, называемое прогрессирующей осифицирующей фибродисплазией. Это очень редкое и тяжелое по своему течению генетическое заболевание, при котором мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости. Когда ткань повреждена, она заменяется костью. Люди, страдающие этим недугом, со временем словно бы погружаются в тюрьму из костей прямо под собственной кожей. Обычно им приходится выбирать между сидением или стоянием до конца жизни. К концу жизни им приходится принимать пищу через соломинку, и они едва могут двигаться. В настоящее время не существует никаких доказанных эффективных методов профилактики или лечения фибродисплазии. 438. Нельзя сдерживать чихание. Если ты пытаешься подавить чихание, есть шанс, что ты можешь повредить кровеносные сосуды глаз, разорвать барабанные перепонки и, возможно, разорвать аневризму сосудов головного мозга. То есть подавленный чих, теоретически, способен тебя убить. 439. В ходе очистки сточных вод вода аэрируется, чтобы бактерии, разлагающие кал, получили достаточно кислорода. Из-за введенного воздуха плотность воды настолько мала, что человек или почти любой объект, который обычно всплывает, пойдет прямиком на дно. 440. Секрет женских мумий. Женские мумии в Древнем Египте всегда были в гораздо более худшем состоянии, чем мужские. Дело в том, что тела мужчин бальзамировали почти сразу после смерти, а тела женщин оставались в семейном доме до тех пор, пока не начинали ощутимо разлагаться. Это делалось для того, чтобы избежать некрофилии у бальзамировщиков. 441. Маньяк Педро Алонсо Лопес. Колумбийский серийный убийца Педро Алонсо Лопес, известный как Андское чудовище, изнасиловал и убил более 300 девушек из Эквадора, Перу и Колумбии. Лопес получил 16-летний срок, но за 2 года до его окончания был тайно перенаправлен в психиатрическую лечебницу в Колумбию за примерное поведение и сотрудничество со следствием, а позже отпущен на свободу. Это случилось в 1998 году, и с тех пор никто не знает, где он и чем занимается. Предполагается, что в настоящее время ему 75 лет. Педро Алонсо Лопес вошел в Книгу рекордов Гиннесса за 2006 год, как так сказать, самый плодовитый серийный убийца. 442. Секрет рентгена у детей. Когда рентген стал широко доступен педиатрам, они заметили поразительно большое количество сломанных костей у детей. Сбитые с толку врачи предположили, что наблюдают ранее неизвестное заболевание костей у малышей. Оказывается, никто просто понятия не имел, насколько распространено жестокое обращение с детьми. Это были следы физического насилия. 443. Пропавшие без вести. Около 30% пропавших без вести людей были убиты, причем убиты именно тем человеком, который сообщил об их пропаже. Полиция знает об этом, но у нее нет доказательств, чтобы возбудить судебное преследование. 444. Бактерии и вирусы могут быть заморожены на миллионы лет и по-прежнему оставаться жизнеспособными и заразными. А если они к тому же никогда ранее не встречались с человечеством, результаты встречи будут самыми катастрофическими. Именно поэтому ученые с трепетом ждут возможности изучить, какие патогены скрываются в вечной мерзлоте, которая теперь постепенно тает день за днем. 445. Одна из причин, по которой вороны и вороны ассоциируются со смертью, заключается в том, что они часто следовали за армиями, когда те шли в битву. Будучи чрезвычайно умными птицами-падальщиками, они поняли, большая группа вооруженных людей, марширующих в одном направлении, означает, что вскоре птиц ждет трапеза из трупов. 446. Запах свежескошенной лужайки на самом деле
является химическим сигналом бедствия, исходящим от травы во время стрижки. 447. Дно Верхнего озера настолько холодное, что тела погибших моряков не разлагаются. Вместо этого они получают покрытие из жировой ткани, жидкий жир тела затвердевает, окутывая их своего рода коконом. 448. Рыба-капля в своей естественной среде обитания выглядит, как обычная рыба, но живет настолько глубоко под водой, что не использует обычный плавательный пузырь для сохранения равновесия в толще воды. Его роль играет губчатая кожа, немного менее плотная, чем вода, которая повреждается и раздувается, когда рыбаки слишком быстро поднимают ее. Так что на самом деле это не самая уродливая рыба. Просто подъем на поверхность для нее все равно, что для человека выход в открытый космос без скафандра. Разница между давлением на уровне моря и на глубине более километра, где она проживает, около 60 атмосфер, и на поверхности ее просто медленно разрывает. 449. Розмари Кеннеди приходилась сестрой Джона Кеннеди. При рождении она пострадала от кислородного голодания, что замедлило ее умственное развитие. Боясь, что ее поведение поставит под угрозу его политическую карьеру, ее отец, Джозеф, решил сделать дочери лоботомию. Ее мать, Роза, была против и запретила ему это делать. Однако Джозеф договорился об операции за ее спиной, когда она отправилась в путешествие. После операции и без того низкий IQ Розмари снизился еще больше, до такой степени, что она больше не могла ходить и общаться. Семья поместила ее в приют и фактически отреклась от нее. Они никогда не навещали ее и никогда больше не признавали ее существование публично. Розмари умерла в возрасте 86 лет. Ее мать так и не простила мужа за то, что он сделал. 450. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, составляла 2 миллиарда кельвинов. Для сравнения, температура внутри Солнца составляет 15 миллионов кельвинов. Исследователи установили температурный рекорд, нагревая газ в своей лаборатории. 451. Крокодилы могут скакать галопом, как лошади. К счастью, аллигаторы не могут. 452. Убийца Деннис Рейдер. Серийный убийца Деннис Рейдер иногда проникал в дома своих жертв и прятался в их шкафах, выжидая момент, когда они будут наиболее уязвимы. Он убивал целые семьи и обкрадывал их дома. 453. Наблюдения за тараканами показали, что они могут поедать человеческое мясо, как живое, так и мертвое, объедать ногти, ресницы, ступни и руки. Американский таракан и немецкий таракан чаще кусают людей, чем другие виды. 454. Со временем на Фейсбуке страниц, принадлежащих мертвецам, может стать больше, чем страниц живых людей. 455. Малайзийский Боинг, выполнявший рейс 370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал 8 марта 2014 года, и до сих пор никто не знает о его судьбе. 456. Зубы могут вырасти не только во рту. В 2015 году у молодой женщины начались головные боли. Врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Когда врачи удалили и рассмотрели ее, они были потрясены. Это была шишка, напоминающая кожу, которая содержала кости, зубы и волосы. Образование называли тератомой или чудовищной опухолью. Она была образована клетками ткани, которые случайно попали в мозг во время развития эмбриона и продолжали развиваться там в ходе беременности, отрастив волосы и зубы. Строго говоря, это был странный лишний орган, ненужный организму и случайно выросший в нем. Тератомы наиболее часто встречаются в яичниках, яичках, в крестцово-копчиковой области и в мозге. Главное отличие в том, что эти опухоли представляют собой нетипичную для области локализации ткань, где могут присутствовать волосы, мышечная ткань, зубы, кости и даже глаза, конечности или туловище. Существует гипотеза, по которой тератома считается крайне недоразвитым паразитическим сиамским близнецом,
появляющимся из-за нарушения координации во взаимоотношениях между стволовой клеткой и ее микроокружением на одной из стадий эмбриогенеза. 457. Существует паразит, который проникает в рот рыбы, поедает ее язык и заменяет его собой, становясь новым языком рыбы. 458. Часто после смерти у покойников случается отрыжка, поскольку в теле накапливается много газов. По той же причине иногда трупы могут самостоятельно садиться. 459. Астронавты на борту космического корабля «Челленджер» скорее всего не умерли, пока не упали в воду на несколько миль ниже места первоначального взрыва. 460. У CNN есть предварительно записанная в 1990-х программа, премьера которой состоится при наступлении конца света. 461. Согласно данным статистики, каждый 100-й человек на Земле психопат, то есть имеет психическое отклонение. 462. Серийный убийца Ричард Чейз считал любую незакрытую дверь приглашением войти. 462. Ваш мозг может сыграть с вами шутку, заставляя вас видеть монстров в зеркале. Эта оптическая иллюзия называется эффектом Трокслера. 464. Существует паук, после укуса которого пострадавший испытывает мощную многочасовую эрекцию. После нее наступает смерть. 465. Фатальная семейная бессонница – это редкое генетическое дегенеративное заболевание мозга, при котором пострадавший не может спать. Расстройство может начаться в легкой форме, но постепенно усиливаться, вызывая ухудшение психического и физического состояния. Известного лекарства не существует, и в конечном итоге заболевание приводит к смерти. 466. История Джун и Дженнифер Гиббонс. Все думали, что близняшки из Уэльса Джун и Дженнифер немы с рождения. Но кто знал, что они общались только друг с другом. Изолировавшись в своих спальнях, сестры на протяжении многих лет вместе играли в куклы и создавали пьесы. Вскоре игры набрали реального, причем криминального характера. Близняшки совершили несколько поджогов, за что и были арестованы. Уже потом стало известно об их тайном согласии. Только после смерти одной из сестер, другая уже может полноценно жить и общаться с людьми. Дженнифер покинула свет неожиданно, и причины до сих пор не ясны. «Я наконец-то свободна. Сестра умерла ради меня», — сказала Джен, начав новую жизнь. 467. Тарар и его аппетит. Французский балаган и актер и солдат по имени Тарар, который родился в 1772 году, запомнился всем своими безумными пристрастиями в еде. Что он только не кушал, все равно насладиться не мог. Он съедал что угодно, от кошек и собак до трупов из моргов. До сих пор такую странную форму полифагии еще не удалось объяснить. 468. Рыба паку. Такие рыбы с зубами, как у человека, действительно пугают. Они встречаются в Южной Америке, хотя один зубастик как-то заплыл и во Францию. Также в Папуа, Новая Гвинея, были случаи, когда мужчинам рыбы откусывали интересные места. Купаться там точно не надо. 469. УВБ-76. Вспомни жуткую сцену из фильма «Остаться в живых», где в пустоте слышно необъяснимое гудение. Только сейчас речь пойдет о реальной вещи. УВБ-76, или в народе жужжалка, радиостанция, которая на протяжении дня транслирует короткие жужжания, в среднем 25 раз в минуту. Истоки и назначения станции всегда были неизвестными, что делает это явление одной из необъяснимых тайн мира. 470. Горка эвтаназии. Что это такое перекрученное? Горка эвтаназии – это дизайн стального аттракциона, который буквально сделан для уничтожения людей, едущих по нему. Дизайнер Джулиена Сурбонас с Лондонского Королевского колледжа искусств считает, что горка раскрывает все жизненные ощущения от эйфории до смерти. Сомневаюсь, что кто-то захочет на ней покататься. 471. Тайна Уайхола. В здании Скотланд-Ярда,
В 1888 году были найдены расчлененные останки неизвестной женщины в 3 разных местах, но ее голова, левая рука и правая нога не были найдены вообще. По сей день личность убийцы под большим знаком вопроса. Может, это был Джек-потрошитель? Скорее бы в этом разобрались. 472. Терапия кота Оскара. В одном из реабилитационных центров Роуд-Айленда живет кот с пугающим даром. Он предсказывает смерть пациенту. Еще в 2010 году кот указал на грядущую смерть приблизительно 50 неизлечимо больным пациентам. Оскар не ошибается в предсказаниях. Если он в течение длительного времени находится возле пациента, пора уведомлять родственников. Такого котика даже погладить страшно. Кстати, у нас есть целое видео со 170 интересными фактами о котах. 473. Некоторые виды грибков могут заражать муравьев, захватывая их сознание. Муравьи превращаются в зомби и делают все, что нужно для успешного роста и размножения захватчика. Так, например, насекомые против своей воли забираются на высокие ветки, вгрызаются в них и остаются висеть так до тех пор, пока не погибнут. Грибок в это время использует тела жертв в качестве питательной среды, выпуская споры в окружающую среду. 474. Если вы когда-нибудь говорили, что на даче вас сжирают комары, поверьте, вы слишком преувеличиваете. Скафизм – древнеперсидская форма жестокой казни. Преступников запирали между 2 деревянных лодок так, чтобы голова и конечности оставались снаружи. Затем обливали молоком, обмазывали медом и отправляли в плавание по водоему. За несколько часов вокруг жертвы собирался рой насекомых, среди которых были комары, которые буквально кусали человека до полусмерти. 475. В 1800-х годах зубные протезы изготавливались из настоящих зубов умерших людей. 476. Отрубленная человеческая голова может оставаться в сознании до 20 секунд, пока мозг не умрет от недостатка кислорода. Так, существуют исторические данные о том, что после обезглавливания английский король Карл I и королева Анна Болейн еще шевелили губами, будто пытаясь что-то сказать. 477. Когда трейлер к фильму «Экзорцист» 1973 года стали показывать в кинотеатрах, люди были настолько напуганы, что выбегали из зала. В конце концов, ролик перестали крутить в кино. 478. В Древнем Риме верили, что выпив кровь мертвого гладиатора, можно обрести его силу. А ученый Плиний Старший писал: «Кровь гладиаторов – глоток жизни для эпилептиков». Римские врачи действительно считали кровь павшего воина лекарством, способным излечить от различных болезней, в частности от эпилепсии. 479. Есть мнение, что книга «Крушение Титана» или «Тщетность» предсказала крушение «Титаника» в 1912 году. Произведение, рассказывающее о непотопляемом корабле, столкнувшемся с айсбергом, было написано за 14 лет до реальной катастрофы. Причем в тексте отмечалось, что многие пассажиры погибли из-за нехватки спасательных шлюпок. Совпадение? Не думаем. Кстати, у нас есть целое видео со 100 интересными фактами о крушении «Титаника». 480. Павелия – один из островов Венецианской лагуны с жутчайшей историей. В XVIII веке его территория стала огромным карантинным-изолятором для моряков, приплывающих в Венецию. Когда у нескольких путешественников была обнаружена чума, Павелью полностью закрыли, считалось, что там неизлечимо больные люди мучились, доживая свой век. Позже на острове была открыта психиатрическая больница, просуществовавшая до 1968 года. 481. Актер Белла Лугоши был наиболее известен по роли Дракулы. Во время его похорон в 1956 году актер Петер Лорри тихонько спросил у коллеги Винсента Прайса: «Может на всякий случай вонзить кол ему в сердце?» 482. Могила Каролины Вальтер во Фрайбурге, Германия.
Она умерла от туберкулеза в 1867 году, и с тех пор на ее могиле каждый день появляются свежие цветы. 483. В 1871 году женщина из Квебека наняла катафалк с единственной целью – прокатиться по городу в гробу, покуривая сигаретку и наслаждаясь видом. 484. Работы Анны Коулман-Летт, 1918 год. Слепки в верхнем ряду сделаны с изувеченных лиц солдат Первой мировой войны. В нижнем ряду показаны их лица до травм, сделанные по довоенным фотографиям. Протезы на столе предназначены для закрытия изуродованной части лица. 485. Викторианские закрытые могилы. Из страха быть погребенным заживо на гробнице устанавливали уже запертые двери, а единственный ключ оставляли в руке трупа. 486. Этот гроб для 3 человек был сделан на заказ для скорбящей пары, потерявшей любимую дочь. Они намеревались покончить жизнь самоубийством и быть похороненными вместе с ней. Они так и не вернулись за гробом, и теперь он выставлен в Национальном музее истории похорон в Хьюстоне, штат Техас. 487. Это трон, вырезанный в стволе дерева в Киндале, Англия, в 2012 году, художником Энди Леви. Замысловатые детали представляют семью Пар, которая жила в замке Киндал в XVI веке. Екатерина Пар была 6-й и последней супругой Генриха VIII. 488. Чтобы защитить авторские права на свою уникальную внешность, профессиональные клоуны представляют ее группе Clowns International, которая рисует их лица на яйцах и регистрирует их в реестре яиц клоунов музея в Лондонской церкви Святой Троицы, где в 1837 году был похоронен клоун Гримальди. 489. Если долго смотреть в центр этой исцеляющей сетки, ваш мозг начнет исправлять несовершенство, потому что наша реальность – ложь. 490. Это фотография проповедника 1911 года. Он носил маску в виде черепа, ходил по городу и читал проповеди о смерти. 491. Это фото могил, украшенных козьими рогами, на Нахурском кладбище в Туркменистане. Рога являются частью местной традиции и предназначены для защиты от зла. 492. Это фото забальзамированного человеческого сердца в свинцовом футляре в форме сердца. Найдено в средневековом склепе Церкви Христа, Корк, Ирландия. 493. Коровы-убийцы. Еще один печальный и в то же время страшный факт: у вас больше шансов быть убитым коровой, нежели акулой. Корова может забодать вас, когда вы просто прогуливаетесь по полю. 494. Кладбище в океане. Каждый раз, когда вы купаетесь в океане, знайте, что вы плаваете на кладбище. Сотни тысяч людей были потеряны или специально похоронены в море. Возможно, этот страшный факт не отвадит вас от купания в теплом океане. 495. Многие шампуни, мыло, краски для волос и другие косметические продукты содержат канцерогены, которые могут вызвать рак. 496. Игра в гольф может стать смертельной. Один игрок, разозлившись, швырнул свою клюшку на скамейку так, что ее ствол сломался и отскочил назад, пронзив его сердце. То же самое произошло еще как минимум с 3 людьми. 497. В случае угрозы лебеди могут быть очень агрессивными. Зафиксированы случаи, когда они опрокидывали лодки, нападали на людей на гидроциклах и душили собак до смерти. 498. 500 граммов арахисового масла могут содержать до 150 фрагментов насекомых и 5 волосков грызунов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США говорит о том, что на каждые полкило арахисовой пасты может приходиться до 5 волосков грызунов, которые попадают в переработку, в смысле волоски, а не грызуны, еще на этапе сборки урожая. Это не значит, что они там обязательно будут,
тем не менее такая вероятность существует. 499. Горящие свечи ежегодно вызывают десятки тысяч пожаров в домах и квартирах. 500. Застежка-молния – самая частая причина травм полового органа у мужчин. Каждый год из-за травм половых органов, связанных с застежкой-молнией, несколько тысяч мужчин обращаются за неотложной помощью. 501. Если вы носите кольцо, количество микробов, живущих под ним, может достигать 730 миллионов, это как все население Европы в пересчете на людей. 502. Кровати могут стать причиной гибели. Только в США ежегодно от падения с кровати умирает 600 человек. 503. Продукты красного цвета, такие как фруктовый пунш и клубничный йогурт, часто окрашивают кармином, который получают из измельченной кошенили, это такие насекомые, жучки. 504. В России падающие сосульки ежегодно убивают около 100 человек. 505. В США ванны убивают около 340 человек ежегодно. Фактически, американцы в 25 раз чаще тонут в собственной ванне, чем погибают от рук террористов. 506. Как только молния попадает в конструкцию, она может проходить через электрическую систему, телефонные линии, водопровод и даже и радиоантенны и кабели. 507. Переписка в телефоне за рулем ежегодно убивает около 6000 человек только в США. 508. Кандиру – крошечная паразитическая пресноводная рыба, обитающая в Южной Америке, по общему мнению, способна следовать за потоком мочи к ее источнику, где она входит в тело через уретру и раздувает свои зазубренные плавники, удерживаясь в плоти. 509. В 1998 году в США на работе было убито больше сотрудников фастфуда, чем полицейских. В среднем от 4 до 5 работников фастфуда убивают каждый месяц, обычно во время ограблений. 510. Космос воздействует на гены человека. Астронавт Скотт Келли пробыл в космосе всего 1 год, за это время экспрессия его генов изменилась настолько, что его ДНК стала отличаться от ДНК его брата-близнеца. 511. Люди чаще всего давятся зубочистками. Ежегодно травмы из-за зубочисток получают десятки тысяч человек. 512. В США 12 тысяч человек ежегодно умирают после падения с лестницы, причем половина этих смертей происходит дома. 513. В XIX веке в Массачусетсе от туберкулеза умерли муж с женой и их дочь Мерси. В живых остался лишь их сын Эдвин, но его ждала трагическая судьба. Соседи верили в то, что Мерси была вампиром, и заставили мальчика выпить растворенный в воде ее прах. Вскоре после этого Эдвин скончался. 514. Сони Грэм нуждался в пересадке сердца, которая досталась ему от донора Терри Котла, покончившего жизнь самоубийством. Когда он пошел на поправку, то познакомился с вдовой покойного Терри и вскоре женился на ней. Закончилась эта история тем, что Сони убил себя таким же способом, как и Терри. 515. Американский музыкант Трент Резнор, основавший индастриал-рок-группу Nine Inch Nails, написал свой популярный альбом The Downward Spiral в доме, где была жестоко убита актриса и модель Шерон Тейт. 516. Последним человеком, с которым при жизни был сфотографирован Джон Леннон, был его убийца, Марк Чепмен. 517. Голова короля Генриха IV после его убийства в 1610 году попала в руки коллекционера, который приобрел ее на аукционе. 518. Один из участников телешоу «Хватай не глядя» обнаружил в купленном им гараже труп женщины. Оказалось, что тело принадлежало жене бывшего владельца, который убил ее и спрятал здесь. 519. Серийный убийца Родни Джеймс Алкала продолжал убивать людей, снимаясь в популярном американском телешоу The Dating Game. 520.
В знаменитом аттракционе Диснейленда «Пираты Карибского моря» использовались настоящие скелеты. Инженеры из Дисней осмотрели искусственные скелеты, которые были привезены изначально, и решили, что они недостаточно жуткие. Возможно, это связано с тем, что искусственные скелеты в 1960-х годах были не такими убедительными, как сейчас. Чтобы создать более реалистичный эффект, инженеры Дисней обратились за помощью к анатомическому отделению Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе для получения настоящих скелетов. Постепенно они заменили настоящие скелеты на искусственные, но многие считают, что в аттракционе остались настоящие скелеты. В любом случае, этот жуткий факт о аттракционе «Пираты Карибского моря» настолько же увлекателен, насколько и страшен. 521. Ящерица просинохаема имеет зеленые кости, мышцы и даже зеленый язык. Кроме того, у нее зеленая кровь, и она чрезвычайно ядовита. 522. Когда лягушку рвет, весь желудок извергается и свисает изо рта. Затем лягушка вычищает содержимое лапками и проглатывает свой желудок обратно. 523. История полна интересных и жутких видов лечения. Древние египтяне измельчали глаз свиньи и смешивали его с красной охрой. Они выливали смесь в уши пациента, как лекарство от слепоты. 524. Когда обнаружилось, что жена Петра Великого изменила ему с другим мужчиной, Петр Великий убил этого человека. Он заставил свою жену держать голову любовника в банке с алкоголем в своей спальне. Голова теперь хранится в музее Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. 525. С 1950 года бесследно исчезли 8 ядерных бомб. 526. По статистике, у мужчин больше шансов быть убитыми незнакомцами на улице, а у женщин родственниками у себя дома. 527. Фильм Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов» основан на реальной истории. Режиссер Крейвен рассказал, что вдохновением для создания культового фильма-слэшера послужила история, которую он прочитал в газете LA Times. Мальчика мучили тревожные кошмары, и он несколько дней не мог заснуть от страха. В ту же ночь он умер во сне от переутомления, но только после того, как посреди ночи позвал на помощь из-за своих кошмаров. 528. Есть синдром Капгра, когда тебе кажется, что всех родственников и друзей подменили. Этот синдром может испытывать совершенно здоровый человек под воздействием запрещенных веществ. 529. Панды едят мясо. Около 2 миллионов лет назад гигантские панды почти полностью переключились на вегетарианскую диету. Почти, но не совсем. На самом деле строение их пищевого тракта больше похоже на кишечник хищников, чем травоядных. Поэтому при случае панды вполне могут полакомиться мясом. Они ловят мелких грызунов или отщипывают кусочек от добычи других хищников. Более того, когда зоологи ловят панд, они используют кусочек мяса в качестве приманки. 530. Мармеладки сделаны из костей. Это довольно известный факт, но все равно находятся люди, которых он шокирует. Да, желатин делают из костей животных. Когда-то французский химик Жан Дарси изобрел способ получения желатина для того, чтобы использовать его как дешевый продукт питания в благотворительных учреждениях. Так что желе и мармелад по сути мясное блюдо, и вегетарианцам их нельзя. 531. Жрецы ацтеков верили, что слезы детей могут остановить засуху. Жрецы ацтеков верили в силу человеческих жертвоприношений, и многие из их ритуалов предусматривали принесение в жертву женщин и детей, чтобы служить своему богу солнцу Уицелопочтли. Когда наступала засуха, жрецы ацтеков приносили в жертву детей, потому что верили, что их слезы могут вызвать дождь. 532. Каждому, кто хоть раз катался на аттракционах, особенно крутых американских горках, знакомо странное ощущение в животе. На самом деле это смещаются ваши внутренние органы, особенно те, что не закреплены связками, например, кишечник. 533.
Если натереть подошвы ступней чесноком, то где-то через полчаса вы почувствуете его вкус во рту. В чесноке есть вещество, которое проникает через клеточные мембраны, поднимается по кровотоку и достигает вкусовых рецепторов. Таким образом, чеснок можно попробовать ногами. 534. Желудок непрерывно переваривает сам себя. Кислота в желудке настолько сильная, что теоретически может растворить металл, поэтому ваш желудок постоянно борется с ней, чтобы не переваривать самого себя. Как же он это делает? Кислоту в основном сдерживает желудочная слизь. Кроме этого, клетки, выстилающие стенки желудка, активно воспроизводятся, заменяя клетки, которые разрушаются в ходе повседневной работы и естественного износа в агрессивной среде. Итого каждые 3 дня у нас появляется абсолютно новая слизистая оболочка желудка. 535. Если не давать человеку спать и при этом не кормить, он умрет от недосыпа раньше, чем от истощения. 536. Мужчины могут производить молоко, и это гораздо более частое явление, чем кажется. Большинство мужчин просто стыдятся в этом признаться. Мужская лактация может быть вызвана голоданием, это наблюдалось у узников концлагерей, когда их впервые покормили после нескольких недель голода. 537. Поскольку в ходе эволюции мы стали прямоходящими, таз и родовые пути женщин сильно сузились, а это значит, что им приходится терпеть едва ли не самые болезненные роды на планете. В связи с этим, в 1780 году во время родов женщинам отпиливали часть тазовой кости бензопилой, чтобы облегчить этот процесс. 538. Мозг не чувствует боли. Вы когда-нибудь задумывались, как нейрохирургам удается оперировать пациентов во время их бодрствования? Невролог и руководитель диагностического отдела в медицинской компании Abbott Маквистон объясняет, несмотря на то, что мозг имеет слои кровеносных сосудов с болевыми рецепторами, в самом органе этих рецепторов нет. Например, когда у человека болит голова, он думает, что боль исходит прямиком от головного мозга, но на деле это не совсем так. Болевые ощущения испытывают окружающие орган мышцы и кожа. В мозгу нет болевых рецепторов, поэтому люди могут бодрствовать и спокойно разговаривать с врачами, пока те проводят им операцию на головном мозге. 539. В очень редких случаях то, что можно принять за обычные выделения из носа при насморке, это мозговая жидкость, которую выпускает мозг, чтобы снизить давление. 540. В ходе подготовки к операции вам чуть ли не первым делом чистят пупок, поскольку там может скапливаться до 67 видов бактерий. 541. Когда вы дышите, большая часть воздуха входит в одну ноздрю и выходит из другой, и они меняются ролями каждые пару часов. 542. Человек производит больше ушной серы, когда испытывает стресс, и эта ушная сера от стресса пахнет гораздо хуже обычной. Кроме того, ее количество увеличивается и от использования наушников-вкладышей. 543. Вода, которую вы пьете, скорее всего уже побывала внутри кого-то или чего-то еще. 544. Если кто-то чихнул вам в лицо, он запустил в вас микробы со скоростью 160 км в час. Кашель в сравнении не так уж и плох, всего 100 км в час. 545. В 1800-х годах произошла геомагнитная буря, вызванная солнечной активностью, когда телеграфы работали сами по себе без электричества. Если подобное повторится, это уничтожит все возможности нашей интернет-сети и другое электрическое оборудование. Оно называлось событие Кэррингтона. 546. Если у вас диагностировали болезнь Альцгеймера в 65 лет, значит вы болеете им как минимум с 40 лет. И вы испытывали очень легкие симптомы, но просто их не замечали. К тому же ваш мозг изо всех сил боролся, чтобы компенсировать дефицит. Когда вам ставят диагноз, ваш мозг уже очень сильно поврежден и никогда не оправится от дефицита. 547. Когда создавалась атомная бомба, ведущие ученые того времени, связанные с этим проектом,
должны были рассчитать воспламеняемость атмосферы Земли, чтобы гарантировать, что взрыв бомбы не вызовет воспламенения атмосферы. Когда первая атомная бомба была взорвана, ученые еще не ответили на этот вопрос, а это значит, что мы буквально тупо скрестили пальцы и понадеялись, что не подожжем эту чертову планету. 548. Темная эра Вселенной. Когда все звездное топливо исчезнет, а оно исчезнет, и все белые карлики станут холодными и темными, а они станут, а все черные дыры испарятся в элементарные частицы, а так и будет, Вселенная станет холодным, темным местом. Навсегда. 549. Марианская впадина настолько глубока, что в ней поместится Эверест. Даже если вы встанете на вершине, у вас над головой все равно еще останется куча места до поверхности океана. 550. Зона субдукции северо-западного побережья Тихого океана составляет 965 километров, и она уже примерно на 70 лет запаздывает с землетрясением магнитудой от 8,8 до 9,2, и ничего из того, что построено на этом побережье, не сможет перед ним устоять. С момента контакта с европейцами на этом побережье никогда не было сильных землетрясений, поскольку последнее сильное землетрясение произошло в 1700 году. В отличие от Японии, где в 2011 году произошло аналогичное землетрясение, северо-запад Америки не готов к нему, и постройки здесь не готовы к тому, что грядет. В скором времени Сиэтл, Ванкувер, Портленд и Виктория накренятся на 2 метра вглубь суши, в течение 5-7 минут будут сильно трястись, а затем их поразит цунами высотой 30 метров. По прогнозам, землетрясение убьет десятки тысяч людей, вытеснит миллионы и уничтожит триллионы долларов. Вторая по величине гуманитарная катастрофа в истории Северной Америки, уступающая только Гаити. И кажется, что все вокруг тупо делают вид, что этого не будет. 551. Вирусы не могут быть классифицированы как живые организмы, однако они ведут себя так, как будто полностью осознают свое окружение и эволюционируют, чтобы приспособиться к нему. Они ведут себя так, как будто у них есть мозг, но это всего лишь нуклеиновые кислоты. 552. Бананы радиоактивны. Да, твои любимые фрукты излучают радиацию, так как содержат в своем составе калий-40. В ядерной энергетике есть даже шуточный термин «банановый эквивалент», когда радиоактивный источник для близкой аналогии сравнивают дозой, содержащейся в обычном банане. Но можешь не беспокоиться, так как уровень радиации в них настолько незначительный, что не может привести ни к лучевой болезни, ни к мутации. Кстати, помимо бананов, уровень радиации выше среднего имеют картофель, бобы, орехи и семена подсолнечника. 553. Ты чувствуешь запах молекул, попавших в твой нос. Так, например, если ты зашел в общественный туалет и ощущаешь невыносимо отвратительный аромат только что наваленной кучи, просто знай, что молекулы этой субстанции витают в воздухе, и когда они попадают в твой нос при вдыхании воздуха, ты чувствуешь эту вонь. И это относится к любому другому запаху. То есть запах – это не какое-то абстрактное действие, а соприкосновение молекул с обонятельными рецепторами. 554. Во рту живет множество микроорганизмов. Точное их количество посчитать сложно, но известным фактом является то, что их около 300 различных видов. Среди них есть и бактерии, и вирусы, и простейшие микроорганизмы. Большинство из них симбиоты, которые никак не вредят человеку. 555. Коалы могут подарить тебе хламидии. Эти милые существа, которые похожи на плюшевых мишек, в дикой природе разносят достаточно опасные болезни. Так что если будешь гулять в заповеднике за границей, к примеру, поедешь в отпуск в Австралию и увидишь одного из этих симпатичных медведей, не стоит приближаться к нему, так как он может принять себя за хищника и поцарапать. В порез могут попасть продукты его жизнедеятельности. Опасность в том, что в моче коалы содержатся хламидии, которые вызывают известное ЗППП хламидиоз. А потом попробуй объяснить своей подруге,
что просто не поладил с животным в парке. 556. Гамма-лучи могут уничтожить человечество в любой момент. Какое-то время все взгляды человечества были прикованы к теме коронавируса, который неуклонно захватывал все больше территорий. И если его распространение хотя бы можно было спрогнозировать, то вот узнать о том, когда по Земле шарахнет гамма-лучами, не получится. Они в огромных количествах испускаются при взрывах сверхновых. К слову, это явление происходило в недалеком, по меркам истории Земли, прошлом примерно 2,6 миллиона лет назад. Звезда, находящаяся где-то в 150-200 световых годах от нашей планеты, взорвалась и, по мнению ученых, могла стать причиной массового вымирания животных. 557. Яички очень хрупкие. Даже писать об этом больно, но их можно раздавить при должном усердии. Да, сделать это рукой будет сложно, но это возможно. То есть в перспективе твоя подруга, которая имеет сильные руки, после очередной ссоры может схватить тебя за самое ценное и, применив максимальное усилие, раздавить их. Кстати, слишком сильное давление, даже если оно не приведет к разрыву яичек, вполне может убить тебя. Дело в том, что при таком давлении организм выбрасывает в кровь огромное количество адреналина, и еще бы, единственное, о чем он думает, это скорее убежать от причины боли, что может привести к инфаркту. Нередко разрыв яичек происходит из-за сильного удара в лобковую зону при ДТП, на мотоцикле или велосипеде. Еще один повод быть как можно более осторожным и соблюдать правила дорожного движения. 558. Каждый день на поверхность нашей планеты осыпается космическая пыль, примерно 100 тонн межпланетного материала. Самые мелкие частицы выделяют кометы, когда их лед начинает испаряться с приближением к Солнцу. 559. Глаза в бассейне краснеют не от хлора. Многие думают, что раздражение кожи и глаз после бассейна происходит из-за известного средства для дезинфекции хлора. Но на самом деле хлор связывается с мочой, а если точнее, то с азотом, содержащимся в ней, и образует хлорамин. И уже это вещество вызывает раздражение. Так что если ты чувствуешь, что твоя кожа покраснела и сохнет, а глаза чешутся и похожи на похмельные, стоит сменить бассейн на другой, так как в него регулярно мочится в большом количестве. 560. Земля усеяна трупами. Неприятно знать, что твой дом построен на каком-нибудь древнем захоронении или находится недалеко от действующего кладбища. Но зачем об этом думать, если по сути наша планета – это гигантский могильник? Бюро Population Reference Bureau подсчитало, что на Земле жило около 106 миллиардов людей, и на данный момент из этого числа живы только примерно 7%. Остальные десятки миллиардов похоронены в Земле или захоронены любым другим способом и разбросаны по всей территории нашей планеты. 561. Пожилые люди настолько часто умирают в круизах, что на борту каждого круизного лайнера обязательно есть морг. 562. Один альпинист, Дэвид Шарп, начал замерзать на Эвересте так близко к месту, где находилось замерзшее тело, используемое как ориентир, что 40 человек просто прошли мимо него. Когда кто-то наконец понял, что Шарп все еще жив, было уже слишком поздно. 563. Последняя казнь с использованием гильотины состоялась в 1977 году во Франции. 564. Раз уж речь зашла о казнях, один из методов казни в Древнем Риме заключался в том, что человека избивали, а затем зашивали его в мешок вместе с живой собакой, змеей, обезьяной и курицей, после чего мешок бросали в океан. 565. Согласно статистике, каждый день от голода умирает около 25 тысяч человек, включая 10 тысяч детей. И это не потому, что в мире не хватает еды, а из-за того, как ее распределяют. Хуже того, каждый год пропадает или выбрасывается около 1,3 миллиарда тонн продуктов. 566. Во многих европейских странах раньше существовали человеческие зоопарки.
По сути, это были небольшие искусственные деревни, где коренные народы разных мест, чаще из Африки, имитировали образ жизни, который был им присущ по мнению жителей этих стран. Многие из них умирали в этих деревнях. Иногда людей выставляли в клетках, часто обнаженными. Одного мужчину держали в клетке с орангутангом в зоопарке Бронкса, демонстрируя, что он является эволюционным связующим звеном между орангутангами и современными людьми. Последний человеческий зоопарк существовал в Бельгии в 50-х годах XX века. 567. Это случается редко, но если неправильно хрустнуть шеей, это может привести к инсульту. 568. Лечение бешенства после того, как вирус уже проявился, не существует. Смертность от бешенства составляет 99,9%, и это выше, чем от любой другой болезни. 569. Королевские кобры могут рычать. 570. Яд некоторых видов змей может так быстро сворачивать кровь, что она превращается в желе. 571. Белки не травоядные, они всеядные. Иногда они убивают и поедают других животных, например, бурундуков. 572. Морские звезды переваривают пищу вне своего тела. По сути, они выплевывают собственный желудок и выделяют ферменты, которые переваривают и разжижают добычу, после чего всасывают ее в тело. 573. На Венском кладбище продают похоронные наборы Лего. 574. Наш мозг таит в себе множество загадок, и их не меньше, чем скрывают в себе мировые океаны и наша Вселенная. Но несмотря на это, мы уже многое знаем о нем. Например, ученым известно, что он состоит примерно из 86 миллиардов нейронов. Впрочем, это еще не все удивительные факты о нашем мозге. Мозг человека не переходит полностью в режим сна, оставаясь полусонным, когда впервые засыпает в новом месте. Как он это делает? Одно полушарие бодрствует больше, чем другое. В исследовании университета Брауна ученые обнаружили, что когда человек ложится спать в незнакомом месте, чаще всего у него бодрствует левое полушарие головного мозга. 575. Когда мы кому-либо помогаем, мы испытываем те же чувства, которые получаем при удовольствии или вознаграждении. Есть такой психологический эффект, называемый кайфом помощника, который проявляется, когда мы кому-то помогаем. Оказывается, когда мы оказываем помощь, в нашем мозгу высвобождаются те же вещества, что и при получении удовольствия или получении за что-то денег, награды или вознаграждения. Ученые считают, что такие вещества улучшают психологическое состояние человека, поддерживая его крепкое здоровье. Есть данные, что частая помощь другим людям приводит к увеличению продолжительности жизни. 576. Почему во время разговора по телефону мы ходим туда-сюда? Оказывается, так наш мозг компенсирует недостаток визуальной стимуляции во время общения с другими людьми, которых мы не видим, когда говорим по телефону. 577. Когда мы спим, мы в буквальном смысле промываем свой мозг. Как известно, есть много причин, почему глубокий и спокойный сон необходим для нашего физического и психического здоровья. И вот недавно этот список пополнился еще одним плюсиком за здоровый и крепкий регулярный сон. Ученые выяснили, что когда мы засыпаем, наш организм запускает поступление в головной мозг ритмичных волн крови и спинномозговой жидкости. По всей видимости, эти жидкости функционируют подобно циклам полоскания белья в стиральной машине. По мнению специалистов, так наш мозг очищается от токсинов и других вредных продуктов жизнедеятельности, которые накапливаются в течение дня, когда мы бодрствуем. 578. Когда собаки и люди смотрят друг на друга, мозг вырабатывает окситоцин, тот же самый гормон связи, который синтезируется в организме матери и ребенка, когда они смотрят друг на друга. Кстати, это открытие ученых может частично объяснить, почему именно собаки стали нашими спутниками в жизни еще тысячи лет назад. 579.
Почему мокрое кажется мокрым? Оказывается, у человека нет специального чувства ощущения влажности, влаги, воды. Дело в том, что наша кожа не имеет для этого специальных рецепторов. Но как же тогда мы ощущаем мокрое? Британские исследователи предполагают, что восприятие влаги связано с нашей способностью ощущать холодную температуру и тактильными ощущениями, такими как давление и текстура. Понятие же влажности, на самом деле, возможно, это своеобразный трюк нашего мозга, который создает иллюзию восприятия на основе нашего предыдущего опыта со стимулами. 580. Нейроны в мозге могут передавать информацию со скоростью до 430 км в час. Кстати, скорость варьируется в зависимости от того, какой именно сигнал они посылают. Например, сенсорные рецепторы посылают сигнал со скоростью около 241 км в час, а болевые рецепторы всего со скоростью около 3,2 км в час. 581. У нас в голове в течение дня появляется от 20 тысяч до 60 тысяч мыслей. 582. Беспокойтесь о том, что о вас думают другие, а зря. Есть исследования о том, что люди часто накручивают себя, думая о том, как выглядят в глазах окружающих. Оказывается, мы склонны преувеличивать свои промахи, ошибочно полагая, что люди о нас плохого мнения. 583. Человеческий мозг состоит из 86 миллиардов нейронов, что может показаться впечатляющим, но это не так. Вы сразу же перестанете чувствовать себя королем Вселенной, когда узнаете, что, например, мозг слона имеет 257 миллиардов нейронов и его размер в 3 раза больше, чем у человека. 584. Когда два музыканта играют вместе, их мозговые волны синхронизируются. Ученые провели исследования и выяснили, что человеческий мозг может проявлять синхронную колебательную активность с другими людьми. Так, во время эксперимента специалисты изучили электроэнцефалограмму мозга 12 гитарных дуэтов, установив, что когда люди играют в паре и когда нужна особо строгая и сложная музыкальная координация для игры на музыкальных инструментах, мозговые волны музыкантов синхронизируются. 585. Эмоциональная и физическая боли активируют одинаковые области мозга. Когда люди чувствуют эмоциональную боль, активируются те же области мозга, что и при физической боли. В одном исследовании эти области активировались, когда люди испытывали экспериментальное социальное неприятие со стороны сверстников. В другом эксперименте те же области мозга также активировались, когда люди, недавно расставшиеся со своими партнерами, просматривали фотографии своих бывших. Когда же нам что-то причиняет физическую боль, в нашей голове также наблюдается активизация тех же участков мозга. Во время исследования одной группе давали парацетамол, который обычно облегчает физическую боль, а другой давали пустышку, плацебо. В итоге ученые выяснили, что те, кто принимал лекарства, меньше испытывали чувство обиды. 586. Человеческий мозг – самый мощный компьютер во Вселенной. При вычислительной скорости, эквивалентной примерно 10 триллионам вычислений в секунду, человеческий мозг является самой мощной вычислительной машиной в мире из известных на сегодняшний день. Причина, по которой наш мозг настолько превосходит мозги других видов, заключается в том, что у нас есть руки, запястья и язык, которые позволяют нам, во-первых, использовать инструменты, ну а во-вторых, и самое главное, мы научились общаться друг с другом. 587. Взрослые люди моргают 10-15 раз в минуту. Младенцы и дети моргают от 1 до 3 раз в минуту, подростки от 3 до 10 раз. Взрослые моргают почаще до 15 раз в минуту. Никто не знает, почему происходит смена частоты моргания с возрастом, но, похоже, детям по какой-то причине не нужно держать глаза настолько влажными. Ученые предполагают, что это происходит потому, что рефлекс регулируется дофамином, одним из гормонов и нейромедиаторов системы вознаграждения мозга. Дофамин лежит в основе множества других функций,
от контроля движений и гормонального фона до обучения и мотивации. Таким образом, частота моргания младенцев может кое-что сказать о развитии дофаминовой системы и, возможно, даже отражать индивидуальные различия в некоторых аспектах нервной системы младенцев. 588. Человеческий глаз способен различать около 1 миллиона цветов. Здоровый человеческий глаз имеет 3 типа колбочек, каждый из которых может различать порядка 100 разных цветовых оттенков, поэтому большинство исследователей сходятся во мнении, что наши глаза в общем могут различить примерно 1 миллион оттенков. Тем не менее, восприятие цвета – это довольно субъективная способность, которая варьируется от человека к человеку, поэтому определить точные цифры попросту невозможно. Например, женщины способны видеть больше оттенков цветов, чем мужчины, благодаря особому строению этих самых колбочек. 589. Все планеты Солнечной системы могли бы уместиться между Землей и Луной. Расстояние между Землей и Луной – 384 440 километров. Диаметр Меркурия – 4879 километров, плюс диаметр Венеры – 12104 километра, плюс диаметр Марса – 6771 километр, плюс диаметр Юпитера – 138 350 километров, плюс диаметр Сатурна – 114 630 километров, плюс диаметр Урана – 50 532 километра, плюс диаметр Нептуна – 49 105 километров. Остается еще целых 8069 километров. 590. У людей есть линии на коже, прописанные в ДНК, они называются линиями Блашка и образуются на путях миграции эмбриональных клеток. Оказывается, полосы присутствуют не только на теле у тигра, кожа человека имеет похожий полосатый рисунок. Мы просто этого не видим до определенного момента, который у большинства никогда не наступает. Эти полосы на нашем теле называются линиями Блашка. Содержатся они изначально в ДНК каждого человека. Образуют V-образную форму на спине, форму завитков на боках и плечах и волнообразную на голове. Естественно, встречаются и у животных. Образуются по мере деления клеток и роста нашего тела в утробе матери. Эти ряды клеток, включая клетки кожи, выглядят одинаково и поэтому не видны в обычном случае, но могут показывать себя из-за некоторых высыпаний, которые могут проявляться строго по этим линиям, делая их видимыми. А иногда их можно разглядеть при достаточно мощном ультрафиолетовом свете. 591. Человеческое тело обычно использует только 30% силы мускул. Единственный раз, когда ваше тело активизируется на полную мощность, это когда речь идет о жизни или смерти. Цена полной мышечной силы – это разорванные мышцы, переломы костей, стресс и другие возможные травмы. 592. При беге на дальние дистанции человека не сможет победить ни одно животное в мире. Одна из причин, по которой люди эволюционировали как доминирующий вид на планете, заключается в том, что мы являемся уникальными бегунами на длинные дистанции. Когда дело доходит до выносливости, у людей нет конкурентов. Мы можем бежать дольше, чем любое животное на планете. Наше секретное оружие, наши потовые железы, которые позволяют нам одновременно бежать и охлаждаться. Наши длинные ноги, которые позволяют нам делать длинный, устойчивый шаг. И наше вертикальное положение. Таким образом, наша способность легко бегать на большие расстояния превратила всех животных в добычу или жертву, что помогло нам стать доминирующим видом на Земле. 593. Еще одна из причин доминации человеческой расы в мире заключается в том, что все мышцы у нас в теле работают совместно. Наши мышцы имеют лучший баланс между силой, ловкостью и скоростью. Что касается самых сильных мышц нашего тела, то икроножная мышца – это мышца, способная оказывать наибольшую силу, а челюстная мышца – это мышца, способная оказывать наибольшее давление. Язык также крайне универсальная мышца, а самая большая мышца в организме человека – ягодичная. Да, многие другие виды на Земле способны быть лучше нас в чем-то одном,
или схожи по возможностям между собой, но ни один из этих видов не имеет столь удачного баланса наших мышц. 594. Структура рук и суставов людей гораздо более развита, чем у других существ. Функциональность рук и запястья еще одна из причин, по всей видимости, одна из главных, по которой мы смогли эволюционировать в качестве доминирующего вида на планете. Если бы наши суставы рук и запястья не были настолько развиты, мы бы не были на таком функциональном уровне, как сейчас. Суставы запястья и руки настолько сложны, что при повреждении запястья вылечить его при сложной травме будет практически невозможно. Поэтому берегите свои руки. 595. В процессе эволюции оба пола формировали друг друга психологически. В принципе, то, как мужчины и женщины развивались вместе, побудило мужскую часть населения развить в себе способы защиты, что сделало их доминирующими охотниками, а женское тем временем эволюционировало в мастера продолжения рода и ухода за детьми. Поэтому, поскольку мужчины создали безопасное пространство для жизнедеятельности женщин, женщинам удалось развить и отточить свои чрезвычайно сложные функции в качестве основы для расширения человечества. 596. Люди – одни из немногих видов млекопитающих, которые не производят собственный витамин С из-за отсутствия определенного фермента. 597. В человеческом теле столько же волос, сколько у обезьяны. У нас такое же количество волос на теле, как у обезьян. Причина, по которой мы не выглядим такими же волосатыми, как обезьяны, заключается не в том, что у нас меньше волос по их количеству, а в том, что наши волосы намного тоньше и меньше по длине, чем у приматов. Считается, что процесс перехода от толстых волос к тонким произошел около миллиона лет назад, но пока нет единого мнения, почему это произошло. 598. На теле человека находится до 5 миллионов потовых желез. Если мы будем заниматься физической активностью в жаркий день, мы можем потерять от 1 до 3 литров пота. Это в первую очередь будет зависеть от размера тела и возраста, но тем не менее, это больше, чем у любого другого вида на Земле. Более того, некоторые исследования показали, что даже если мы сидим при нормальной температуре, ничего не делая, мы можем потерять более 500 мл пота в сутки. Потрясающая терморегуляция. 599. Человеческое тело излучает свет. Да, вы не ослышались. Так что, по факту, мы буквально сияем. Впрочем, люди не одиноки в этом. Считается, что все живые существа испускают какой-то свет. Но увидеть его можно только при помощи очень чувствительных специальных приборов. Как вы думаете, биолюминесцентные животные, такие, к примеру, как рыбоудильщики, это круто и классно. Хорошие новости для всех тех, кто завидовал этому феномену и с детства мечтал светиться в темноте, как собака Баскервилей из произведения Конан Дойла, посвященного приключениям грозы всех преступников Англии Шерлоку Холмсу. Мы тоже светимся в темноте в результате процесса, называемого испускание биофотонов. Проверить это невооруженным взглядом невозможно. Свечение в 1000 раз слабее того, что мы можем зафиксировать самостоятельно, поэтому доверимся исследованиям ученых. Тем более они доказали, что химические реакции в наших клетках действительно испускают мизерное количество света, которое можно уловить при помощи сверхчувствительных камер. 600. Человеческий глаз по разрешению соответствует 324-мегапиксельной фотокамере. При угле обзора, равном 90 градусов, считается, что разрешение глаза равно 324 мегапикселям, а в дополнение периферическим 576 мегапикселям. Таким образом, фотокамера должна обладать 576 мегапикселями, разрешение 32К, чтобы ее качество соответствовало качеству наших глаз. Чтобы представить это в сравнении, большинство телефонов имеют лишь 12-мегапиксельную камеру, а самая мощная камера в мире может снимать в качестве 400 мегапикселей. Неплохо, но все равно не дотягивает. 601. Просыпаясь утром,
вы будете на 1-2 см выше, чем к вечеру. Сон и горизонтальное положение снимают давление, оказываемое силой тяжести на наши позвоночники, что позволяет нам как бы оказываться выше по утрам. Но в течение дня из-за того, что вес и гравитация наваливаются на наш позвоночный столб, суставы сжимаются, и к вечеру мы возвращаемся в прежнее состояние. 602. Желудок окружен большим количеством мозговых клеток, 500 миллиарда нейронов, столько примерно содержится в мозге кошки. Все это наша энтеральная нервная система. Она контролирует пищеварение, которое действует автономно, имеет собственную память, может управлять рефлексами, у нее даже есть свои сенсоры чувств. Важную роль в ритмической моторной активности этих органов играют такие элементы энтеральной нервной системы, как двигательные нейроны и клетки, водители ритма. 603. Кашель обладает буквально взрывным действием. Среднестатистический кашель позволяет вытеснить более 3000 капель со скоростью 80 км в час. Тем не менее, кашель на самом деле ничто по сравнению с чиханием, которое может выбросить до 100 тысяч капель со скоростью более 320 км в час. Поэтому, пытаясь подавить в себе рефлекс чихания или кашля, делайте это осторожно, чтобы не получить травмы. Как же именно мы чихаем? Человек быстро вдыхает 2,5 литра воздуха. Надгортанник закрывается, голосовые связки смыкаются, так что воздух остается в легких. Затем мышцы живота сильно сокращаются, это приводит к повышению давления в легких примерно до 13 килопаскалей или даже большего. Внезапно голосовые связки и надгортанник открываются, небный язычок опускается, в результате чего воздух под давлением на высокой скорости проходит через трахею, гортань и, наконец, через нос. 604. Раньше у всех людей были карие глаза, но мутация, произошедшая у людей между 6000 и 10 тысячами лет назад, разнообразила цвет радужки глаз. 605. Но сегодня вокруг себя мы видим глаза множества разных цветов. У 79% людей карий цвет глаз, у остальных синий, голубой, янтарный, зеленый или серый. Однако считается, что со временем цвет глаз вновь откатится к карим, а другие цвета постепенно исчезнут в течение последующих нескольких сотен лет. 606. Синовиальная суставная жидкость – это самый скользкий материал на планете. В организме выполняет функцию внутрисуставной смазки, предотвращая трение суставных поверхностей и их изнашивание. Участвует в поддержании нормального трения суставных поверхностей в полости сустава, повышает их подвижность. Обеспечивает питание суставного хряща необходимыми веществами и служит дополнительным амортизатором. 607. Подобно отпечаткам пальцев, у каждого человеческого языка имеется свой уникальный отпечаток. 608. Люди – единственный вид, который может плакать. У многих животных есть слезные железы, но эти слезы служат только для увлажнения глаз. Дело не в том, что у животных нет чувств, а в том, что одним из способов выражения чувств людей является плач. 609. У многих видов могут быть однояйцевые близнецы, но только у людей они рождаются так часто. Большое количество видов может производить однояйцевых близнецов, но, как и у людей, это редкое явление. Никто точно не знает, почему идентичные близнецы редки, есть ли польза от их появления на свет в эволюционном плане и как часто это происходит. 610. Горы на Солнце были бы крошечными. Если наше Солнце когда-нибудь превратится в нейтронную звезду, то гравитация на нем будет настолько мощной, что высота самой большой горы на его поверхности не сможет превысить и 5 мм. 611. Средняя продолжительность жизни человеческого волоса от 3 до 7 лет. 612. У младенцев больше костей, чем у взрослых людей. Пожалуй, один из самых известных для широкого круга людей фактов, о котором мы знаем еще со школьной скамьи. Как известно, у взрослого человека, чей скелет уже сформирован, стандартный набор отдельных костей колеблется
от 205 до 208 штук. Но почему люди в младенческом возрасте отличаются от взрослых своим опорно-двигательным аппаратом? А именно, известно, что скелет новорожденного в среднем обладает от 270 до почти 300 костей. А все это потому, что изначально скелет человека состоит из множества мелких косточек, соединенных в единую гибкую структуру хрящами, которые со временем срастаются в более крупные кости. В основном речь идет о костях черепа, таза и позвоночника. Взять, к примеру, череп, родничок младенцев – это, по сути, хрящ, состоит из остатков перепончатого скелета, который соединяет кости младенца. Это крайне важная часть детского скелета, позволяющая новорожденному появиться на свет и быстро развиваться, в частности давая возможность акселерации роста головного мозга. 613. Аппендикс – не бесполезный атовизм. Аппендикс. Уж сколько проблем доставлял людям этот придаток слепой кишки. И ведь воспаление аппендикса, аппендицит – смертельно опасный недуг, который без оперативного хирургического вмешательства приводит к смерти. В свое время даже практиковали раннее удаление придатка, но врачи пришли к выводу, что такая операция бесполезна и даже вредна из-за возможных осложнений. Оказывается, наш аппендикс – это не бесполезный отросток, а важная часть иммунной системы человека. В настоящее время считается резервным хранилищем для хороших кишечных бактерий, которые помогают при различных расстройствах. Несмотря на то, что у многих людей удален аппендикс, они продолжают жить полноценной жизнью. Как же это происходит? Для борьбы со многими заболеваниями организму нужны полезные бактерии. Хранилищем таких бактерий является аппендикс. Поэтому удалять его нежелательно. Но при необходимости это делать нужно, чтобы избежать плачевных последствий. Вот что говорит по этому поводу Николас Вардаксис, адъюнкт-профессор кафедры медицинских наук Королевского технологического института в Мельбурне. «Я полагаю, что в организме на самом деле должно быть место, где хранились бы такие полезные бактерии. Но нужно учитывать, что в процессе эволюции организм человека совершенствовался и размер аппендикса сокращался. И, вероятно, те бактерии, что были нам нужны когда-то для обеспечения нормальной работы кишечника в первобытных условиях, сейчас уже не нужны в таком количестве». 614. Гусиная кожа – это попытка тела согреться. Уверены, вы видели птиц, которые в холодный ненастный день сидят редком и взъерошивают перья, словно пытаясь себя надуть как шарики. Аналогичные рефлексы есть и у любых других животных, от кошек и собак до волков и медведей, в том числе и людей. Именно это пытается сделать ваше тело, когда вы замерзли или получили сильный эмоциональный заряд, и появляется так называемая гусиная кожа, которая поднимает каждый волосок на теле, чтобы эффективнее задерживать под ними воздух и согреть вас. Конечно, эти мурашки не очень хорошо работают для согревания у людей, поскольку у нас не так много волос на теле, как у многих животных. И если вы присмотритесь, то заметите, что каждая мурашка будет расположена на волосяной фолликуле. Так вот, на самом деле у каждого волоска присутствует крошечная мышца, арректор пили, которая, сокращаясь, поднимает волоски по стойке смирно. 615. Мы дышим только одной ноздрёй, то левой, то правой. Еще один интересный факт, в который не просто поверить. Возможно, вы замечали, что когда вы простужаетесь и у вас закладывает нос, почти всегда одна ноздря оказывается забита, но второй можно дышать, и так они могут меняться до нескольких раз за день. Что происходит? А все потому, что мы дышим только через одну ноздрю, даже когда мы не простужены, и забитая ноздря во время болезни – это как раз та, которая в данный момент находится в состоянии покоя. Это называется назальным циклом, периодическим приливом крови к тканям носовой полости то с одной, то с другой стороны, из-за которых перекрываются левые или правые носовые ходы. И вы можете убедиться в этом сами, поднеся палец к ноздрям. Скорее всего, вы почувствуете более интенсивное дыхание с одной и менее интенсивное всасывание воздуха с другой стороны. Если вы дышите одинаково и левой, и правой ноздрями, скорее всего, вы поймали смену циклов. Подождите немного и снова попробуйте. 616.
У планеты Марс есть собственный тартан. Орнамент тартан также известен как шотландская клетка. Свои тартаны есть у шотландских организаций, мест, кланов. Профессор астробиологии Кокил разработал специальный тартан для исследования и популяризации Марса, состоящий из красного, синего, белого и зеленого цветов. 617. Песчаный портрет шейха Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера ас-Сабаха виден из космоса. Самую большую скульптуру из песка построили в Дубае. 618. Ваша ДНК на 99,9% идентична ДНК другого человека. Вы, наверное, думаете, что сильно отличаетесь от всех остальных, все так думают, но генетически все люди очень похожи. Даже если вы можете охарактеризовать другого человека, как человека, у которого нет вашей ДНК, правда в том, что у всех людей около 99,9% ДНК все же совпадает. Так и получается, что все существующие различия между вами и неприглядным незнакомцем-незнакомкой на улице заключаются в оставшихся 0,1% ДНК. А еще отличие нашего ДНК от ДНК шимпанзе составляет не менее мизерные, по межвидовым представлениям, 1,2%. 98,8% ДНК у нас с шимпанзе одинаковы. 619. Человек не может пощекотать сам себя, так как мозг игнорирует эти действия. Давление на определенные чувствительные части тела может привести к ощущению щекотки. Тем не менее, даже тем, кто больше всего боится щекотки, будет трудно пощекотать самого себя. Это потому, что наш мозг предвидит наши прикосновения, эффективно компенсируя щекотливые прикосновения к своему телу. 620. Ежегодно человеческое тело вырабатывает столько слюны, что ей можно заполнить ванну или даже две. Исследователями подсчитано, что ежедневно мы вырабатываем около 0,7 литра слюны. Таким образом, в течение года вы могли наполнить ванну или даже две, в зависимости от того, какого размера ванна находится в вашем распоряжении. 621. Гравитация делает нас ниже. Гравитация действительно делает нас ниже, а невесомость увеличивает рост космонавтов. Это зависит от особенностей строения позвоночника. Некоторые люди вырастали в космосе до 10 сантиметров, менее чем за месяц пребывания. Ситуацию объяснил хирург-ортопед Владимир Хорошев. Это легко объяснимо. В условиях невесомости изменяется структура хрящевой ткани. Когда в условиях невесомости нагрузка на позвоночник изменяется в десятки раз, то хрящевая ткань межпозвонковых дисков просто расправляется, и это естественно ведет к изменению, к увеличению роста человека, а точнее длины его тела. 622. Зубы – это не кости. Можно легко спутать одно с другим. И зубы, и кости белые, твердые, но вот и все, что объединяет их. Различий куда больше. У зубов есть эмаль, самое твердое вещество в человеческом теле. Они состоят из дентина, под которым располагается пульпа, пучок, полный нервов, кровеносных и лимфатических сосудов. Кости же состоят из костного мозга, располагается внутри, губчатого вещества, надкостницы. Кость полна коллагена и кровеносных сосудов. Твердые части зубов не имеют ни того, ни другого. 623. Какие существуют части тела, в которых человек перестал нуждаться в процессе своей эволюции? Современные люди проделали огромный путь, прежде чем превратиться из неандертальцев в Homo sapiens, человек разумный. Многое изменилось с тех пор, и облик человека, и его повадки, и даже строение организма. Ведь много веков назад какие-то органы или части тела нужны были первобытным людям с одной целью – выжить. Но с развитием технологий и качества жизни, надобность в некоторых из них отпала, и они остались в теле лишь в качестве напоминания о прошлом, не выполняя при этом никакой функции. 623.1. Мышца, которая есть не у всех людей. Мышца palmaris longus, которая появляется на запястье, когда вы соединяете большой палец с мизинцем, оказывается, имеется не у всех людей. Более того,
многие даже и не подозревают о ее существовании. Но не расстраивайтесь, если у вас ее нет, поскольку она постепенно теряет свою функциональность. Другими словами, эта мышца входит в число частей, которые находятся в нашем теле, но не используются. 623.2. Копчик. Копчик помогал нашим предкам, у которых был хвост в прошлом, сохранять равновесие и двигаться, но со временем он потерял свою функциональность, поскольку мы научились двигаться, находясь в вертикальном положении. В настоящее время является лишь связкой между мышцами и сухожилиями. 623.3. Орган Якобсона. Считается, что вомероназальный орган является вспомогательным органом, связанным с нашим обонянием. Он расположен в полости носа. Многие виды животных также имеют его, но на самом деле это не что иное, как рудиментарный орган, сохранившийся в процессе эволюции. На основании исследований ученых был сделан вывод о том, что орган, расположенный в носовой части нашего тела, не имеет активных сенсорных нейронов, как у животных. 623.4. Зуб мудрости. Когда зубы мудрости начинают появляться по достижении определенного возраста, мы на стенку готовы залезть от боли, поэтому многие стоматологи предпочитают удалять их. Однако нашим предкам они были необходимы для измельчения растений. Некоторые исследователи утверждают, что черепа и челюсти наших предков были больше. С течением времени пищевые привычки человека начали меняться, и челюсть начала сокращаться. По идее, зубов мудрости уже не должно быть во рту, но по какой-то причине они все еще там находятся. 623.5. Дарвинов бугорок. Выпуклость, которая может быть в обоих ушах, была впервые обнаружена Чарльзом Дарвином. Считается, что этот бугорок является наследием от наших предков. Эта особенность также встречается у приматов. 623.6. Мышцы уха. У некоторых обезьян есть мускулы в ушах, и они могут ощущать окружающие угрозы, двигая ими. Однако эти мышцы не развиты у людей и у приматов, таких как орангутанг, и для этого нет причины, которая объясняла бы это с биологической точки зрения. Однако вы можете встретить людей, которые умеют шевелить ушами. Эта черта, которая кажется большинству из нас удивительной способностью, вовсе не необходима нам для выживания. 623.7. Полулунная складка. Эту небольшую ткань в наших глазах некоторые люди часто принимают за слезную железу. Но полулунная складка – это остаток 3 века, который можно найти у некоторых животных, в частности птиц. В настоящее время эта складка помогает нам двигать глазами и избавлять глаза от слез. 623.8. Платизмальная мышца. Мышца платизмы, несмотря на то, что эстетически важна, ее еще называют мышцей молодости. Она не только отвечает за внешний вид передней части шеи и определяет тонус кожи, но и существенно влияет на состояние здоровья шейного отдела, не играет жизненно важную роль в нашем организме. Предполагается, что это остаток паникулус карносус, которую некоторые птицы и животные использовали, чтобы на них не садились насекомые или птицы. К примеру, пасущееся животное может дергать паникулус карносус, чтобы помешать птице взгромоздиться на ее спину. Это известно как дергание холки. 623.9. Рефлексы. Мурашки по коже, когда мы мерзнем или нервничаем, были в прошлом рефлексом, который нужен был нашим предкам, чтобы выглядеть крупнее в глазах врагов и пугать их. То же самое можно сказать и о волосяном покрове. С одной стороны, чем больше волос на теле, тем теплее. Но поскольку у современного человека достаточно теплой одежды, то у него отпала необходимость в обильной растительности на теле. Еще один пример. Желание младенцев что-то схватить – это рефлекс из прошлого. В далекие времена они хватались за шерсть матери, чтобы не упасть, когда она их несла. 624. Веснушки как средство защиты от солнца. Веснушки возникают вне зависимости от наследственности, однако на генетическом уровне предопределяется их количество. Давно известно,
что причиной появления веснушек становится чрезмерное воздействие солнечных лучей на кожу. А виновато в этом содержащееся в коже красящее вещество под названием меланин. Однако, когда степень ультрафиолетового воздействия снижается, например, зимой, и кожа способна синтезировать витамин D самостоятельно, они бледнеют или и вовсе исчезают. Проще говоря, веснушки появляются там, где кожа наиболее уязвима, то есть подвержена солнечному воздействию. Поэтому организм и защищает эти места от травм, затемняя их веснушками. В последнее время веснушки можно наблюдать у многих людей, независимо от цвета волос или кожи, хотя раньше они наблюдались преимущественно у людей со светлыми или рыжими волосами. Это связано как с изменением климата, так и с мутацией генов из-за солнца, которой подвергались наши предки. Так что и по сей день веснушки продолжают защищать нас от избытка солнечного света. 625. Раннее облысение мужчин. Постоянные стрессы, напряжение, чрезмерная усталость, характерные для современной жизни, привели к тому, что многие мужчины начинают лысеть уже в возрасте 20 лет. Но это не единственные причины преждевременного облысения. Не менее важную роль играет и питание. Так, дефицит цинка и железа непосредственно сказывается на здоровье волос. А дефицит этих элементов в организме вызван, в том числе, отказом от потребления мяса, когда люди становятся вегетарианцами. 626. Снижение веса костей. Снижение или даже отсутствие физической активности в современном обществе приводит к тому, что наши кости становятся более легкими и слабыми. Чтобы этого избежать, ученые советуют как можно чаще двигаться. Как общество, в современном мире мы стали более сидячими особями, чем когда-либо за всю историю человечества. Использование транспорта, сидячая работа, электросамокаты, электровелосипеды взамен обычных, покупки в интернете с доставкой на дом, отказ от занятий спортом, долгий серфинг в интернете, лежа на диване – все это противоречит активной природе человека. Даже дети наши стали менее активны, телефоны, компьютерные игры заменили им подвижные игры на улице. А во время их бурного развития в детстве физические упражнения играют важную роль в формировании скелета, особенно прыжки. По данным последних исследований, подвижные игры в детстве с элементами прыжков делают скелет ребенка на всю жизнь прочнее на 5,5%, причем всего за 6 месяцев. Исследования также показывают, что так называемые эпигенетические воспоминания могут передаваться из поколения в поколение. Это означает, что наш образ жизни сегодня может влиять на экспрессию генов в будущих поколениях. Если наши сидячие тенденции сохранятся, люди рискуют стать слабыми и более зависимыми, нуждаясь в усиленной поддержке со стороны уже и так раздутых служб здравоохранения. 627. Появление новой группы крови. В результате мутации генов и клеток в процессе эволюции, которую претерпели современные люди, появилась новая группа крови, называемая золотой кровью. Это кровь с нулевым резус-фактором. Она была выявлена у 43 человек по всему миру за последние 50 лет и поэтому считается крайне редкой и, соответственно, дефицитной. Кровь с нулевым резус-фактором называют золотой неспроста. Во-первых, она может быть перелита любому, кто имеет редкую группу крови в системе резус-фактора. Ее возможности в плане спасения жизни настолько велики, что ученые стараются отследить доноров этой крови, хотя сданные ими в банке крови образцы являются анонимными, с целью обратиться к ним в случае нужды. Кроме того, золотая кровь представляет собой огромную научную ценность, так как с ее помощью ученые пытаются понять физиологическую роль невероятно сложной системы резус-фактора. По мнению ученых, в будущем количество людей с нулевым резус-фактором будет расти. 628. Все большее ослабление иммунной системы. Сегодня люди все чаще страдают от аллергии, астмы и других распространенных заболеваний. Одной из причин этого является слишком тщательная дезинфекция наших домов и мест общественного пользования. Ведь чем меньше наша иммунная система сталкивается с бактериями и вирусами,
тем беззащитнее перед ними она становится. Кроме того, люди зачастую прибегают к волшебной таблетке даже тогда, когда организм сам в состоянии справиться с заболеванием. Все это делает нашу иммунную систему слабой и уязвимой. Естественно, слабость иммунной системы может передаваться по наследству. 629. Дети вынуждены носить очки в раннем возрасте. Современные дети уйму времени тратят на общение с компьютерами, планшетами и телефонами. Все это приводит к тому, что их зрение, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И если ничего не изменить, дальше ситуация будет только усугубляться. Выходом может быть сокращение времени, проведенного с электронными гаджетами, либо ношение очков и линз, либо проведение коррекционных операций на глаза. Но согласитесь, первое как-то предпочтительнее. Правда, точных доказательств того, что современные технологии в будущем приведут к повальному ухудшению зрения, нет. Есть теория о том, что зрение будет ухудшаться по иным причинам. Существует гипотеза, что современный человек больше не нуждается в остром зрении. Если бы мы были хищной птицей, например, сапсаном, то острое зрение для нас было бы вопросом выживания. С другой стороны, есть противники этой версии. По мнению некоторых ученых, острота зрения человека даже в древние времена не была особенно важна для людей, что означает, что плохое зрение не оказало заметного влияния на способность людей выживать. Тем не менее, последние исследования убедительно показывают, что современные технологии и увлечение интернетом, телефонами и так далее могут все-таки отрицательно влиять на зрение молодых людей. Так, в Сингапуре и Сиднее было проведено исследование среди детей одинакового возраста. 628 детей, проживающих в Сингапуре, и 124 в Сиднее. Из тех, кто живет в Сингапуре, 29% имеют миопию, близорукость, по сравнению только с 3% тех, кто живет в Сиднее. Далее ученые обследовали родителей детей, у которых была выявлена миопия. Выяснилось, что у 32% Сингапур и 29% Сидней детей соответственно не было родителей с миопией, у 43% был один из родителей с миопией, а у 25% Сингапур и 28% Сидней было два родителя с миопией. Если бы близорукость была просто результатом унаследованных генетических мутаций, ее частота между странами не должна быть такой различной. Но почему тогда такая разница между детьми Сингапура и Сиднея? Внимательно изучив образ жизни детей в обеих странах, ученые выяснили, что единственным заметным поведенческим отличием между двумя группами детей было количество часов, которые дети проводили на улице. В Сиднее дети проводили на улице около 14 часов в неделю, а в Сингапуре всего 3 часа. Таким образом, по мнению исследователей, может иметь место тот факт, что человеческий глаз требует воздействия определенных видов стимуляции, обеспечиваемых активностью на свежем воздухе, для правильного развития зрения. В тех же странах, где новые технологии влияют на детей, которые меньше времени проводят на улице, это сказывается на развитии зрения. Кстати, проведение большого количества времени в школе также влияет на развитие зрения. 630. Деградация зубов. По словам ученых, у детей, живущих в городах с высоким уровнем жизни, употребляющих в пищу много мягкой, сладкой и в целом неполезной пищи, наблюдаются явные проблемы с зубами и в целом с полостью рта. А вот состояние зубов детей, которые едят больше твердой пищи, значительно лучше. К сожалению, современная жизнь таит в себе слишком много соблазнов в плане еды, зачастую не просто неполезной, а откровенно вредной. И если пищевое поведение в ближайшее время не изменится, то деградация полости рта будет наблюдаться и в последующих поколениях. 631. Ваше сердце может продолжать биться за пределами вашего тела. Компания TransMedics разработала систему, позволяющую донорским сердцам качать кровь во время транспортировки, и это удивительно. 632. Все мы знаем, что сердце – главный насос в нашем теле. Также известно,
что кровь наше сердце качает под давлением. А знаете ли вы, что этого давления хватит, чтобы теоретически разбрызгивать кровь на расстоянии до 9 метров? 633. Средний взрослый человек имеет в 10 раз больше бактерий, чем человеческих клеток, живущих в организме. Другими словами, 90% клеток в нашем организме даже не принадлежат нам. 634. Гравитация определяет высоту гор на планете. На Земле, например, горы не могут быть выше 15 километров над уровнем моря. 635. Во рту может быть больше бактерий, чем людей на этой Земле. Вы, наверное, слышали, что в нашем теле огромное количество бактерий. А знаете ли вы, что только во рту бактерий больше, чем население на планете? 636. В редких случаях у людей, которые получили травму правого переднего полушария головного мозга, развивается синдром Гурмана, расстройство пищевого поведения, при котором человек становится одержимым едой и думает о хорошей еде. Наш мозг – загадочный орган, который до сих пор мало изучен. Особенно странное поведение мозга наблюдается при его частичном повреждении. Например, есть такой синдром Гурмана, в результате которого у человека появляется непреодолимое стремление к употреблению деликатесов и других изысков. Как правило, этот синдром в редких случаях проявляется при повреждении правого переднего полушария головного мозга. 637. К редким расстройствам относится синдром взрывающейся головы, при котором люди слышат громкий удар в голове, похожий на взрыв бомбы, прямо во время засыпания. Это странное неприятное явление, с которым могут сталкиваться люди при засыпании. 638. Разбитое сердце – это больше, чем метафора. Синдром разбитого сердца имитирует сердечный приступ и стимулируется стрессовыми или трагическими ситуациями. Синдром разбитого сердца – это не только когда кого-то бросил любимый человек. На самом деле это симптом заболевания сердца. Синдром разбитого сердца – это кардиомиопатия Такацуба, заболевание, которое происходит из-за ослабления сердечной мышцы. 639. Когда вы краснеете, слизистая оболочка желудка также краснеет. Не верите? Дело в том, что покраснение лица человека вызывается двумя причинами. Одна – это физиологическая реакция, другая – психологическая. Основная причина этого явления – в особенности работы вегетативной нервной системы, отвечающей за кровоснабжение всего организма. При резком выбросе адреналина в кровь данная система усиливает свою деятельность. 640. Начиная примерно с 30 лет, вы теряете около 1,27 см в высоту каждые 10 лет. Да, к сожалению, с возрастом наш рост становится меньше. Как выяснили ученые, все начинается уже с 30 лет и продолжается до конца жизни. 641. Вы также теряете около половины вкусовых рецепторов к 60 годам, поэтому наслаждайтесь вкусами пищи, пока можете. 642. В 1940-х годах около 75% американцев утверждали, что они редко, если вообще когда-либо, видели сны в цвете. Эксперты говорят, что это связано с тем, что те, кто жил долгое время в 20 веке, в основном пользовались черно-белыми телевизорами. С развитием же цветного телевидения в наши дни это число сократилось до 12%. 643. У людей, как и у всех млекопитающих, есть водолазный рефлекс, который инстинктивно отключает определенные части тела для сохранения энергии при погружении в холодную воду. Другие млекопитающие используют его для охоты или ныряния, но мы используем его, чтобы выжить в условиях утопления. 644. Слезы, которые проливаются по разным причинам, например, от грусти, счастья или лука, на самом деле имеют разные химические составы. Да, оказывается, от причин, по которым из наших глаз текут слезы, зависит их химический состав. Например, если мы плачем от обиды, состав наших слез будет одним. Но когда слезы льются из-за раздражения от лука, состав слезной жидкости будет иным.
645. Человеческий мозг со временем уменьшился. Сегодня в среднем мозг человека весит 1300 граммов, от 1000 граммов до более чем 2000 граммов. Однако за последние 5000 лет наш мозг, похоже, уменьшился. Из археологических данных мы знаем, что почти везде, где мы можем это измерить, в Европе, Китае, Южной Африке, Австралии, мозг людей уменьшился примерно на 150 кубических сантиметров. По сравнению со средним показателем, около 1350 кубических сантиметров, это примерно 10%, сказал палеоантрополог Висконсинского университета в Мэдисоне, США, Джон Хоукс. Что касается того, почему он сокращается в объеме, то, возможно, это связано с тем, что человек стал жить в большом обществе, и наш образ жизни, в отличие от жизни охотников-собирателей, связан с тем, что мы теперь можем полагаться на других людей в большем количестве вещей, что влияет на наше поведение. В итоге, возможно, мы теперь не так сильно нуждаемся в нашем мозге. 646. Мозг примерно на 73% состоит из воды. Сравните это с легкими, которые, по современным данным, на 83% состоят из воды. Кожа на 64%. В костях, по последним данным, содержится 31% воды. 647. Были случаи, когда у людей мозг развивался без мозжечка, это часть мозга, отвечающая за равновесие и координацию движений. Это редкое состояние называется агенезией мозжечка. Она была выявлена у нескольких пациентов. Например, у одного мужчины с этим заболеванием были некоторые проблемы с речью и равновесием, но он спокойно жил независимо и даже работал в офисе. Другой человек с этим заболеванием, 24-летняя женщина, не знала, что с рождения жила без мозжечка, пока врачи не обнаружили это. 648. Мозг имеет мягкую желеобразную консистенцию. Головной мозг не представляет собой серую твердую массу, это желеобразное, розовое и мягкое вещество, что связано с высоким содержанием в нем воды и жира. Тот мозг, что можно увидеть в музеях, на уроках биологии и в медицинских институтах, обычно модифицирован для длительного сохранения экспоната. 649. Факт о том, что мы используем только 10% нашего мозга, фейк. Точно неизвестно, откуда взялся этот миф, но это чистой воды вымысел. На самом деле мы используем все возможности нашего мозга, а вот то, как он функционирует, ученые сегодня знают только на 10%. Одна из главных загадок нашего мозга, скрытого в нашей голове, заключается в том, что из всех клеток мозга только 10% составляют нейроны. Остальные 90% это глиальные клетки, которые инкапсулируют и поддерживают нейроны, но функция которых в настоящий момент неизвестна. 650. На ранней стадии эмбриона мозг представляет собой нервную трубку. Фундамент мозга закладывается очень рано. Через 3 недели после зачатия слой эмбриональных клеток, называемый нервной пластинкой, складывается и сливается в нервную трубку. Эта ткань станет центральной нервной системой. Нервная трубка растет и дифференцируется в течение первого триместра. Когда клетки дифференцируются, они образуют различные ткани, необходимые для создания многих частей тела. Только во втором триместре начинают формироваться глии и нейроны. Согласно исследованию 2000 года, опубликованному в журнале Radiology, на 24-й неделе беременности магнитно-резонансная томография показывает у плода несколько зарождающихся бороздок на гладкой поверхности головного мозга. На 26-й же неделе начинается третий триместр, борозды головного мозга углубляются, и он начинает больше походить на мозг новорожденного. 651. Отмороженного мозг может заморозиться. Этот феномен научно называется сфинопалативная ганглионевралгия, то есть невралгия основно-небного ганглия, нервного узла, передающего ощущения с неба в мозг. Она может возникать, когда вы слишком быстро едите что-то холодное, например, мороженое. Ученые считают, что это явление возникает в результате сужения или расширения кровеносных сосудов,
которое происходит при реакции на холод. Дело в том, что как только наш организм чувствует холод, он посылает в мозг теплую кровь в качестве защиты от холодного воздействия. Например, кровеносные сосуды во рту от холодного мороженого быстро расширяются. Другие сосуды, например, сосуды на лбу, также могут увеличиваться или уменьшаться. Резкая смена кровотока может вызывать головную боль. Кстати, болевые сигналы при воздействии на холод в мозг приходят через тройничный нерв. 652. Мозг потребляет всего около 20 Вт энергии. Этого, например, достаточно для питания только одной маленькой лампочки. Наш мозг – одно из самых эффективных вычислительных биологических устройств. Сегодня многие писатели, сценаристы любят придумывать истории о том, что искусственный интеллект достиг возможностей мозга человека, став разумным, что привело к войне машин против человечества. На самом деле это чистая фантастика, даже в нашу эпоху невероятных технологий. Дело в том, что сегодняшние технологии искусственного интеллекта охватывают лишь крошечную область нашего мышления. В настоящий момент максимум, чего достигло человечество, это машинное распознавание образов. Да, конечно, технологии искусственного разума будут развиваться и дальше. Но не нужно забывать и о том, что и является энергозатратным процессом, а наш мозг потребляет всего 20 Вт. Вдумайтесь, что нашей вычислительной машине в голове, чтобы охватить всю нашу мыслительную способность, необходима энергия, которую потребляет маломощная лампа накаливания. Для искусственного же интеллекта необходимо невероятное количество энергии для того, чтобы, например, распознать на изображении пингвина из 10 миллионов изображений. Для решения такой задачи требуются целые центры обработки данных, которые необходимо поддерживать в прохладе, охлаждать. Если бы мы знали, как научить искусственный интеллект и воспроизведению всего, на что способен человеческий мозг, нам потребовалось бы огромное количество атомных электростанций, чтобы обеспечить необходимую энергию. 653. Человеческий мозг состоит примерно из 86 миллиардов нейронов. Нейроны, также известные как нервные клетки, отвечают за передачу информации другим клеткам. Раньше считалось, что мозг содержит 100 миллиардов и более нейронов, но недавние научные исследования опровергли это. 654. Гипотетически у вашего мозга достаточно памяти, чтобы хранить весь интернет. Исследование, проведенное учеными из Института биологических исследований Солка, Калифорния, США, показало, что в гиппокампе хранится гораздо больше памяти, чем считалось ранее. По новым данным, объем памяти человека составляет примерно 1 петабайт. Это теоретически позволяет вместить в память весь мировой интернет. Однако это не означает, что мы действительно можем запомнить всю информацию из сети. Наш мозг имеет такое строение, что он не может так быстро обрабатывать такой объем информации. Наш процесс хранения данных происходит медленнее, чем мы воспринимаем мир, сказал исследователь памяти Северо-Западного университета Пол Рёбер. Представьте себе iPod с бесконечным объемом памяти. Даже если вы можете хранить каждую когда-либо написанную песню, вам все равно придется покупать и загружать всю эту музыку, а затем как-то извлекать отдельные песни из бесконечного каталога, когда вы захотите их воспроизвести на устройстве. А для этого нужен специальный механизм. 655. В вашем мозгу есть клетки вкусовых рецепторов. Центр вкуса человека в конечном счете находится в его мозгу, сказал доктор Чарльз Цукер из медицинского института Говарда Хьюза в медицинском центре Колумбийского университета. Специальные вкусовые рецепторы на языке определяют, что мы едим, сладкое или горькое и так далее, но именно мозг окончательно определяет значение этим химическим веществам, формируя ощущение вкуса от еды или от того, что мы пьем. 656. Префронтальная кора, часть мозга, отвечающая за рациональное мышление, полностью развивается только к 25 годам. По сути, это часть вашего мозга, которая помогает с самоконтролем, суждением и действиями с долгосрочными целями. 657.
Основной рост нашего мозга происходит в первые 5 лет нашей жизни. Ученые подсчитали, что мозг растет примерно на 1% каждый день в течение первых 3 месяцев жизни, а затем уменьшается примерно до 0,4% роста в день. К тому времени, когда ребенку исполняется 5 лет, его мозг составляет около 90% размера мозга взрослого человека. 658. Мозг никогда не перестает меняться. Когда-то ученые полагали, что когда мы достигаем совершеннолетия, наш мозг теряет всякую способность формировать новые нейронные связи. Считалось, что эта способность, называемая пластичностью, свойственна младенцам и детям. Выяснилось, что это не так. Исследование, проведенное в 2007 году на пациентке, перенесшей инсульт, показало, что ее мозг адаптировался к повреждению нервов, несущих визуальную информацию, и научился извлекать аналогичную информацию из других нервов. Также было проведено несколько исследований, показавших, что мозг взрослых мышей может образовывать новые нейроны. Недавние же исследования обнаружили больше доказательств того, что человеческие нейроны создают новые связи и во взрослом возрасте. Кроме того, последние исследования воздействия медитации на человека показали, что интенсивная умственная тренировка может изменить как структуру, так и функцию мозга. 659. Мозг – это эксклюзивный клуб, доступ куда разрешен только ограниченной категории. Подобно вышибалам в ночном клубе, совокупность клеток в системе крови мозга, называемая гематоэнцефалическим барьером, пропускает лишь несколько молекул во внутреннее святилище нервной системы, в мозг. Капилляры, питающие мозг, тесно связаны с клетками, которые не пропускают большие молекулы. Специальные белки барьера транспортируют в мозг необходимые питательные вещества, так что во внутричерепной коробке проходят только избранные. К сожалению, гематоэнцефалический барьер, защищая мозг, также может препятствовать проникновению жизненно важных лекарств. Врачи, пытающиеся лечить опухоли головного мозга, научились использовать лекарства для открытия соединений между клетками, позволяющими лекарству поступать в мозг. Но это временно делает мозг уязвимым для любых инфекций. Одним из новых способов пронести лекарства через барьер могут быть нанотехнологии. Исследование 2009 года, опубликованное в журнале Cancer Research, показало, что специально разработанные наночастицы могут преодолевать барьер и прикрепляться к опухолевой ткани. В будущем сочетание наночастиц с химиотерапевтическими препаратами может стать одним из передовых способов воздействия на опухоли. 660. Вашему мозгу требуется время, чтобы обработать сигналы, поэтому все, что вы воспринимаете как происходящее в настоящем, на самом деле является снимком прошлого. Вашему мозгу требуется где-то порядка 100 миллисекунд, чтобы обработать сенсорный сигнал. Это означает, что к тому времени, когда ваш мозг решает, где что-то находится в данный момент, объект фактически находится где-то уже в другом месте реального мира. Ученым до сих пор не ясно, как мозг компенсирует такую задержку во времени. 661. Фактически наш мозг получает множественные визуальные сигналы различного типа от разных органов чувств, которые приходят в него с разной скоростью. Наш мозг может постоянно исправлять получаемую от органов чувств информацию, собирая ее всю вместе, как только все сигналы, которые движутся к мозгу с разной скоростью, достигнут финишной черты. 662. Когда ужасные вещи происходят в замедленном темпе, вы испытываете события с той же скоростью, что и любое другое событие в данный момент. То, что вы воспринимаете мир в замедленном темпе, это ваши воспоминания. Это на самом деле было проверено путем сбрасывания людей с высоты с одновременной фиксацией восприятия времени. Исследователи предположили, что в критических ситуациях восприятие времени течет медленнее, это самообман нашей памяти. И действительно, нам кажется, что в экстремальной ситуации время течет медленнее из-за наших воспоминаний об этом событии. На самом деле в момент критичной ситуации вы видели мир с обычным течением времени.
Но наш мозг из-за опасной ситуации записал критичную ситуацию во всех подробностях, которые мы вспоминаем в замедленных кадрах. В итоге нам кажется, что в момент ужасной ситуации время текло медленнее. 663. Если вы восстановите зрение после того, как большую часть своей жизни были слепы, ваши глаза смогут работать, но ваш мозг, скорее всего, не будет знать, что делать с новой информацией. Существует не так много случаев, когда люди, потерявшие зрение в младенчестве или до рождения, обретают его впоследствии. Но у многих из тех, кто испытал это, были проблемы с тем, чтобы заставить их мозг понять, как интерпретировать визуальные образы. Так, человек может иметь проблемы с восприятием глубины. Или, например, внезапно прозревшие люди могут, но не всегда, видеть людей, уходящих от них прочь, которые буквально сокращаются в своих размерах. 664. Если вы наденете очки, которые перевернут мир вверх ногами, и поносите их так некоторое время, ваш мозг в конечном итоге перевернет изображение так, чтобы вам было удобно воспринимать мир в привычном для вас положении, но когда вы снимете их, реальный мир окажется для вас перевернутым. Впервые это продемонстрировал психолог Джордж Стрэттон. Для того, чтобы снова видеть мир в правильном положении, психологу в ходе одного из своих экспериментов пришлось ждать несколько дней, прежде чем его мозг смог это сделать. 665. На самом деле существует редкая генетическая мутация, которая позволяет некоторым женщинам видеть в 100 раз больше цветов, чем большинству людей. Состояние, называемое тетрахроматическим, возникает из-за наличия 4 светочувствительных клеток-колбочек, рецепторов в вашем глазу, которые интерпретируют цвет, в отличие от обычных 3, которые есть у большинства людей. Одна женщина, которая имеет тетрахроматическое зрение, описала опыт наблюдения за миром в невероятном количестве оттенков так: «Я вижу под ногами различные камешки, имеющие цвет апельсинов, желтую пыль, асфальт с зеленым оттенком, голубые и розовые оттенки вокруг себя. Я отчасти шокирована, когда осознаю, что другие люди не видят то, что я вижу. Взгляните на свет на воде. Можете ли вы увидеть розовый мерцающий на этой скале? Можете ли вы увидеть красное на краю этого листа?» 666. Люди видят не все части света. Некоторые животные видят больше, чем люди. Люди могут видеть в видимом спектре света, названном так потому, что он виден людям. Но пчелы, например, могут видеть ультрафиолетовый свет, длины волн короче, чем в видимом спектре, но не видят красный. Змеи в некоторых случаях могут видеть инфракрасный свет, более длинные волны, чем наш видимый спектр, то есть видят тепло. Это необходимо для выживания вида. Нам в нашей среде инфракрасный свет не нужен, так же как и ультрафиолет, поэтому эволюция нам способность видеть более широкий спектр видимого света не дала. 667. Есть также тонна других длин волн, которые никто не видит. Вот как выглядит спиральная галактика Мессии-106 в видимом свете, слева и с добавленными рентгеновскими и радиоволнами, справа. Посмотрите внимательно на 2 снимка. В невидимом нам рентгеновском и радиоволновом излучении спиральная галактика М106 имеет еще 2 спиральных рукава. В видимом свете мы не можем их видеть. 668. Забудь о зрении. Есть также тонна частоты звуковых тонов, которые люди не слышат. Нормальный диапазон человеческого слуха составляет от 20 Гц до 20 тысяч Гц, а человеческая речь обычно находится в диапазоне от 500 Гц до 3000 Гц. Например, белуха может слышать звуки до 123 тысяч Гц. 669. Когда вы ощущаете остроту от перца, ваш мозг на самом деле обманывается химическим веществом, содержащимся в нем, которое активирует части вашего языка, предназначенные для измерения температуры, в результате чего пища кажется вам очень острой. Химическое вещество называется капсаицин, и оно содержится в остром перце. 670. Не только острая пища обманывает вас. Есть такое вещество,
которое делает кислые вещи, такие как лимон и лайм, на вкус очень сладкими после того, как вы их съели. Эффект обусловлен химическим веществом миракулин, которое содержится в ягоде, называемой Encephalum dalsificum или Pauteria dalsifica, по-русски «чудесные ягоды» или Путерия сладковатая. Сам по себе миракулин не имеет сладкого вкуса, но он связывает и модифицирует сладкие рецепторы, которые активируются в присутствии кислых веществ, таких как цитрусовые. 671. Если вы обеспокоены или напуганы, у вас, вероятно, обостренное обоняние. Недавно ученые провели исследование среди небольшой группы. Хоть это был небольшой размер выборки, но тем не менее группа исследователей обнаружила, что чем больше группа испытуемых беспокоилась, тем лучше они точно распознавали плохие запахи. 672. Держа что-то теплое, вы будете воспринимать других теплее с эмоциональной точки зрения. Оказывается, многие физические вещи также влияют на ваше восприятие эмоций. Одно из проведенных недавно исследований установило, что у людей, держащих в руках тяжелые блокноты, больше уровень справедливости, и в случае, если к ним относятся неподобающим образом, например, работодатель, они более склонны защищать себя и высказывать недовольство по сравнению с теми, кто держал в руках легкий блокнот. 673. Наш мозг может игнорировать как визуальный образ, так и звуки, которые он считает неважными в любой момент времени, когда наше внимание сосредоточено на другом. 674. Звезды не мерцают. Мерцание звезд не более, чем красивое выражение. Звезды светят постоянным ровным светом, но из-за наличия атмосферы с Земли их свет выглядит мерцающим. 675. Мозг та еще жадина. Мозг может весить всего 3% от веса вашего тела, зато получает он около 30% крови, перекачиваемой сердцем. Этот факт наглядно демонстрирует, сколько внимания и поддержки требуется нашему мозгу по сравнению с другими, казалось бы, важными частями тела. Мозг похож на избалованного и требовательного ребенка, но при этом он чрезвычайно умен и эффективен, говорит Беннет Амалу, судебно-медицинский эксперт, невропатолог, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе и автор книги «У истины нет стороны». Мозгу требуется примерно 0,1 секунды для ответной реакции и воспроизведения определенного действия. 676. Значительную часть времени человек действительно использует большую часть своего мозга. И хотя фильм «Области тьмы» с Брэдли Купером может заставить нас думать, что мы используем лишь малую часть своего мозга, на самом деле это неправда. Заблуждение возникло из-за того, что мозг настолько способен к адаптации, что порой незначительные изменения вызывают малозаметный эффект, утверждает Брэд Вингейер, биоинженер, нейробиолог и соучредитель Halo Neuroscience. Дело в том, что большая часть вашего мозга постоянно работает, чтобы чувствовать, обрабатывать информацию и сигналы, думать, двигаться и даже спать. То есть даже когда мы ложимся в постель и засыпаем, наш мозг все еще напряженно работает. 677. Причем во сне мозговые волны еще более активны. Когда вы крепко спите, то можете подумать, что мозг отключается. Однако он делает гораздо больше, чем когда вы ходите, разговариваете, едите и думаете. В бодрствующем состоянии люди используют альфа- и бета-волны, объясняет Брэндон Брок, сертифицированный практикующий семейный медбрат и штатный врач Foundation Fischers Group. А во сне, особенно на ранних стадиях, начинает действовать тета-активность, которая по амплитуде больше альфа и бета. 678. Взрослый мозг по-прежнему производит новые нейроны. Несмотря на то, что большинство наших нейронов остаются с нами с самого рождения, и возраст действительно может на них влиять, мозг взрослого человека по-прежнему производит новые нейроны. Этот процесс называется нейрогенезом. Он протекает в особой области зубчатой фасции гиппокампа, рассказывает Вингейер. Считается, что эти нейроны важны для обучения, памяти и реакции на стресс. Факты о функционировании мозга
широко обсуждались учеными со всего мира, но исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine в 2019 году, в котором изучалась ткань мозга 58 недавно умерших людей, показало, что мозг взрослого человека действительно может генерировать новые нейроны. Как можно усилить нейрогенез в собственном мозгу? Венгейр говорит о здоровом образе жизни, полноценном сне, регулярных упражнениях и сбалансированном питании. 679. Почти половина энергии ребенка уходит на подпитку его мозга. Чтобы мозг работал как надо, ему требуется большое количество энергии. Особенно это касается маленьких детей, которые учатся новому, обрабатывают информацию и развиваются быстрыми темпами. Недавно ученые из Северо-Западного университета обнаружили, что в дошкольном возрасте, когда мозг ребенка развивается быстрее, физический рост замедляется. Скорее всего, это происходит для того, чтобы сэкономить больше энергии для развивающегося мозга, считает Венгейр. И наоборот, в период полового созревания, когда физический рост ускоряется, развитие мозга напротив замедляется, что, вероятно, не будет открытием для родителей подростков. 680. Упражнения полезны для мозга так же, как и для тела. Профессиональные спортсмены знают, насколько важно подпитывать мозг, чтобы вкладывать максимум усилий и энергии в тренировки. Это происходит из-за умственной стимуляции, связанной с упражнениями, а также потому, что здоровая сердечно-сосудистая система обеспечивает лучшую работу мозга, поясняет Венгейр. Особенно когда вы впервые пробуете новые фитнес-занятия или тренировочный план, ваш мозг усердно работает над изучением движений и контролем ваших мышц. 681. Человек может, так сказать, видеть ушами. Нейропластичность, или способность мозга реорганизовываться и изменяться на протяжении всей жизни человека, поистине замечательная вещь. В одном исследовании Монреальского университета, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, в 2011 году сравнивалась активность мозга людей, родившихся слепыми, и людей с нормальным зрением. Ученые обнаружили, что часть мозга, которая обычно работает с нашими глазами, вместо этого перенастраивается для обработки звуковой информации, а не визуального восприятия. 682. Зрительные области мозга находятся в его самой задней части. Этот факт может показаться нелогичным, учитывая, что глаза расположены в передней части головы. Однако в самом деле часть мозга, отвечающая за зрение, затылочная доля, расположена сзади. Ударьте кого-нибудь по затылку, и он увидит звездочки перед глазами, говорит Генри Сопер, бывший преподаватель кафедры клинической психологии на факультете психологии Филдинского университета. Точно так же левая часть нашего мозга управляет зрением на правой стороне и наоборот. То же касается и процесса обработки мозгом звука. Это происходит на противоположных сторонах головы. И хотя для объяснения этих странностей было предложено несколько эволюционных теорий, мы до сих пор не знаем, почему это происходит, рассказал Сопер. 683. Когда человек влюблен, активность мозга меняется. Слишком серьезные люди могут думать, что влюбленность – это всего лишь идея или термин, который используют люди для описания собственных чувств. Но сканирование мозга показало иначе. Функциональное МРТ сканирование мозга влюбленных людей показывает другую активность, в которой присутствует дофамин, нейромедиатор хорошего самочувствия, говорит доктор Маквистон. Другие области мозга, связанные с удовольствием и вознаграждением, в период влюбленности также могут действовать более активно. 684. Мозговая активность также уникальна, как и отпечатки пальцев. Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, предполагает, что активность мозга человека может быть такой же уникальной, как и отпечатки пальцев. Чтобы прийти к заключению, ученые использовали функциональную МРТ для создания профилей связи, которые позволили исследователям идентифицировать активность мозга более 100 человек. Изучение индивидуальных мозговых связей дало ученым возможность получить конкретное представление
об интеллекте и личности человека, объяснил доктор Маквистон. Эти результаты могут повлиять на сканирование мозга в будущем, чтобы однажды помочь индивидуализировать уход за каждым человеком, уникальным организмом. 685. Наш мозг меньше, чем у наших предков. Если задуматься, это может быть одним из самых удивительных и шокирующих фактов о мозге. Но палеоантропологические исследования доказывают, что с течением времени наш мозг сокращается. Скелеты наших предков, найденные на всех обитаемых континентах, подтверждают эту гипотезу. Некоторые ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что за последние 10 тысяч лет средний размер тела человека тоже уменьшился в размерах. Для большого тела требуется более крупная нервная система, поэтому по мере того, как наши тела становились меньше, наш мозг тоже реагировал на эти изменения, предполагает нейрохирург Дональд Криф. 686. В мозге больше различных клеток, чем в любой другой ткани нашего тела. В отличие от печени или мышц, где большинство клеток относятся к одному виду, мозг состоит из множества сложных, взаимосвязанных типов клеток, одним из которых являются нейроны, объясняет Хермона Сорик, профессор молекулярной нейробиологии в Центре исследований мозга Еврейского университета имени Эдмонда и Лили Сафры в Иерусалиме. 687. При чтении вслух используются иные мозговые схемы, чем при чтении про себя. Исследователи давно поняли, что дети сначала учатся читать вслух и только потом про себя. Окружающий шум, хаотический шум и шумовая дискриминация используют разные каналы, утверждает Брэндон Брок. Точно так же шум в форме музыки обрабатывается не так, как обычная речь, разные частоты, высоты и тональности. 688. Клетки мозга могут выжить только за счет кислорода и глюкозы. Эти два питательных вещества невероятно важны для функционирования и жизнедеятельности человеческого мозга. Требуется всего 3-5 минут, чтобы мозг получил повреждения, вызванные нехваткой кислорода и глюкозы. Как объясняет Беннет Амалу, мозг управляет сердцем и легкими, а также нашим сознанием. Вот почему смерть почти никогда не бывает мгновенной. Даже если живое существо обезглавлено, мозг не получает смертельных повреждений и продолжает функционировать еще несколько минут. 689. Чтение позволяет мозгу напрямую загружать информацию. И хотя до гарнитур из научной фантастики нам еще далеко, технологии, хотя бы тот же печатный станок, на протяжении многих лет расширяют человеческие способности и помогают нам учиться, обрабатывать информацию и общаться, объясняет Венгейр. Но почему это считается интерфейсом мозга машины? Дело в том, что когда вы научились читать, ваш мозг должен был измениться и перестроиться так, чтобы ваши визуальные и языковые системы смогли передавать информацию со страницы книг в вашу рабочую память. Теперь мы расширяем свой мозг с помощью смартфонов и интернет-поисковиков, говорит эксперт. И как и в случае с гарнитурами из научной фантастики, мы должны использовать их с умом. 690. И хотя с возрастом процессы в организме замедляются, большая часть нашего мозга остается нетронутой. Как говорили представители многих цивилизаций, люди старшего возраста знают больше благодаря своему опыту, даже если их память уже не такая, как прежде, утверждает Сопер. Что касается старения, то ум, который остается активным, не покажет упадка. Естественно, это предполагает ежедневную тренировку мозга, поэтому кроссворды и игры типа судоку, бинго и маджонго могут оказаться очень полезными для пожилых людей. Если люди старшего поколения начнут выполнять умственные упражнения, их интеллект действительно может повыситься, считает Сопер. То же самое можно сказать и о теле. 691. Объем памяти мозга практически не ограничен. Не существует такой вещи, как слишком много знаний. Момент, когда вы не сможете больше запоминать информацию, никогда не настанет, хотя безусловно он может возникнуть после долгого собрания на работе. Ваш мозг не расходуется, как хранилище данных на вашем компьютере или смартфоне, уверяет доктор Криф.
его сила бесконечна. Хотя недостаток сна все же может повлиять на способность вашего мозга запоминать информацию. 692. Возможности мозга безграничны. Мозг похож на мышцу, объясняет Ширли Ньюэлл, бывший главный врач Иджис Ливинг. Вы можете построить свой когнитивный резерв, врожденную способность мозга выполнять работу с помощью различных типов обучения или новых методов. Люди с более сильным и здоровым когнитивным резервом, которые укрепляют мозг новыми знаниями и опытом, лучше справляются с неожиданными жизненными обстоятельствами. 693. Кратковременная память обычно длится от 20 до 30 секунд. Вы когда-нибудь задумывались, как можно сказать что-то, ненадолго отвлечься, а потом полностью забыть о том, что вы собирались произнести? Это связано со способностью мозга удерживать небольшие объемы информации в активном уме. Он сохраняет ее в легком доступе, но отводит на это всего полминуты. Брок отмечает, что если называть людям цифры, их удерживают в памяти около 7,3 секунд. С буквами это время увеличивается до 9,3 секунд. 694. Если хирургически удалить почти половину мозга, это практически не повлияет на нашу способность мыслить и запоминать. Как бы нереально это ни звучало, хирургическое удаление половины мозга периодически происходит в реальной жизни. Это очень редкая нейрохирургическая процедура, которая используется для лечения различных судорожных расстройств. Конечно, она не обходится без последствий. Некоторые черты полушарий очень специфичны, поэтому их потеря может привести к едва заметным изменениям, говорит Брок. Как правило, память, юмор и личность остаются прежними, а когнитивные способности слегка меняются. 695. Недостаток сна может по-разному влиять на мозг. Нам рекомендуют спать по 7-9 часов в сутки, и на это есть причина. Телу и мозгу требуется отдых, чтобы нормально функционировать, сохранять память и своевременно реагировать на определенные действия. Даже если вы не выспались одной ночью, это влияет на ход ваших мыслей. Недостаток сна убивает клетки мозга. А продолжительный недосып даже может вызвать психоз, а также снизить способность тела и мозга к самовосстановлению, предупреждает Брок. Все это в итоге может повлиять на процесс познания, суждения и время реакции. 696. Человеческий мозг – единственный объект на нашей планете, который может созерцать сам себя, подумайте об этом на досуге. 697. Между мужским и женским мозгом есть небольшие анатомические различия. 698. Мы часто слышим, что кто-то может быть правополушарным или левополушарным, и что первые более креативны и артистичны, а вторые более техничны и логичны. Но правда в том, что оба полушария неразрывно взаимосвязаны. 699. Ученые говорят, что у людей с более высоким IQ память лучше. Значит ли это, что если человек не может вспомнить сон, то он психически слаб? Нет. Даже гениям порой трудно вспомнить, что им приснилось. Большинство людей, независимо от степени одаренности, забывает 50% сновидений в первые 5 минут после пробуждения и 90% в течение 10 минут. 700. У 12% людей сны черно-белые. 701. Венера, возможно, была обитаема. Примерно 700 миллионов лет назад температура воды на Венере была такой же, как на Земле в течение 2-3 миллиардов лет, а следовательно, на планете могла зародиться и какое-то время существовать жизнь. 702. Мозг никогда не улавливает картинку в виде видеоролика и не воспроизводит воспоминания, как фильм. На самом деле он делает снимки, более или менее разобщенные по времени. Когда вы пытаетесь вспомнить конкретный случай, он на основе визуальных, слуховых, двигательных, эмоциональных и прочих факторов выстраивает предполагаемую линию событий, произошедших между двумя реальными снимками. Этим объясняются ложные воспоминания. 703. Количество клеток в мозгу при рождении почти такое же,
как во взрослом возрасте. Однако клетки увеличиваются в объеме, достигая максимального размера в 6-летнем возрасте. 704. Большинство людей дышат от 16 до 20 раз в минуту. Частота дыхания человека – это количество вдохов в минуту. Нормальная частота дыхания для взрослого человека в состоянии покоя составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Частота дыхания менее 12-16 или более 25 вдохов в минуту во время отдыха считается ненормальной. Частоту нормального дыхания могут изменять такие состояния, как астма, чувство беспокойства, пневмония, застойная сердечная недостаточность, заболевания легких и другие. 705. Вы не можете дышать и глотать одновременно. То есть, если вы не грудной ребенок, пьющий материнское молоко, или вы не примат, вы не можете дышать и глотать одновременно. В какой-то момент в нашей эволюции люди потеряли способность делать это. Примечательно, что новорожденные дети могут глотать и дышать одновременно в среднем до 9-месячного возраста. Затем организм ребенка утрачивает эту способность. 706. Ваш язык лежит на верхней или нижней части рта в зависимости от того, носителем какого языка вы являетесь. Возможно, вы слышали не раз, что в жизни лучше всегда держать язык за зубами. А знаете ли вы, что от того, носителем какого языка вы являетесь, зависит, в каком положении вы держите язык во рту, когда молчите? Это удивительно, но факт. Например, если ваш родной язык английский, согласно недавно проведенному исследованию, вы наверняка держите язык в верхней части рта. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале «Фонетика». Правда, результаты исследования еще не окончательные, поскольку в нем приняло участие всего 10 человек. Так что в будущем, возможно, ученые обнародуют более подробные результаты. 707. В среднем у взрослого человека около 5,2 литра крови в теле. Например, взрослый человек весом 60 килограммов имеет 4,5 литра крови. Так, объем крови в организме зависит от его веса. В среднем количество крови в теле составляет 6-8% от веса человека. В норме же у взрослых мужчин средний объем крови составляет 5,2 литра. У женщин это значение ниже – 3,9 литра. У новорожденных детей объем крови всего от 200 до 350 мл. 708. Сердца большинства взрослых бьются от 60 до 100 раз в минуту. Каждый удар прокачивает около 70 мл крови. 7600 литров крови сердце в среднем прокачивает за день. 709. Это означает, что ваше сердце качает около 5 литров крови каждую минуту. Больше 5 литров крови за минуту означает, что вся ваша кровь проходит через ваше сердце примерно раз в минуту. 710. Большинство людей подвержены заразительному зеванию, даже когда они не устали. При виде зевающего человека вы сами можете начать зевать. Причем даже если вы не испытываете никакой сонливости. То есть зевание заразительно. Также заставить зевать вас может текст в книге, которую вы читаете, где есть строчка о том, что герой рассказа или романа зевает. 711. Зуд также может быть заразительным. Простого наблюдения за тем, как кто-то чешется, достаточно, чтобы вызвать у себя собственный приступ зуда. Причем чаще всего такой заразительный зуд связан с боязнью насекомых-вредителей, которые могут обитать на вашей одежде или на теле. Также по этой же причине у вас может появиться зуд по всему телу, когда вы видите какое-нибудь противное и неприятное насекомое. Да-да, мы можем начать чесаться, даже если понимаем, что никаких вредителей нет и все это плод нашего воображения. Тем не менее, наш организм создаст симптомы зуда при первом же виде неприятного насекомого. 712. Одно моргание длится от 0,1 до 0,4 секунды. Вы, конечно, этого не замечаете. Это очень быстро, потому что вы моргаете в мгновение ока. 713. В нашем теле достаточно хлора,
чтобы продезинфицировать несколько плавательных бассейнов, а из углерода, содержащегося в организме, можно сделать 9000 карандашей. 714. Наше сердце способно биться в такт музыки. Чем музыка быстрее, например, в рок-н-ролле, тем сердце бьется чаще, и наше настроение повышается. А когда мы слушаем Ададжио Альбинони, наоборот, частота сердечных сокращений замедляется, и мы чувствуем покой и умиротворение. 715. Наши волосы – наша сила. Если собрать все волосы на голове в пучок, он сможет выдержать вес 12 тонн, 2 крупных слонов. 716. Сколько бактерий мы носим на себе? На нашем теле постоянно находится более 30 триллионов бактерий. 717. Наши зубы так же сильны, как зубы акулы. Единственная причина, по которой мы должны использовать ножи при поедании мяса, это форма зубов, а не их прочность. У людей и акул зубы одинаково прочные. 718. Грязные волосы могут улучшить качество воздуха. Масляный покров на коже головы работает как дезодорант. 719. 5 чувств у человека гораздо больше. Кроме традиционных 5 чувств – зрения, обоняния, слуха, осязания и вкуса, человек владеет еще чувствами: пространство проприоцепция, температуры термоцепция, боли ноцицепция, времени и равновесия эквилибриоцепция. 720. Земля расположена примерно в 150 миллионах километров от Солнца. Для того, чтобы достичь поверхности нашей планеты, солнечному свету, необходимо 8 минут 19 секунд. 721. Люди, бананы и курицы. Структура ДНК человека, банана и курицы на 60% идентична. 722. Каждую минуту на нашем теле гибнет 300 миллионов клеток. Несмотря на ужасающую цифру, на самом деле это нормально, у нас есть до 100 триллионов клеток для жизни. 723. Кожный покров человека меняется полностью в течение 1 месяца. В пересчете на день это означает потерю от 30 тысяч до 40 тысяч клеток кожи. 724. Определенная порция адреналина может наделить человека такой силой, что он сможет поднять автомобиль. Кроме усиления мышц, адреналин способен активизировать и другие функции: память, дыхание, выносливость. 725. Запомнить порядок планет Солнечной системы по мере их удаления от Солнца можно при помощи мнемонической фразы: «Мы ведь знаем, мама Юля села утром на пилюли». Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, карликовая планета. 726. В нашей Солнечной системе есть карликовая планета яйцевидной формы Хаумеа. Ее форма обусловлена невероятно быстрым вращением. 727. Самая далекая от Земли обозримая звезда, обнаруженная на сегодняшний день, называется Эарендел. Свет от нее шел до Земли 12,9 миллиарда лет. Масса Эарендел в 50 раз больше массы Солнца, а сияние ярче в миллионы раз. 728. Темно-синяя полоса, видимая на горизонте в период сумерек как утренних, на рассвете, так и вечерних, на закате – это тень, отбрасываемая Землей на свою атмосферу. 729. Уран – самая холодная планета Солнечной системы, температура на которой может достигать минус 224 градуса Цельсия. 730. Это фотография поверхности Солнца, на которой она детально изображена. 731. Вдыхание лунной пыли крайне опасно для здоровья, поскольку это не тот вид пыли, что встречается на Земле. Частицы лунной пыли очень острые, они не подвержены разрушению и представляют собой мельчайшие осколки метеоритов. Если их вдохнуть, они могут разрушить до 90% тканей легких и головного мозга в течение всего 1 суток. 732. Обслуживание спутниковой системы навигации GPS
которой бесплатно пользуются люди во всем мире, обходится в $2 миллиона в день и оплачивается американскими налогоплательщиками. 733. Планеты Солнечной системы вращаются не вокруг Солнца, а вокруг центра масс Солнечной системы, который называется барицентром. Правда, барицентр почти всегда совпадает с расположением Солнца. 734. В 1941 году американский авианосец шел на юг по открытому морю, когда в небе был замечен предположительно японский самолет. Команда корабля открыла огонь и успела выпустить 300 снарядов до того, как штурман, на основе показаний приборов, выяснил, что они стреляют по Венере. Вспоминая этот случай, штурман Лэнсон Дита шутил: «Недавно я видел спутниковые снимки Венеры и заметил на ней несколько вмятин, так что, возможно, мы попали в цель». 735. 1 апреля 1976 года английский астроном Патрик Мур по радиостанции BBC объявил слушателям, что сегодня в 9 часов 47 минут в связи с особым расположением планет гравитация на Земле будет чуть слабее. Астроном заверил, что если слушатели подпрыгнут в этот момент, то смогут испытать некое странное чувство. Уже в 9:50 в редакцию радиостанции поступила масса звонков от людей, утверждающих, что они действительно чувствовали себя во время прыжка легче, чем обычно. 736. Съемки фильма «Гравитация» стоили на $27 миллионов больше, чем индийская орбитальная миссия на Марс. 737. Астрономам удалось получить новое изображение черной дыры «Стрелец А» звездочка, находящейся в центре нашей галактики. На снимке видно структуру поляризации света, зависящую от магнитного поля. 738. Японский космический аппарат Акацуки вышел на орбиту Венеры в 2015 году. Его задачей было сделать снимки планеты в инфракрасном диапазоне, чтобы можно было рассмотреть структуру облаков, состоящих из серной кислоты, сквозь непроницаемую атмосферу Венеры. Вы видите этот снимок. 739. Единственный объект на Венере, названный мужским именем, это горы Максвелла, в честь основателя электродинамики Джеймса Клерка Максвелла. 740. Сутки на Венере длятся дольше года. 741. Если бы диаметр Земли был на 50% больше, люди не смогли бы летать в космос при помощи ракет. 742. Первый известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, был обнаружен в 2017 году. Его название Оumuamua в переводе с гавайского означает «разведчик» или «посланник издалека». Он имел форму сигары и не был похож ни на комету, ни на астероид. У ученых до сих пор нет единого мнения о происхождении Оumuamua. 743. Учитывая слабую гравитацию и снижение маневренности из-за скафандра, космонавту потребовалось бы около полугода, чтобы пешком обойти вокруг Луны. 744. Вы видите снимок черной дыры «Стрелец А» звездочка, находящейся в центре нашей галактики. Фото получено при помощи системы радиотелескопов. Цвета условны: красным выделены участки, более интенсивно излучающие радиочастоты, серым менее интенсивно. 745. Хвосты комет всегда указывают в направлении, противоположном Солнцу. Хвост создается взаимодействием кометы с солнечными ветрами. 746. Когда один из первых космонавтов Международной космической станции Билл Шепард, бывший морской пехотинец, проходил собеседование в НАСА, его спросили, что у вас получается лучше всего, на что тот честно ответил: убивать людей ножом. 747. Газовое облако в созвездии Орла содержит достаточно алкоголя, чтобы создать 200 септиллионов литров пива. Количество этанола измерили в 1995 году, и ученые обнаружили около 30 других химических веществ в облаке, но алкоголь был основным. 748. Спутник Сатурна, Япет, по всему экватору опоясывает стена горных хребтов,
из-за чего он похож на грецкий орех, а его брат Мимос с его гигантским кратером Гершель похож на звезду смерти из «Звездных войн». 749. Юпитер в 2 раза массивнее всех остальных планет вместе взятых. Если бы Земля была размером с виноградину, то Юпитер был бы как баскетбольный мяч. 750. Исследования, проводимое для того, чтобы максимально реалистично изобразить черную дыру в фильме «Интерстеллар» 2014 года, было настолько тщательным, что по его итогам были опубликованы 3 научные работы. 751. Космонавты на МКС спят возле вентиляционных отверстий, это необходимое условие, иначе из-за невесомости углекислый газ образует пузырь вокруг головы спящего. 752. В 2002 году стажер НАСА Тед Робертс украл из лаборатории НАСА сейф с лунными камнями. Он и его девушка вскрыли сейф в номере отеля, рассыпали камни по кровати и предались плотским утехам. Робертса поймали, когда тот пытался продать камни. Он получил 8 лет тюрьмы. 753. Горы на Титане, спутники Сатурна, названы в честь гор Средиземья, мира, в котором происходит действие книг Джона Рональда Руэлла Толкиена. Например, Миндолуин, Таниквитель, Эребор и тому подобное. 754. Наш организм формировался под действием земной гравитации и неразрывно связан с ней. Люди могут жить только на тех планетах, где гравитация отличается от земной не более, чем в 3 раза, иначе кровообращение головного мозга будет нарушено. 755. Замбия пыталась опередить Советский Союз и Соединенные Штаты в освоении космоса, желая отправить, так сказать, астронавтов на Марс для обращения марсиан в христианство. 756. Солнце не имеет четких границ. 757. Фтор встречается во Вселенной гораздо реже других элементов с таким же атомным весом, потому что он крайне редко возникает в процессе обычного ядерного синтеза, происходящего в звездах, а возникнув, почти сразу же разрушается. Почему фтор вообще существует, несмотря на эти условия, пока остается загадкой для науки. 758. Как ни странно, большинство людей не знают, почему на Земле сменяются времена года. Некоторые ошибочно считают, что лето и зима существуют из-за того, что Земля вращается вокруг своей оси, хотя на самом деле этим вращением обусловлена только смена дня и ночи. Другие уверены, что смена сезонов происходит из-за того, что орбита Земли не окружность, а эллипс, овал, и зима наступает тогда, когда планета отдаляется от Солнца. Но на деле зимой Земля ближе к Солнцу, чем летом, из-за чего же происходит смена времен года. Ось Земли находится под наклоном в приблизительно 23 градуса по отношению к Солнцу. В результате оно полгода освещает северное полушарие, а полгода южное. Из-за этого же на Земле существуют такие явления, как полярная ночь и полярный день, когда Солнце не восходит и не заходит соответственно. 759. Влияние Луны добавляет к земным суткам 1,8 миллисекунды за 100 лет. За последние 350 миллионов лет спутник замедлил вращение Земли примерно на час. 760. Существует область астрономии, занимающаяся изучением разрушенных планет, некропланетология. 761. Поскольку Вселенная постоянно расширяется, приблизительно 60 тысяч звезд в секунду навсегда исчезают из нашего поля зрения. 762. Единственный спутник в Солнечной системе, движущийся в направлении, обратном вращению своей планеты, это Тритон, спутник Нептуна. 763. Харон, спутник Плутона, всего вдвое меньше своей планеты. Некоторые ученые рассматривают их в качестве двойной планетной системы Плутон-Харон, ведь центр масс находится вне Плутона, а вращение объектов взаимно синхронизировано. 764. Объект Хога – кольцеобразная галактика с очень ровными пропорциями. В ее центре скопление старых звезд желтого цвета,
а более молодые звезды, имеющие голубой оттенок, формируют кольцо вокруг. 765. Скорость света не является максимально достижимой скоростью. Объекты, движение которых не связано с переносом информации, например, тень или солнечный зайчик, могут иметь сколь угодно большую скорость. Движение со скоростью, превышающей скорость света, называется сверхсветовым движением. 766. Супер-Юпитеры – это космические объекты примерно того же размера, что и Юпитер, но гораздо массивнее. Они находятся на границе между планетами и звездами, до звезды им не хватает массы. 767. Эпоху, в которой мы, люди, оказываем существенное влияние на состояние Земли, многие ученые предлагают называть антропоценом, по аналогии с плейстоценом, эоценом и тому подобное. Надо заметить, что влияние это исключительно негативное. В антропоцене вымирание видов ускорилось вдвое, почвы разрушаются, леса вырубаются, атмосфера и воды Мирового океана загрязняются, как никогда активно. Какое событие положило начало эпохи антропоцена, остается предметом споров: появление сельского хозяйства, промышленная революция, сброс атомных бомб и так далее. 768. В 1925 году в гробнице фараона было обнаружено множество предметов, но одним из самых интригующих долгое время был кинжал, сделанный, по предположениям, из метеоритного металла. При помощи метода анализа, называемого рентгеновской флуоресцентной спектрометрией, удалось доказать, что состав кинжала сочетания железа, никеля и кобальта свидетельствует о его неземном происхождении. 769. Каждую секунду Солнце теряет почти 6 миллионов тонн массы, но за последние 4,5 миллиарда лет оно потеряло всего 0,5% от первоначальной массы. К тому же оно такое большое, что все равно погаснет не раньше, чем через 5 миллиардов лет. 770. Вот как будет выглядеть схема Солнечной системы, если изобразить планеты вместе со всеми их спутниками. 771. Согласно расчетам ученых, через 250 миллионов лет все континенты Земли сольются в один суперконтинент Пангея Ультима, а через 500 миллионов лет жизнь на поверхности нашей планеты станет невозможной для животных и растений из-за увеличения яркости Солнца и повышения температуры. 772. При инверсии магнитного поля Земли северный магнитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, а стрелка компаса начинает показывать противоположное направление. В последний раз это произошло, предположительно, около 800 тысяч лет назад. 773. Если бы вы могли сесть в машину и поехать вверх со скоростью 100 км в час, то уже через час оказались бы в космосе. 774. Каждые 14-15 лет кольца Сатурна поворачиваются ребром к Земле. Они настолько узкие, что их практически не видно. 775. Фотону требуется, в среднем, 170 тысяч лет, чтобы дойти от ядра Солнца до его поверхности, но всего лишь 8 минут, чтобы достичь Земли. 776. Точка Немо – это условная точка самого удаленного места на Земле, от которой ближайшие точки суши находятся в 2688 километрах. Это настолько изолированное место, что если бы вы попали туда, самыми ближайшими к вам людьми время от времени оказывались бы космонавты на борту МКС. Она используется в качестве кладбища космических кораблей. На дне в этом месте находится уже не менее сотни отслуживших свое космических аппаратов. 777. Если всю историю Вселенной гипотетически сжать в один календарный год, то человечество появилось 31 декабря в 22:30. 778. Чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному, в некоторые годы Международная служба вращения Земли добавляет одну дополнительную секунду. Эта секунда получила название секунда координации. В такие дни,
После 23 часов 59 минут 59 секунд идет 23 часа 59 минут 60 секунд, а уже потом 0 часов 0 минут 0 секунд следующего дня. 779. В 2002 году была запущена германо-американская космическая миссия под названием «Грейс», состоящая из 2 спутников. Они облетали Землю на одной орбите на высоте около 450 километров, находясь друг за другом на расстоянии 220 километров. Когда первый спутник проходил через область с более сильным гравитационным воздействием, такую как большой горный массив, он ускорялся и отдалялся от второго спутника. Позднее второй спутник, достигая этой области, также ускорялся, восстанавливая первоначальное расстояние между ними. За эту своеобразную игру в догонялки спутники прозвали Томом и Джерри. 780. Древние римляне называли яркую звезду Сириус Каникула, что в переводе означает «маленькая собачка». Время летней жары, когда Сириус становился видимым на утреннем небе, они называли Дайс Каникулорес собачьими днями. Отсюда происходит слово «каникулы». 781. Фелисит – первая и единственная кошка, побывавшая в космосе. Ее полет состоялся в 1963 году. 782. 3,5 миллиарда лет назад, а именно этим возрастом, датируются первые следы жизни, обнаруженные на Земле. Сутки на планете длились 12 часов. Когда возник фотосинтез, около 2,5 миллиарда лет назад, сутки длились 18 часов. Когда появились первые эукариотические клетки, животные и растения, 1,7 миллиарда лет назад, сутки длились 21 час. 783. Почти каждая космическая фотография изначально черно-белая и уже потом раскрашена учеными. 784. Космонавты в невесомости очень быстро теряют мышечную массу, до 20% за 11-дневный космический полет, согласно данным НАСА. Силовые упражнения на МКС недоступны, но там имеется велотренажер и беговая дорожка, оснащенные ремнями безопасности, чтобы местные жители могли хоть как-то поддерживать себя в форме. 785. Полярная звезда, знаменитая Северная звезда, в хвосте созвездия Малой Медведицы это не одна, а 3 звезды, очень близко расположенные друг к другу. Википедия описывает их как тройную звездную систему, состоящую из звезд полярная А, полярная АБ и полярная Б. 786. Земля пульсирует каждые 26 секунд. Впервые этот импульс обнаружил Джек Оливер из геологической обсерватории Ламонт-Дуэрти в 1960-х годах. Позже сейсмологи установили, что импульс исходит из Гвинейского залива. Однако ученые до сих пор не могут толком разобраться, чем вызвана странная пульсация. 787. Если заплакать на МКС, слезы из-за невесомости будут скапливаться вокруг глаз в форме сферы. 788. Большая часть массы Земли приходится на железо и кислород. 789. Первым человеком, предложившим, что у Венеры есть атмосфера, был русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца 6 июня 1761 года, он увидел тонкий светящийся ореол вокруг силуэта планеты и верно распознал его как атмосферу. Этот оптический эффект так и называется в науке – явление Ломоносова. 790. Кальций в наших костях, железо в крови и кислород в легких созданы внутри древних и уже погасших звезд. 791. Космическое пространство пахнет парами дизеля, порохом и барбекю. 792. Ян Ли Вэй, первый гражданин Китая, побывавший в космосе, лично подтвердил, что Великую Китайскую стену с околоземной орбиты не видно. Более того, Ли Вэй сделал серию фотографий, из которых понятно, что даже если стену и видно, ее невозможно отличить от дорог. 793.
Это фото Нила Армстронга, первого человека на Луне, сделанное сразу после его возвращения в спускаемый модуль с поверхности Луны. 1969 год. 794. А это фото Юрия Гагарина после возвращения на Землю. 795. В условиях невесомости пламя свечи не желтое, а голубое, и горит не вверх, а в разные стороны, формируя сферу. 796. Циолковский называл аппарат, предназначенный для полета человека в космос, небесным кораблем. 797. Диаметр Луны в 400 раз меньше диаметра Солнца. При этом Луна примерно в 400 раз ближе к Земле, чем Солнце. Поэтому с Земли Луна и Солнце кажутся примерно одинакового размера, и мы можем наблюдать солнечные затмения. 798. Самая большая структура в наблюдаемой Вселенной – Великая Стена Геркулес, Северная Корона, размером более 10 миллиардов световых лет, состоящая из тысяч или даже миллионов галактик. Она занимает примерно 10% наблюдаемой Вселенной. Существование такой большой структуры противоречит принципам современной космологии, и пока у ученых нет объяснения, каким образом она могла сформироваться. 799. В 1761 году французский астроном Гийом Лежантиль отправился в Индию, чтобы наблюдать транзит, прохождение Венеры по солнечному диску, но из-за войны с Англией не смог вовремя высадиться на берег. В течение 8 лет Лежантиль ждал повторения этого события, попутно изучая муссоны, приливы и отливы, флору и фауну Индии и ближайших островов. В конце концов Лежантиль дождался повторного транзита Венеры, произвел свои наблюдения и отправился домой. По пути его корабль потерпел кораблекрушение, а его самого захватили в плен пираты. В конце концов, после долгих злоключений астроному удалось вернуться домой через 11 лет после того, как он его покинул, чтобы узнать, что на родине его давно считают погибшим. Жена повторно вышла замуж, а место во Французской академии наук занял другой ученый. 800. Первый достаточно точный расчет радиуса нашей планеты сделал греческий математик Эратосфен в III веке до нашей эры. Он ошибся всего на 70 километров. 801. 28 августа 1969 года Джудит Лав Коэн, аэрокосмический инженер НАСА, решала важнейшую математическую задачу, когда у нее начались схватки. Не желая отрываться от работы, Джудит распечатала свои расчеты и поехала в больницу, где незадолго до рождения ребенка решила задачу. Через несколько месяцев, благодаря этой работе Коэн, посвященной резервной системе навигации, во время аварии удалось спасти астронавтов миссии Аполлон-13. С ребенком тоже все оказалось в порядке, он вырос и стал актером Джеком Блэком. 802. Масса Солнца составляет около 99,86% всей массы Солнечной системы. 803. После стыковки челнока «Атлантис» и СТС-71 со станцией «Мир» в 1995 году, сменяющийся экипаж станции должен был вернуться на Землю на Атлантисе. В последний момент оказалось, что космонавты Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов не имеют виз США. Госдепартамент США постановил космонавтов впустить, но оформить их в соответствии со специальным параграфом иммиграционного закона США, согласно которому Дежуров и Стрекалов были ввезены в США как, цитата, «пришельцы из космоса». Этот закон ранее никогда не употреблялся и неизвестно, будет ли когда-нибудь применен еще раз. 804. Удар астероида, вызвавший вымирание динозавров, сжег 70% мировых лесов, вызвал цунами, поднявшееся на высоту 100 метров, и выбросил в атмосферу 25 триллионов тонн обломков, что уменьшило количество солнечного света на 90% на целое десятилетие. 805. В 1998 году астрономы обнаружили короткие быстрые радиосигналы и назвали их перитонами. Вскоре выяснилось,
что перитоны испускала микроволновая печка в столовой обсерватории. 806. Италия была третьей страной в истории, запустившей в космос искусственный спутник. Это произошло 15 декабря 1964 года. Спутник провел на орбите 272 дня, изучая ионосферу, а затем снова вошел в атмосферу и сгорел. Запуск спутника проводился в рамках итальянской космической программы, которая длилась до 1988 года. 807. Согласно международной классификации, космическим называется полет, проходящий на высоте более 100 километров. Согласно классификации США, космический – это полет выше 50 миль, около 80,5 километра. А в России космическим считается орбитальный полет, то есть полет, во время которого сделан хотя бы один полный виток вокруг Земли. 808. Если взглянуть на Солнечную систему сверху, можно заметить, что Венера вращается по часовой стрелке, в отличие от всех остальных планет системы, вращающихся против часовой. Мы до сих пор не знаем, почему так происходит. Интересно, что атмосфера Венеры вращается в 50 раз быстрее самой Венеры. Этот феномен называется суперротацией. 809. В фильмах о космосе почти всегда встречается одна и та же, нелепая с точки зрения физики, ошибка. Двигатели космических кораблей работают постоянно. На самом деле, так как в космосе нет среды, которая бы противодействовала движению, двигатель нужен только для того, чтобы задать кораблю скорость, а далее он сам продолжал бы движение с этой скоростью. 810. У галактик тоже бывают спутники. Например, у Млечного Пути есть более 50 галактик-спутников, большая часть которых карликовые галактики. 811. Хотя Солнце кажется желтым или оранжевым, на самом деле оно ослепительно белое. Желтый цвет возникает в результате рассеивания солнечных лучей в атмосфере Земли. 812. Под поверхностью нашей планеты находятся пузыри из инопланетной породы и металла, в миллионы раз превосходящие размером Эверест, говорится в исследовании Университета Аризоны. Ученые обнаружили лаву, кардинально отличающуюся от обычной лавы из мантии Земли, и предположили, что она имеет инопланетное происхождение. Около 4,5 миллиарда лет назад планета Тея предположительно столкнулась с Землей, в результате чего материя, выброшенная в космос, сформировалась в Луну. Ученые считают, что после катастрофы породы Тея оказались погребены глубоко в Земле, а также внутри лунной породы. 813. Это фотография Стрельца А, звездочка, черной дыры, находящейся в центре нашей галактики. 814. Ученые, изучавшие лунный грунт, доставленный на Землю Аполлоном-17, предполагали, что с окончанием Холодной войны финансирование космической программы прекратится. Они заморозили половину грунта в надежде на то, что в будущем наука сможет найти средства и провести полный анализ его состава. 815. Первые американские спутники-шпионы сбрасывали отснятую фотопленку из космоса в специальном ведре для пленки, которое затем подхватывал в воздухе самолет. 816. Вулканическая поверхность полуострова Камчатка очень схожа с поверхностью Луны. В частности, самый первый советский аппарат, Луноход-1, испытывался в районе вулкана Плоский Толбачик. 817. Согласно подсчетам ученых, на Землю ежедневно падает космическая пыль и мелкие космические тела средней общей массой до 60 тонн. 818. Знаменитый узор на обложке альбома группы Joy Division Unknown Pleasures – это профиль импульса первого, когда-либо обнаруженного пульсара вращающейся нейтронной звезды. Его неофициальное название было LGM-1, сокращение от «маленькие зеленые человечки», по-английски это звучит как Little Green Man. 819. Солнечное затмение всегда происходит примерно за 2 недели до или после лунного затмения.
820. Космические собаки Белка и Стрелка получили эти имена только за 6 дней до полета. До этого Белка была Вильной, а Стрелка — Каплей, а еще раньше то ли Сильвой, то ли Марсианкой. Эти данные обнаружены в архивной тетради Олега Газенко, руководившего физиологической подготовкой этих и многих других собак советской космической программы. 821. Из-за невесомости обычные чернильные ручки в космосе писать не будут. 822. Римско-католическая епархия города Орландо, США, фактически является самой большой католической епархией в мире и за его пределами. Ее площадь составляет невероятные 22 530 816 квадратных километров. Дело в том, что именно из Орландо был запущен космический корабль «Аполлон-11» с экспедицией на Луну, а один из канонических церковных законов гласит: любая вновь открытая территория подпадает под то епископство, откуда отправилась экспедиция. 823. Давление на поверхности Венеры в 92,1 раз выше, чем на поверхности Земли, и равно давлению в земном океане на глубине 910 метров. 824. Спутник Сатурна, Титан, единственный кроме Земли объект Солнечной системы, на котором есть плотная атмосфера с облаками, реки и озера из сжиженных газов, и имеется даже вода в виде льда. Температура на Титане составляет, в среднем, минус 179 градусов Цельсия. 825. Это первые в истории фотографии поверхности Венеры, снятые космическим аппаратом Венера-9. 826. 10 золотых медалей Олимпийских игр в Сочи содержали фрагменты Челябинского метеорита, взорвавшегося в 2013 году на высоте 23 километра в окрестностях Челябинска. 827. Половина всех звезд в нашей галактике – двойные звезды. Они находятся на малом расстоянии друг от друга и связаны гравитацией. Постепенно вещество одной звезды перетекает в другую. 828. Первым искусственным объектом в космосе была немецкая ракета Фау-2, запущенная Вермахтом в 1942 году. 829. Первыми живыми существами в космосе были плодовые мушки. В качестве эксперимента в 1947 году их поместили в ракету США. По прибытии на Землю они все еще были живы. 830. Во время солнечного затмения можно увидеть бриллиантовое кольцо, эффект, который появляется прямо перед тем, как солнечный диск полностью скроется за лунным, или наоборот, сразу после того, как он покажется. 831. Обратный отсчет при запуске космических ракет звучит очень драматично, и это неудивительно, если знать, что придумали его в Голливуде. В 1929 году обратный отсчет впервые прозвучал в фильме «Женщина на Луне». 832. Ядро Земли на 2,5 года моложе коры, что объясняется общей теорией относительности. Гравитационный потенциал влияет на время. Чем он меньше, тем медленнее идет время. Это предполагает, что измерение возраста массивного тела на его поверхности и близ центра будет давать разные результаты, что и было подтверждено расчетами. 833. Согласно данным НАСА, никто из людей никогда не занимался любовью в космосе. 834. Ганимед, самый большой спутник Солнечной системы, превышает размерами Меркурий. Ганимед мог бы считаться планетой, если бы вращался вокруг Солнца, а не вокруг Юпитера. 835. Землетрясение 2011 года, произошедшее в Японии и разрушившее Фукусимскую АЭС, сдвинуло ось вращения Земли на 17 сантиметров. Мало того, оно еще и укоротило сутки примерно на 1,8 микросекунды, так как Земля начала вращаться быстрее. Впрочем, эти изменения слишком малозначимы по сравнению с размером нашей планеты, и мы их не почувствовали.
а к 2015 году скорость вращения вернулась к своему старому значению. 836. Когда Венера полностью освещена Солнцем, она максимально далеко от Земли, а когда Венера находится на минимальном расстоянии от нашей планеты, мы видим только гало атмосферы вокруг совершенно темного объекта. Именно это создает сложности для изучения Венеры с Земли. 837. Несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу, чем Венера, температура на его поверхности колеблется от 190 ночью до плюс 430 градусов Цельсия днем. Температура же поверхности Венеры превышает 450 градусов Цельсия в любое время суток, хотя она находится вдвое дальше от Солнца. Это явление объясняется парниковым эффектом. 838. Луна – это первый межпланетный музей. НАСА запретила всем, кто когда-либо будет посещать Луну, прикасаться к американским аппаратам, находящимся там, а также к другим вещам, оставленным после миссии Аполлон, поскольку они имеют историческую ценность. 839. Большинство попыток посадить космический аппарат на поверхность Венеры были предприняты Советским Союзом. Некоторые из этих попыток были удачными, но работали аппараты недолго, около 2 часов, после чего электроника плавилась под воздействием высоких температур. 840. Это фото наглядно показывает, что суша занимает очень небольшую часть нашей планеты. 841. У членов космических экспедиций Аполлон были проблемы со страховкой из-за огромного риска для жизни. Страховка для подобных целей стоит целое состояние. Проблему решили оригинальным способом. Астронавты оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых, в случае их гибели, взлетела бы до небес. Но все закончилось благополучно, и сейчас такой так называемый страховой конверт можно найти на аукционе примерно за $30 тысяч. 842. В субботу и воскресенье магнитное поле Земли слегка изменяется по сравнению с будними днями. Это происходит потому, что падает интенсивность использования и передачи электроэнергии. 843. Космонавты не могут стирать на МКС свое грязное белье, но как же тогда от него избавиться? Есть один способ. Время от времени Роскосмос отправляет на станцию беспилотные корабли «Прогресс» одноразового использования, то есть не оснащенные механизмом посадки. «Прогрессы» доставляют космонавтам припасы, а затем загружаются мусором и использованным бельем, отстыковываются и берут курс на Землю, где сгорают в атмосфере над Тихим океаном. 844. Несмотря на то, что земная мантия в основном твердая из-за экстремального давления, в геологических временных масштабах она ведет себя как вязкая жидкость. 845. Количество солнечной энергии, падающей на Землю за час, больше, чем вся энергия, которую человечество использует за год. В цифрах это 430 квинтиллионов джоулей против 410. Поэтому солнечные батареи не только самый экологичный, но и самый перспективный способ получения энергии. Хотя существующие разработки пока не позволяют использовать солнечный свет с достаточной эффективностью, инженеры утверждают, что появление высокоэффективных солнечных батарей – вопрос времени. 846. Хотя видимой Вселенной всего 14 миллиардов лет, ее диаметр составляет 92 миллиарда световых лет. 847. Люди знают о существовании других галактик всего около 100 лет. До этого считалось, что Млечный Путь – это и есть вся Вселенная. 848. Нил Армстронг оставил на Луне кусочек пропеллера и обшивки крыла первого в истории самолета братьев Райт. 849. В память о достижениях в освоении космического пространства мысу Канаверал в США, откуда происходили запуски космических ракет, был присвоен телефонный код 321 с намеком на обратный отсчет. 850. Нёрдлинген, город в Германии с населением около 20 тысяч человек, был построен в ударном кратере,
оставшимся от метеорита, упавшего на Землю, со скоростью 70 тысяч километров в час 15 миллионов лет назад. Ширина кратера 25 километров, и весь он начинен примерно 72 тысячами тонн микроалмазов. Здания Нёрдлингена, построенные из местного камня, содержат в своих стенах миллионы крошечных алмазов диаметром менее 0,2 мм. 851. В ответ на вывод СССР первого искусственного спутника на орбиту Земли, США хотели запустить программу ядерных испытаний на Луне, чтобы Советы затрепетали, увидев взрывы и грибовидные облака на Луне. Правда, грибовидные облака могут появляться только в плотной атмосфере, такой как на Земле. Что интересно, программу так и не отменили, по крайней мере, официально. Ее просто не стали реализовывать. 852. Земля минимум на 38% состоит из бриджманита, силикат перовскита, но несмотря на то, что это самый распространенный на нашей планете минерал, о нем мало что известно. Причина в том, что залежи этого минерала располагаются в нижней мантии на глубине от 700 до 2900 километров. Разумеется, забраться так глубоко не представляется возможным. Ученые нашли фрагменты бриджманита на метеорите и в 2014 году присвоили официальное имя. До этого минерал чаще всего называли перовскитом, да и сейчас это название в ходу. 853. Антимир — это предположительный объект в космосе, антизвезда, антигалактика или антиметагалактика, состоящий из антивещества. Он представляет собой антивариант нашей Вселенной. Антимир и антивселенная считаются достаточно похожими на наш мир. Однако если обнаружится, что излучение материи и антиматерии немного отличается по частоте, это будет означать, что антимир и антивселенная не полностью идентичны нашему миру. 854. Перед отправкой собаки Лайки в космос, ученый Владимир Яздовский забрал ее к себе домой, чтобы она поиграла с его детьми, так как знал, что она не переживет полет. 855. До того, как экипаж Аполлон-11 впервые в истории высадился на Луну, возле нее побывали астронавты миссии Аполлон-10. Лунный модуль, на котором они прилетели, обладал технической возможностью совершить посадку, но задачей астронавтов было проверить все компоненты и процедуры, совершаемые космическим кораблем, кроме посадки, а также сфотографировать предполагаемое место посадки модуля Армстронга и Олдрина, прилетевших 2 месяца спустя. Стоит заметить, что по решению НАСА у лунного модуля Аполлон-10 было недостаточно топлива, чтобы вернуться домой, если бы они все-таки решились нарушить запрет и прилуниться. 856. Наша галактика Млечный Путь весит около 1,5 триллиона солнечных масс. 857. Космонавты могут участвовать в выборах прямо с орбиты. 858. Согласно старой шутке, посмотреть на Солнце в телескоп можно дважды, первый раз левым глазом, а второй раз правым. На самом деле наблюдать за Солнцем в телескоп возможно, но только установив на аппарат специальный фильтр, без которого глаз может сгореть в буквальном смысле. Это опытным путем доказал американский астроном Марк Томпсон. Свиной глаз, который он использовал в своем эксперименте, стал дымиться через 20 секунд наблюдения за Солнцем в телескоп. 859. Луна – один из самых тусклых объектов в Солнечной системе. Если бы на ее месте был спутник Нептуна, Тритон, он казался бы в 7 раз ярче. 860. Инженеры НАСА разработали набор для макияжа для женщин-астронавток на случай, если им захочется накраситься, будучи в космосе. 861. Температура на Луне в месте посадки Аполлона-11 составляла 93 градуса Цельсия. 862. Космонавты часто теряют ногти после выхода в открытый космос. По одной из версий, это связано с расслоением ногтей из-за смены давления. Другие исследователи считают, что причиной может быть нарушение циркуляции крови. 863.
самая большая звезда в сравнении с самой большой черной дырой. Это радиоквазар Тон-618, масса которого в 66 миллиардов раз превышает массу Солнца, а его диаметр в 280 тысяч раз больше солнечного. 864. Земля — единственное место в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение. 865. Инерция Мирового океана, кроме замедления вращения Земли, приводит к отдалению Луны от Земли. Подсчитано, что через 600 миллионов лет Луна отдалится настолько, что ее будет недостаточно для того, чтобы заслонять собой Солнце, поэтому солнечные затмения прекратятся. 866. Это первая фотография, на которой изображена полностью освещенная Земля. Она известна как The Blue Marble, синий марбл, и была сделана 7 декабря 1972 года командой космического корабля Аполлон-17. Солнце было позади аппарата, в то время, когда фотографировали, а Земля полностью освещалась. 867. Pizza Hut доставила пиццу на МКС в 2001 году. Доставка до места назначения заняла несколько дней и обошлась компании в $1 миллион. 868. Несмотря на наличие серной кислоты и высокую температуру в атмосфере Венеры, биологи считают, что некоторые виды организмов могли бы там жить, подобно бактериям, обнаруженным в облаках Земли. 869. Дактиль, самый маленький спутник в Солнечной системе, обращается не вокруг планеты, а вокруг астероида Ида. 870. Это карта Венеры. Традиционно все географические точки Венеры названы в честь знаменитых, мифических, сказочных или легендарных женщин. 871. Из всех планет нашей системы спутников нет только у двух, Венеры и Меркурия. Ранее предполагалось, что Меркурий — это бывший спутник Венеры, но расчеты это не подтверждают. 872. При строительстве длинных висячих мостов инженерам приходится учитывать и компенсировать кривизну Земли. Например, у знаменитого Нью-Йоркского моста Верацано-Нарроу верхушки башен на 41 мм дальше друг от друга, чем их основания, что позволяет мосту не падать. 873. Ученые НАСА считают, что свободно плавающие планеты, или как их еще называют, планеты-сироты, выброшенные или сошедшие с орбит своих звезд, более распространены в космическом пространстве, чем сами звезды. 874. Луна медленно сжимается, а ее поверхность сморщивается, из-за чего на поверхности спутника разбросаны тысячи скал, вызванных разломами коры. 875. Со 2 ноября 2000 года в космосе постоянно, в любое время, находится как минимум один человек. 876. Во время полета Skylab 4 работа была очень напряженная, и экипаж, состоящий из новичков, жаловался на слишком плотный график. Наземные службы отказывались перепланировать работы, и в конце концов команда объявила незапланированный выходной и отключила радио. Это был первый случай забастовки в космосе. 877. Слово «экзопланета» происходит от древнегреческого «экса», в ней означает «планета», находящаяся вне Солнечной системы, внесолнечная планета. 878. Большой барьерный риф в Тихом океане – крупнейшее естественное образование на Земле, его даже видно из космоса. Этот коралловый риф является домом для тысяч живых существ и считается одним из красивейших чудес природы. 879. Иногда на Марсе идет снег, но снежинки состоят из углекислого газа, они из воды и не падают, а создают эффект тумана. 880. Земля — единственное место в Солнечной системе, где может гореть огонь. 881. Древнегреческий философ Анаксагор был арестован, сослан и чуть не казнен за то, что называл Солнце не божественным Гелиосом, а раскаленным булыжником. 882.
В романе Вернера фон Брауна «Проект Марс. Техническая история» 1949 года рассказывается, как в ходе колонизации землянами Марса было обнаружено, что на планете уже есть высокоразвитая цивилизация, а лидера марсианского правительства зовут Илон. 883. Атмосфера Земли на высоте 160 километров становится настолько тонкой, что звуковые волны больше не могут по ней распространяться. Эта зона называется анакустической, и она абсолютно бесшумна. 884. Самый крупный найденный на Земле метеорит с Марса достигает 25 сантиметров в поперечнике и весит более 14 килограмм. 885. Солнце тоже влияет на приливы земного океана, но его влияние вдвое слабее, чем у Луны. 886. Космонавты на МКС испытывают 90% земного притяжения. Состояние невесомости на МКС возникает не из-за отсутствия гравитации, а за счет движения станции по круговой орбите с первой космической скоростью. Космонавты как бы постоянно падают вперед со скоростью 7,9 км в секунду. 887. Во время полета Юрия Гагарина в космос Иосиф Сталин еще лежал в мавзолее. 888. Во времена СССР в космос летали 12 самцов макак-резусов. Они летали парами: Абрек Бион, Верный Гордый, Дрема и Роша, Жаконя Забияка, Иваша Крош, Мультик Лапик. Перед полетом они проходили отбор, обучение, за ними закрепляли дублеров. Все почти как с обычными космонавтами. Впервые макак-резусов запустили в космос в декабре 1983 года. 889. В октябре 2003 года солнечный свет потускнел на 0,3%, примерно на 4 дня из-за перемещения 3 очень больших групп солнечных пятен по Солнцу. 890. Лунный камень, подаренный бывшему премьер-министру Нидерландов послом США и выставленный в Национальном музее Нидерландов, оказался куском окаменевшего дерева. 891. Первое достоверное сообщение о том, что от падения метеорита погиб человек, было найдено в старых турецких судебных протоколах. Это произошло в 1888 году на территории современного Ирака. 892. Кроме Плутона в Солнечной системе, есть еще 4 карликовых планеты – Церера, Макемаки, Хаумеа и Ирида. 893. В 1993 году одна компания попыталась запустить гигантский рекламный щит на низкую околоземную орбиту. С Земли рекламный щит выглядел бы почти так же, как полная Луна. После отмены проекта был внесен законопроект, запрещающий любую дальнейшую космическую рекламу. 894. Луна постепенно отдаляется от нашей планеты со скоростью 3,8 см в год. 895. На экзопланете HD 189733b постоянно идет стеклянный дождь. 896. В прошлый раз Земля была в той же точке галактики, что и сейчас, в юрский период. 897. Самые яркие объекты в видимой Вселенной – это квазары, которые могут быть в 400 триллионов раз ярче Солнца. 898. На МКС не действуют законы, принятые в какой-либо стране на Земле. Зато там есть целый свод документов, регулирующих все аспекты нахождения на станции от типов проводимых работ и правил поведения до праздников, которые там отмечают. 899. Самая тусклая звезда в созвездии Большой Медведицы, Алькор, в древности служила тестом остроты зрения. Если римлянин мог ее разглядеть, он годился для службы лучником в армии. 900. Космическое агентство Северной Кореи называется НАДА, что по случайности по-испански означает «ничего». 901. День и ночь на МКС сменяют друг друга каждые 45 минут.
902. Во время своей пиковой активности комета Лавджоя выделяла алкоголь в количестве, эквивалентном 500 бутылкам вина в секунду. 903. Астронавт и космонавт – это одно и то же. С той лишь разницей, что первым термином пользуются американцы, а вторым – русские. 904. При пилотировании МКС может развивать скорость до 28 тысяч км в час. 905. В 1977 году мы получили сигнал из дальнего космоса, который длился 72 секунды. Но мы до сих пор не знаем, что он означает и откуда он взялся. 906. Образец яблони сэра Исаака Ньютона был отправлен в космос, чтобы бросить вызов гравитации. 907. Существуют галактики-каннибалы. Согласно исследованию 2019 года, галактика Андромеды, крупнейший сосед нашей галактики, пожирает более мелкие галактики в течение уже как минимум 10 миллиардов лет. 908. За год в галактике Млечный Путь образуется, в среднем, 7 новых звезд. 909. Без температурного контроля температура на борту МКС составляла бы 120 градусов Цельсия на Солнце и минус 150 градусов Цельсия в тени. 910. Длительное пребывание в космосе чревато для человека потерей крепости костей, ослаблением мышц, подавлением иммунной системы и радиационным облучением. 911. Первый в истории Индии спутник связи, запущенный в 1981 году, привезли к месту тестирования на воловьи упряжки. 912. Спагеттификация – это научный термин, описывающий, что происходит с объектом, когда он попадает в черную дыру. Термин возник после того, как Стивен Хокинг заявил, что попади в черную дыру человек, его растянет, как спагетти. 913. Наша планета, а также вся остальная Солнечная система, находится в межзвездном космическом пузыре, так называемом местном пузыре, где плотность газа, а именно водорода, в 10 раз меньше средней плотности межзвездной среды. 914. Древнегреческий философ Платон был убежден, что небесные светила должны двигаться именно по круговым орбитам, поскольку круг – самая совершенная из фигур. 915. За 4,6 миллиарда лет своего существования Солнце совершило всего 18 полных оборотов вокруг центра нашей галактики. 916. Наша планета движется в космическом пространстве со скоростью 2,16 миллиона километров в час. 917. Достигнув Плутона, межпланетная станция НАСА «Новые горизонты» опередила первоначальный расчет необходимого времени, произведенный за 10 лет до того, всего на 1 минуту. 918. Это фотография с поверхности Титана, спутника Сатурна, сделанная зондом Гюйгенс в 2005 году. Это единственное изображение с поверхности космического тела, находящегося от Земли дальше Марса. 919. Гольф – первый вид спорта, в который играли на Луне. 920. Из 12 человек, побывавших на поверхности Луны, всего один был ученым, геолог Харрисон Шмидт. 921. Галактика Млечный Путь названа в честь струи молока, согласно мифу, брызнувшего из груди древнегреческой богини Геры, когда она оттолкнула от нее Геракла. 922. На сегодняшний день крупнейшая известная звезда – это Стивенсон 2.18. Ее радиус равен 2158 радиусам Солнца, а светит она как 440 тысяч Солнц. 923. Число планет во Вселенной превышает количество секунд, прошедших с момента Большого взрыва. 924. Противоземля – это гипотетическое космическое тело за Солнцем, постоянно находящееся в противоположной точке орбиты Земли. Концепция противоземли известна со времен Пифагора, но согласно современным научным данным, в этой точке нет небесных тел.
925. Самый быстро движущийся объект, созданный людьми, это космический аппарат Parker Solar Probe, скорость которого в мае 2021 года достигла 150 км в секунду. И это всего 0,5% от скорости света. 926. Самое холодное место во Вселенной – это туманность-бумеранг, облако пыли и газа, где температура составляет минус 272 градуса Цельсия, что всего на 1 градус выше абсолютного нуля, составляющего минус 273 градуса Цельсия. 927. Даже если бы мы перемещались со скоростью света, потребовалось бы 25 тысяч лет, чтобы достичь центра нашей галактики. 928. На Хароне, одной из лун Плутона, есть Мордор, темное и таинственное пятно, названное в честь обители Саурона. 929. Ученые считают, что в нашей галактике не менее 100 миллиардов планет. 930. Вернувшись из космоса, астронавт Скотт Келли обнаружил, что стал на 5 сантиметров выше своего брата-близнеца. 931. У Ватикана есть своя собственная обсерватория, основанная в XVIII веке. Она оборудована телескопом, через который священнослужители могут наблюдать за звездами. Некоторые из них были удостоены наград за свои научные исследования. 932. На Земле больше деревьев, чем звезд в нашей галактике. В Млечном Пути находится от 100 до 400 миллиардов звезд. А деревьев на планете, как подсчитали ученые из 15 стран, под руководством эколога Томаса Кроузера из Ельского университета, 3 триллиона 40 миллиардов. Это означает, что на каждого жителя Земли приходится 382 дерева, а звезд максимум 50. 933. Из всех планет Солнечной системы Венера своей массой, размером и орбитой больше всех похожа на Землю. 934. Газопылевое облако Стрелец Б2 пахнет малиновым ромом. 935. На Марсе закаты голубого цвета. 936. У самой маленькой известной человечеству звезды BLM J055557Ep радиус меньше, чем у Юпитера. 937. Следы, оставленные астронавтами на Луне, если их ничто не потревожит, останутся там на несколько тысяч лет, пока не покроются космической пылью. 938. Гигантский шестиугольник – это атмосферный феномен на Сатурне, не имеющий в настоящее время строго научного объяснения, вращается против часовой стрелки со скоростью около 320 км в час. 939. Согласно договору ООН от 1967 года, ни одна из стран не может владеть Луной или другими небесными телами, потому что все они являются достоянием всего человечества и могут использоваться только в мирных целях. 940. Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси. 941. Великое ничто пустое пространство во Вселенной, размер которого составляет 330 миллионов световых лет в диаметре. По приблизительным оценкам великое ничто содержит всего одну галактику на каждые 10 миллионов световых лет. 942. 95% звезд, которые когда-либо будут существовать, уже родились. Темп звездообразования в наше время в 30 раз ниже, чем был во время пика 11 миллиардов лет назад. 943. У Луны есть атмосфера, но она настолько тонкая, что ученые не берут ее в расчет. Общая масса атмосферы Луны примерно равна массе автобуса. 944. Луна представляет собой не сферу, а сфероид, она не круглая, а скорее яйцевидная. Но к Земле Луна всегда обращена своей широкой стороной и кажется нам абсолютно круглой. Форму идеальной сферы имеют
далеко не все небесные тела. 945. Воздушный шарик с гелием на Луне просто упал бы вниз, притянутый гравитацией. Гелий легче воздуха, но на Луне нет воздуха или какой-либо другой атмосферы, так что шарик с гелием, каким бы легким он ни был, не смог бы летать. 946. Это сравнение снимков туманности Киля, сделанных телескопами Хаббл и Уэбб. 947. Перед вами первый полноценный снимок телескопа Джеймс Уэбб. На изображении показано скопление галактик, точнее то, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Мы видим искажение некоторых галактик из-за действия гравитации массивных объектов на свет. 948. Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Юрий Гагарин. 949. Это первая фотография Земли с лунной орбиты, сделана космическим аппаратом НАСА Lunar Orbiter 1. 1966 год. 950. Это первая фотография Луны, снята ученым Джоном Уильямом Дрейпером. 1840 год. 951. Это первая космическая фотография. Сделана камерой, размещенной на борту ракеты Фау-2. 1946 год. 952. Это первая фотография Солнца, была снята французскими физиками Луи Физа и Жаном Фуко. 1845 год. 953. На январь 2009 года насчитывалось 1006 потенциально опасных астероидов и 85 сближающихся с Землей комет, а на 2012 год их было уже 1360. За этими объектами наблюдают астрономы. Пока беспокоиться не о чем. 954. Астероид Аракот из пояса Койпера – это зародыш будущей планеты, так называемая планетиземаль. Этот объект, сталкиваясь с другими объектами, постепенно накопит массу, а затем вещество в его центре начнет нагреваться и плавить планетиземаль. Тогда он станет протопланетной, а протопланеты, в свою очередь, сталкиваясь, формируют планеты. 955. Hubble Extreme Deep Field – самое глубокое изображение космоса с самыми далекими объектами, которые удалось сфотографировать. Все светящиеся точки – это галактики. Самая далекая из них удалена от нас на 13,2 миллиарда световых лет. 956. Это самая качественная фотография черной дыры на текущий момент. Она сделана при помощи высокочувствительных приемников поляризованного света. Полосы в воронке – это линии магнитного поля. 957. Деймос, спутник Марса, с каждым оборотом вокруг планеты увеличивает радиус своей орбиты, а Фобос наоборот уменьшает. В будущем Деймос улетит в космос, а Фобос упадет на Марс, спровоцировав катаклизм огромных масштабов. 958. Орбиты спутников Сатурна, Эпиметея и Януса расположены очень близко, их радиус отличается всего на 50 километров. Раз в 4 года один из спутников догоняет второй, и сила гравитации меняет их орбиты местами. 959. 8 июля особенная дата. В этот день, примерно в 11 часов по UTC, всемирное координированное время, Солнце могут видеть одновременно 99% населения Земли. Все, кроме жителей Австралии и Папуа-Новой Гвинеи. 960. Ученые предполагают, что в Солнечной системе есть тысячи мини-черных дыр. Эти дыры, размером с атомное ядро, являются реликтовыми остатками Большого взрыва. Они по-разному влияют на пространство-время из-за их тесной связи с пятым измерением. 961. Если бы инопланетяне, живущие на расстоянии 65 миллионов световых лет от нас, посмотрели на Землю через супертелескоп, они бы увидели динозавров. 962. Вокруг звезды HD 10180 вращаются не менее 9 экзопланет.
963. Медведи в России встречаются в 19 раз чаще, чем астероиды в главном астероидном поясе. 964. В космосе не бывает отрыжки. 965. Для космонавтов на МКС время идет на доли секунды медленнее, чем для людей на Земле. 966. Астрономы обнаружили планету в созвездии Рака, которая вдвое крупнее Земли и почти целиком состоит из графита и алмазов. 967. Всех американских астронавтов обучают русскому языку, а всех русских космонавтов английскому. 968. Люди, находясь в космосе, не храпят. 969. Космонавт Скотт Келли вырос на 5 сантиметров за год, проведенный им в космосе, из-за того, что отсутствие гравитации растягивает позвоночник. 970. Согласно эксперименту, проведенному НАСА в 1998 году, розы в космосе имеют более яркий и выраженный аромат, чем на Земле. 971. Когда космонавт проводит длительное время в невесомости, его сердце становится более сферическим и теряет массу. 972. Утверждение о том, что звуковые волны не могут проходить через космическое пространство, не совсем верно. Звук в космосе есть, просто человек не способен его слышать. 973. В 2015 году астронавт Крис Хэтфилд выпустил первый музыкальный альбом, полностью записанный в космосе. 974. Космонавты на борту МКС переодеваются рядом со специальным устройством, всасывающим частицы кожи и мелкие волоски. В противном случае вся эта человеческая пыль просто летала бы повсюду вокруг. 975. У НАСА есть список точных терминов космической техники, к которому часто прибегают писатели-фантасты для написания своих книг. 976. На Земле МКС весит почти 420 тонн. В космосе же она почти ничего не весит. 977. Космонавты, находясь в космосе в условиях невесомости, не могут чувствовать, что мочевой пузырь наполнился. Поэтому их приучают следить за временем и ходить в туалет каждые 2 часа. 978. Рекорд по самому длительному пребыванию в космосе принадлежит русскому космонавту Олегу Кононенко. К моменту возвращения на Землю его стаж на орбите составит 1110 суток. 979. С МКС не видно Великую Китайскую стену. Зато видны следы загрязнения атмосферы над китайскими мегаполисами. 980. Третьей страной, побывавшей в космосе после СССР и США, стала Канада, которая в 1962 году имела одну из самых передовых космических программ. 981. МКС – самый дорогой объект, когда-либо построенный людьми. Его создание обошлось странам-участникам в 150 миллиардов долларов США. 982. Средняя температура в околоземном пространстве – около 10 градусов по Цельсию. 983. Россия настолько велика, что не только занимает 1/8 всей суши на Земле, но и по площади превышает Плутон. 984. В немецком языке слово «солнце» женского рода, а луна мужского, а во французском «солнце» мужского рода, а луна женского. 985. Наша галактика Млечный Путь вращается со скоростью 270 км в секунду. Так что то место, где вы находились час назад, на самом деле находится на расстоянии примерно в 970 тысяч километров от вас. 986. Стандартный скафандр НАСА стоит $12 миллионов. Он способен защитить астронавта от переохлаждения и перегрева в диапазоне от минус 156 до плюс 121 градуса Цельсия. 987. На МКС есть фильтрующая установка, способная очищать мочу до состояния чистой питьевой воды.
Однако российские космонавты, работающие на борту, наотрез отказываются пить отфильтрованную мочу. Что же касается астронавтов, то они пьют не только воду, полученную из собственной мочи, но и собирают мочу россиян для фильтрации, рассказывает газета «Гардиан». 988. В 2019 году углеводы впервые были обнаружены на метеоритах. Ученые нашли рибозу, сахарид, без которого невозможно кодирование информации в генах. Нашли ее на поверхности марокканского метеорита NWA 801 и на осколках метеорита Мерчисон. Это косвенно подтверждает гипотезу панспермии, предполагающую, что жизнь попала на нашу планету из космоса, а наличие на Земле целого океана воды обусловило ее развитие. 989. Ни один земной аппарат не проработал на Венере более 127 минут. У Венеры нет магнитного поля. Радиус Венеры составляет 6052 километра, 95% радиуса Земли. 990. Венера — единственная планета Солнечной системы, которая вращается по часовой стрелке, поэтому на Венере Солнце восходит на западе. 991. Эффект обзора — это сдвиг в сознании, который испытывают космонавты. Если смотреть на Землю из космоса, она кажется хрупким маленьким голубоватым шариком, висящим в темноте. С такого расстояния не видны границы между странами, да и сами страны становятся неразличимы, как и людские конфликты и беды от разрушения природы. Созерцая это зрелище, космонавты испытывают странное чувство, заставляющее переосмыслить отношение к жизни в пользу большей гуманности и пацифизма. Термин был предложен в 1987 году Фрэнком Уайтом в книге «Эффект обзора. Исследование космоса и человеческая эволюция». Считается, что легкое влияние этого эффекта люди испытывают, когда внимательно разглядывают детализированные изображения Земли, снятые из космоса. Эффект обзора также пытаются вызвать у строителей планетариев, особенно те, где показывают детям 3D-панорамы Солнечной системы, нашей галактики и открытого космоса. 992. Венеру покрывает больше вулканов, чем любую другую планету Солнечной системы. Их там более 1600. Температура в облаках Венеры колеблется в районе 0 градусов Цельсия. Однако на поверхности планеты может достигать 470 градусов Цельсия. Ветра на Венере могут дуть со скоростью 724 км в час. 993. Ваш голос на Венере будет более низким, так как из-за плотной атмосферы планеты голосовые связки будут вибрировать медленнее. В 1965 году советский космический корабль «Венера-3» приземлился на Венеру. Это был первый космический аппарат, который достиг поверхности другой планеты. 994. Солнце сейчас находится примерно в середине своего жизненного цикла. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце истощит запасы водорода и гелия, превратившись в гигантскую красную звезду, и поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. 995. На Венере идет снег из металла. Венера – одна из тех планет, которые мы можем увидеть невооруженным глазом. 996. Самая близкая к земной среда обитания в Солнечной системе – это облака Венеры. Условия там настолько похожи на земные, что земная бактерия Acidicea bacillus ferruxidens могла бы там обитать. 997. У Урана есть своя система колец, однако его кольца намного тоньше и моложе, чем у Сатурна. 998. У 35% людей разглядывание Солнца вызывает желание чихнуть. 999. Самые короткие сутки у Юпитера менее половины земного дня. 1000. Всего у Урана открыто 27 спутников, вращающихся вокруг него по своим орбитам. Большинство знаний об Уране были получены благодаря космическому кораблю Voyager 2, который побывал на его орбите в 1985 и 1986 годах. Поверхностная гравитация Урана на 15% меньше земной.
1001. Спутники Урана названы в честь персонажей из произведений Шекспира и Александра Поупа. Среди них есть Маргарита, Джульетта, Дездемона и Офелия. 1002. Солнце – самый идеально круглый природный объект во Вселенной, известный на данный момент. 1003. Один из спутников Урана носит название Купидон. Химический элемент уран, открытый в 1789 году, был назван как раз в честь недавно обнаруженной на тот момент планеты. На Уране только два времени года – зима и лето. 1004. Венера названа в честь древнеримской богини любви и красоты. День на Венере длится дольше года. Венера является самой горячей планетой Солнечной системы. 1005. Горизонтальное расположение оси вращения Урана вкупе с его движением вокруг Солнца создают уникальный эффект – планета как бы катится по орбите. 1006. Каждый день растения превращают солнечный свет в энергию, количество которой в 6 раз превышает энергопотребление человечества. 1007. Уран вращается вокруг Солнца на расстоянии около 2,8 миллиарда километров и проходит один круг за 84 года. Уран был первой планетой, обнаруженной при помощи телескопа. Скорость ветра на Уране может достигать 900 км в час. 1008. Расстояние от Земли до Солнца – 149,5 миллиона километров. 1009. Ось вращения Урана расположена почти горизонтально относительно плоскости орбиты, поэтому его северный и южный полюсы находятся там, где у большинства других планет экваторы. Уран – третья по величине планета в Солнечной системе. 1010. Уран – планета с самой холодной атмосферой в Солнечной системе. Ее температура в среднем составляет минус 224 градуса Цельсия. Уран, как и Нептун, ледяной гигант. Его общая площадь примерно 8,1 миллиарда квадратных километров. 1011. Изначально Уран назывался Георгиевская звезда. Уран был назван так в честь древнегреческого бога неба. Лето на Уране длится 42 земных года. Внутри Урана может поместиться 63 планеты Земля. 1012. Черепахи побывали на орбите Луны раньше людей. Их отправляли туда для проверки русского космического зонда. 1013. Солнце сформировалось около 4,6 миллиардов лет назад из-за распада части гигантского молекулярного облака, состоящего в основном из водорода и гелия. 1014. Если Луна исчезнет, скорее всего, глобальной катастрофы на Земле не случится. И все же некоторые серьезные изменения произойдут. Например, настанет конец некоторым водным видам спорта, вымрут морские обитатели, жизнь которых напрямую связана с приливами и отливами, не будет солнечных и лунных затмений, а тектонические плиты сместятся, вызвав землетрясения и извержения вулканов. Но главное, климат планеты уже не будет прежним. 1015. Теория фальсификации высадки людей на Луну была окончательно опровергнута в 2011 году, когда зонд НАСА сделал фотографии поверхности Луны высокого разрешения, где отчетливо видны следы приземления Аполлона. Хотя кто мешал им поделать и эти снимки? 1016. Если бы у Земли не было Луны, наш день длился бы всего 6 часов. 1017. Темная сторона Луны на самом деле бирюзовая. Красивый цвет, не правда ли? Жаль, что с Земли его не видно. 1018. Ваш вес на Луне составляет 16,5% от вашего веса на Земле. На Луне вы могли бы прыгать очень высоко. 1019. Нил Армстронг и Базз Олдрин в честь Юрия Гагарина оставили на Луне одну из его медалей. 1020. Как известно, в Солнечной системе всего 8 планет. Однако некоторые ученые полагают, что существует 9-я планета, примерно в 10 раз больше Земли. Гипотеза возникла из-за того,
что, судя по расчетам, есть какое-то тело, гравитационно воздействующее на ближайшие небесные тела. В данный момент планету ищут, исследуя участок космоса на краю Солнечной системы при помощи мощнейших телескопов Земли. 1021. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью около 1600 км в час и летит по космосу, двигаясь по орбите вокруг Солнца со скоростью около 110 тысяч км в час. 1022. Возраст Солнечной системы 4,54 миллиарда лет. 1023. В Швеции находится самая большая модель Солнечной системы в мире, выполненная в масштабе 1 к 20 миллионам. Она простирается на 950 километров через всю страну. 1024. Земля – единственное место в Солнечной системе, где вода встречается в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. 1025. Планетам Солнечной системы требуется около 240 миллионов лет, чтобы облететь орбиту галактики. 1026. Последний раз все люди были вместе на Земле 2 ноября 2000 года. После этой даты часть людей, крохотная, но все же, отправилась на орбиту, чтобы работать на Международной космической станции. С тех пор МКС работает беспрерывно, а на ее борту всегда живет несколько человек. 1027. На Луне есть предмет искусства «Павший астронавт». Это фигурка-человечка, лежащего лицом вниз. Рядом памятная табличка, на которой перечислены имена погибших астронавтов. Впрочем, автор этого произведения, бельгийский художник Пол Ван Хейдонг, был ужасно недоволен тем, как фигурку разместили на Луне. По его задумке она должна была стоять вертикально и символизировать человечество в целом. 1028. Советский Союз запускал на орбиту вооруженную космическую станцию. В 1974 году в эксплуатацию была запущена орбитальная станция «Салют-3», оснащенная 23-мм пушкой, специально сконструированной для стрельбы в вакууме. Когда станция достигла орбиты, пушку испытали в деле, она произвела несколько выстрелов. Это был единственный в истории вооруженный космический аппарат. 1029. Космонавты выращивают овощи и зелень на МКС. Свежими огурцами и душистой петрушкой можно наслаждаться и на орбите. Помимо них на Международной космической станции выращивали рукколу, тюльпаны и некоторые другие виды трав. 1030. Скорость частицы с необычным названием «О, мой Бог» почти равна скорости света. Начиная с 1991 года, ученые несколько десятков раз фиксировали космический ливень из частиц, движущихся со скоростью 99,99% скорости света. Таинственным частицам дали условное название «О май год» частицы. Предположительно, их источник располагается в районе созвездия Большая Медведица. 1031. На самом деле черные дыры настолько загадочны, что мы до сих пор не знаем, как описать их с точки зрения физики. 1032. Огромная сверхмассивная черная дыра прячется в центре нашей галактики, но, к счастью, наша планета очень далеко от нее. 1033. Черные дыры преобразуют массу в энергию в 50 раз эффективнее, чем ядерный синтез. 1034. Когда черная дыра засасывает что-либо, возникает булькающий звук. Этот звук является преобразованием энергии движения в звуковые волны. 1035. В то время как черная дыра поглощает вещество, она также выстреливает поляризованными протонными пучками со скоростью, близкой скорости света. 1036. Считается, что черные дыры постоянно испускают антиматерию, излучение Хокинга. 1037. Сила гравитации внутри черной дыры настолько велика, что оттуда не может вырваться даже свет. Следовательно, черную дыру невозможно увидеть. 1038.
Круг зодиака не соответствует ни одному из известных науке астрономических явлений. Он был составлен во времена, когда в большинстве культур Земля считалась центром мироздания. Глядя на светящуюся точку в небе, наблюдатель не знал, что именно он видит – звезду, планету или галактику. Люди не могли измерить расстояние ни до маленькой звездочки, которая казалась такой близкой, ни до огромной далекой звезды. 1039. Зимой Земля ближе всего к Солнцу. Орбита Земли не круг, а эллипс, овал. Это означает, что есть точка на орбите, когда Земля ближе всего к Солнцу, и есть точка, когда она наиболее далека от него. Близкая точка приходится на начало января, а дальняя на начало июля. 1040. Земля имеет неправильную форму. В процессе вращения гравитация направляется к центру планеты, а центробежная сила уходит в сторону. Из-за вращения на экваторе планеты создается выпуклость, поэтому экваториальный диаметр больше, чем диаметр между полюсами, на 43 километра. 1041. Земля вращается вокруг своей оси, а также двигается вокруг Солнца с сумасшедшей, по нашим меркам, скоростью 107 826 км в час. 1042. Ученые вычислили возраст Земли, исследуя самые старые породы и метеориты, которые были открыты на планете. Метеориты и Земля были образованы примерно в одно время, когда сформировалась Солнечная система. По данным ученых, Земле уже 4,54 миллиарда лет. 1043. Лунотрясения или землетрясения на Луне тоже иногда случаются, но не так часто и не с той интенсивностью, как на Земле. Ученые полагают, что лунотрясения связаны с приливными силами Солнца и Земли, а также некоторыми другими причинами. Лунотрясения могут происходить на большой глубине, между поверхностью Луны и ее центром. 1044. Когда-то у Земли было два крупных спутника. Второй спутник, диаметром около 1200 километров, по предположениям ученых, вращался вокруг нашей планеты, пока не столкнулся с Луной, которая его поглотила. Эта катастрофа может объяснить, почему две стороны современной Луны так отличаются друг от друга. На этом я бы хотел закончить это видео с 1000 невероятных фактов, которые вы не знали. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Легендарный эфиопский марафонец Абеби Бикила выиграл Олимпийские игры 1960 года в Риме босиком. Его обувь была плохо подогнана, у него появились мозоли. Поэтому он решил бегать без нее. Выиграл золото в мужском марафоне. Вот такими у нас получились 1000 невероятных фактов, которые вы не знали. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.